Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы автоботы захватят мой канал. Аниме начинается с того, что Прота Масару Сайга убегает от чего-то по пути, толкая большой портфель. Позже появляется парень в костюме медведя, рекламирующий цирк. Масару просит его сводить его в цирк, но этот парень начинает верить, что заблудился. Он видит, что мальчик очень хорошо одет и что с ним что-то может случиться, но он избегает вмешиваться и ничего ему не отвечает. Прота решает уйти немного расстроенный. С другой стороны, тот, что в костюме медведя, начинает давать ему припадок, от которого ему становится трудно дышать, думая, что это должно кого-то быстро рассмешить. Он пытается танцевать веселые танцы, но у него ничего не получается перед окружающими, полагая, что это уже его конец. Вдруг он слышит, как кто-то смеется, и это Масару, который все еще был там. Это заставляет его дышать, и он чувствует благодарность. Хотя через несколько секунд он видит, как Масару уводят какие-то люди в черных костюмах, никто не понимает, что его похищают, так как они заткнули ему рот. Он решает наброситься на парней и сильно бьет каждого из них, надежно удерживая Прота. Видя, что он встает, бьет того, кто стоит перед ним, но видит, что тот выворачивает ему шею перед ударом. Несмотря на это, этот субъект, к сожалению, восстанавливает первоначальную форму своей шеи, а другой довольно сильно держит его за руку и пытается дать ему гаечный ключ. Но этот парень врывается и пытается ударить его. Он вывихивает плечо, чтобы таким образом освободиться от захвата и не получить боли. Масару просит его сбежать, и они быстро убегают оттуда, добираются до станции и садятся в поезд, где их спаситель снимает медвежью голову. Вскоре после этого он снова подвергается его нападению, в котором он изо всех сил пытается рассмешить Масару, чтобы он мог успокоиться, и ребенок делает это с большим количеством нервов. Это заставляет его успокоиться и прийти в себя. Он представлен как Наруми Като, а мальчик как Масару Сайга, который учится в 5 классе начальной школы. Масару объясняет ему, что его люди преследуют его с тех пор, как умер его отец, и сообщает ему о группе Сайга, огромной автомобильной и электронной компании. Масару сын от директора. Ему сказали, что он погиб в результате несчастного случая, шины на его машине лопнули, и что это сделала марионетка. Тут он вспомнил, что сказал его дедушка, где он показывает нам воспоминания о прошлом Масару с его дедушкой. Они оба оказались в комнате, где их окружало множество марионеток. Его дедушка объясняет ему, что у каждого мужчины в семье Сайга есть такая комната, и что по какой-то причине все в семье очень заинтересованы в этом. Механизированные марионетки, которые двигаются так, как будто они люди, и которые называют их марионетками Каракури. Должно быть, именно поэтому группа Сайга так хорошо разбирается в точных инструментах, поскольку состояние семьи Сайга превышает миллиарды, и что однажды всего этого будет слишком много. Поэтому, когда дедушка просит его внимательно его выслушать, он говорит ему, что если его отец умрет и до того, как он станет старше, и с ним будут происходить странные вещи, он должен схватить этот чемодан и убежать. Широгани защитит его. Закончив рассказывать свою историю, мы возвращаемся к сегодняшнему дню, где Наруми спрашивает его, кто такой Широгани, но Масару отвечает, что он этого не знает, но что его дедушка сказал ему, что найдет его в ближайшем к нему цирке. Вскоре после этого из другого вагона входит человек в костюме. Наруми, несмотря на то, что он наносит ей мощный удар по подбородку, не причиняет ей вреда и отталкивается сверхчеловеческой силой. В этом случае он снова становится настороже, защищая Масару, но перед поездом другой из тех парней выходит вперед и его сбивает. Но оказывается, что он марионетка, поскольку его механизированные части отлетают от удара. Одна из этих частей приводит к тому, что поезд, который шел на большой скорости, сходит с рельсов, двигаясь теперь в другом направлении. Во время потрясения Масару извиняется перед Наруми из-за проблем, которые она ему причинила, видя, что она грустит, давая ему понять, что она верила, что сможет его спасти. И поэтому Масару извиняется перед Наруми. Она пришла к нему, и что она должна прекратить, чтобы они покончили с ним, вместо того, чтобы доставлять ему неприятности. Перед этим Наруми дает пощечину тому, кто говорит ей не сдаваться, что она не сделала ничего плохого. Если ей нужна помощь, пусть попросит ее, и что она злится, что она кричит, она говорит ему не сдаваться. Ее жизни, что если у нее ничего не получится, пусть он предполагает, что единственное, что он может сделать, это улыбнуться. С этого момента Наруми хватает марионетку в костюме, которая была у нее впереди, и вместе с ней прыгает в окно, оставляя Масару одного. Поезд только что затормозил после того, как она вошла в цирк. Масару выходит оттуда и видит, что рядом с ним находится еще одна вражеская марионетка, и, заметив, что он находится внутри цирка, отчаянно спрашивает Широгани, который появляется до последнего момента. Речь идет о девушке, которая была высоко под потолком на веревке и упала на пол перед Масару, не пострадав, взяв чемодан, чтобы ударить марионетку. Там активируется механизм портфеля, произносит Арлекин, используя несколько ниток, которые были соединены кольцами на его пальцах, чтобы он мог управлять этой марионеткой, которая вышла из портфеля. С помощью Арлекина он с легкостью уничтожает вражескую марионетку. Оказавшись в безопасности, она проявляет беспокойство за Масару, которого называет сеньорита. Она дает ему понять, что рада снова его видеть. Он впечатлен марионеткой, которую она использует, и Широгани рассказывает ему, что он вызывает у него воспоминания, и что его дедушка называет его Марл Кинг, и что его дедушка нанял ее мать, когда они были во Франции, она была няней Масару, и это было 7 лет назад, когда Масару было 4 года, так что он не
не очень хорошо это помнит. Широгане тогда было 11 лет, и ее дедушка спас ее и ее мать и дал ей лучшую жизнь. Именно в этот момент показано, что Наруми там, и Масару, увидев его, радуется, но Широгане становится настороже и использует Арлекин, чтобы допросить его. Наруми видит, что она не японка, услышав ее, увидев, что ее глаза тоже серебристые, как и ее волосы, и понимает, что она думает, что он не японец. Он враг. Он объясняет ей, что его наняли на работу в цирк, и говорит Масару не доверять ей, потому что она носит маску. Марионетка, что подозрительно, поскольку те, кто напал на него, тоже были марионетками. Широгане сообщает ему, что дедушка Мазару научил его обращаться с ними и защищать его, если с ним что-нибудь случится. Значит, с того дня он тренировался с Арлекином. После этого Наруми спрашивает его, где он был, когда Мазару пришел просить его о помощи. Это приводит Широгане в ярость, и он в конечном итоге нападает на него. И Наруми говорит ему, что он был в, но Наруми уклоняется от удара и быстро приближается к ней, чтобы дать отпор, и что происходит, так это то, что Широгане неправильно обращается с Арлекином и случайно сбивает Масару с ног, в результате чего он теряет сознание на земле. Она приходит в отчаяние и идет к нему. Наруми говорит ей, что пойдет с ними, но Широгане говорит ей, что это не имеет к нему никакого отношения, что он возвращается к своей обычной жизни и уходит оттуда вместе с Масару и чемоданом, в котором хранился Арлекин. Наруми выходит на улицу, говоря, что с нее достаточно ее болезни, которая заключается в необходимости рассмешить кого-нибудь, чтобы избежать респираторного приступа. Но она видит катастрофу, которая произошла перед крушением поезда, думая, что подобные разрушения будут продолжаться, пока они преследуют Масару. Задаваясь вопросом, как она сможет продолжать жить дальше, заставляя людей смеяться с таким грузом на их совести, потому что будет все меньше и меньше людей, которых я смогу рассмешить. Теперь он показывает нам субъекта, разговаривающего с кем-то по телефону и сообщающего, что Масару ускользнул от него, так как вмешались два человека. Один человек был нормальным, но другой был одним из них, марионеткой. Но он говорит ей, что закончит свою работу, попросив разрешения использовать пульчинеллу. Мы с Широгане вместе с Масару, все еще без сознания, вызываем такси под дождем, но безуспешно. Тут приходит Наруми и спрашивает, что она делает. Она объясняет ему, что сегодня воскресенье и что ни одно такси не остановится там, если он увидит ее с пинтами, которые она несет, и скажет ему, что живет где-то поблизости. И что она знает очень хорошего доктора, давая ему понять, что в этом виноваты двое, пусть Мао будет таким, и Широгане убедит себя пойти с ним. Позже доктор заканчивает ухаживать за Мао и говорит ему, что его раны были не очень серьезными, но он наложил ему 5 швов на руку, которая должна находиться в состоянии покоя. А затем выходит из комнаты. Широгана спрашивает Наруми, почему она делает это, помогая именительного падежа. Он объясняет, что сделал это не для нее или Масару, а для него. В этот момент марионетка вылезает оттуда через окно и становится настороже. Широгане, вытащив Арлекина, дает Наруми понять, что он понимает, почему он там, что он делает это для себя. Оказавшись снаружи, этот парень объясняет ему, что сила и дизайн пульчинеллы находятся на другом уровне, потому что его клиент был очень щедр. Затем он заставляет свою марионетку атаковать Арлекина, который уклоняется от первого удара, давая им понять, что этот следующий удар способен разрушить даже самые высокие стены, а не толстые. Но дело в том, что острая рука Арлекина без проблем останавливает его дубинку и уничтожает ее, сильно сжимая. Широган маневрирует им так, чтобы он схватил голову пульчинеллы, уничтожив ее с той точностью, которую он там применяет. И этому парню не удается отбросить свою марионетку из-за огромной силы, которой обладает Арлекин. В этот момент Широган активирует особый маневр, произнося слова искусства боя, в результате чего Арлекин поднимает свое тело с помощью нескольких передач. Это дает ему преимущество вращаться с большой скоростью, используя свои руки как клинки. Такая вращательная атака полностью уничтожает пульчинеллу. Этот парень, который сражался с ней, застигнут врасплох. Несмотря на это, мы видим, что Масару, уже проснувшемуся, угрожают несколько человек в доме. Широгаме, отвлекшись на драку, не заметила, как они проникли внутрь, из-за этого она была загнана в угол. Происходит то, что Наруми приходит врасплох и убивает Масару. Своей подавляющей силой он отталкивает испытуемых. Будучи в хорошей форме, как только Масару окажется в безопасности, все они убегут оттуда. Прибывает доктор и видит, что в его комнате беспорядок, в то время как Масару плохо себя чувствует, как из-за поезда, так и из-за клиники, в которой он находится, прося прощения. Наруми просит его перестать плакать и просит его смеяться, что если он этого не сделает, то умрет. Доктор Альбереза объясняет, что это психологическая дисфункция, вызванная парасимпатическим доминированием чувств, синдромом Супа. Наруми подтверждает вам, что страдает от этого, как и ее бабушка и дедушка. Это заставляет Широгами заставлять Мазару мыть руки и вытирать рот, но Наруми кричит на него, что она не заразна. Доктор говорит ей, что у людей симпатическая нервная система, а у других парасимпатическая. Когда парасимпатическая система доминирует над людьми, они очень расслаблены. Синдром Санапы возникает, когда на организм воздействуют парасимпатические нервы. Когда тело чувствует, что окружающий человек не расслаблен, это вызывает приступ. И когда это происходит, трахея сокращается, вызывая затруднение дыхания и невыносимую боль во всех нервах.
Масару спрашивает, не случается ли с ним, что когда он подходит к кому-то, он смеется, но Наруми объясняет ему, что по какой-то причине это не работает, что он должен заставить его смеяться. В то время у Наруми был приступ, и ей было трудно дышать. В этом его пытаются рассмешить, делая забавные позы, но никто не реагирует на это. Тогда он выходит посмотреть, сможет ли он рассмешить кого-нибудь еще, и Масару хочет последовать за ним, потому что он спасает его жизнь. И самое меньшее, что он может сделать, это помочь ему с этой проблемой, которая у него есть. Теперь мы видим, что Наруми находится в магазине, пытаясь рассмешить людей, но это приводит только к противоположному результату, потому что это пугает всех, кто там находится. Что происходит дальше? Широгани бьет его и ругает за то, что он делает. Пока они спорят, люди думают, что, возможно, они комики, импровизирующие свое выступление. Из-за сцены, которую они разыгрывают, все начинают смеяться, это заставляет Наруми успокоиться, и проблема решена. Вечером Широгани начинает готовить, а Масару разговаривает с Наруми. Он говорит ему, что не знает, кто будет за ним стоять, что он является частью семьи Сайга уже 3 года, и что ему не удалось познакомиться со многими родственниками. Он объясняет ему, что его мама была тем, кого они называют любовницей, когда он был маленьким. Его мать и он жили одни. Он очень много работал, чтобы зарабатывать на хлеб насущный, когда она умерла, и на этом адвокат пошел его искать. Именно так он встретил своего отца. Семья Сайга получила его позже. Он спрашивает Наруми, сколько может стоить подходящая могила, и что его не интересовало наследство, что он просто хотел дать ему достойную могилу. Наруми отворачивается от него, проявляя довольно сентиментальность из-за всего, что он ему рассказал. Уже за ужином Наруми понимает, насколько на самом деле Широгани красива, потому что она показывает себя такой только тогда, когда находится рядом с Масару. Позже Масару принимает ванну, и Широгани помогает ему помыться из-за его поврежденной руки. Наруми подумала о той же идее, но по ошибке заходит, когда она там с Масару, извиняясь после того, как случайно увидела ее. Там на несколько секунд нам показывают, что в доме Наруми бродит еще один субъект рядом с марионеткой. Сейчас мы с Наруми, который пытается сосредоточиться за пределами своего дома, потому что, увидев Широуана в ванной, он не мог успокоиться в своих мыслях. Масару спрашивает его, занимается ли он боевыми искусствами. Наруми подтверждает ему это, и что он научился этому, когда был в Китае. Это заставляет Масару проявлять интерес к этому, потому что, если он научится этому, возможно, он больше не будет так бояться. Наруми дает ему понять, что он тоже боится и что он еще не знает почему. Он способен сражаться, он просто бросается. А затем объясняет ему, что он тоже был таким в детстве и что он всего боялся. Масару из-за этого думает о возможности того, что однажды он станет таким же сильным, как Наруми, потому что он всегда этого хотел, потому что так он сможет быть счастливым все время. Это заставляет Наруми показать ему фотоальбом, где изображен плачущий ребенок, выглядящий там слабым, и это заставляет Масару смеяться, что радует Наруми. Он объясняет, что он единственный, кто может рассмешить, и что ему нужно, чтобы я продолжал это делать, чтобы остаться в живых. Как только он ложится спать, Масару решает пойти в ванную и говорит Широгане, что если он сможет пойти один. Дело в том, что Масару похищают с помощью марионетки, к которой он привязан через окно ванной. Широгани приходит на шум, но без Арлекино он ничего не может им сделать. Наруми тоже прибывает, хотя и поражен внезапным нападением, позволяя похитителям сбежать на грузовике вместе с Масару. Их перед тем, как последовать за ними, тормозит субъект, который противостоял им ранее. Он объясняет им, что это не они похитили его, а их соперники. Он представляется Шиани героем, и что ситуация с мальчиком началась, когда он унаследовал состояние Сайги, что некоторым людям не понравилось. Они из команды убийц, которых они наняли, чтобы убить мальчика, затем он сообщает им, что те, кто забрал их, это команда Сайга. Похитители. Команда убийц наняла их, чтобы убить Масару, а они, команда похитителей, наняли их, чтобы похитить его. И обе команды работают на разных людей, чтобы убить Масару. И они, команда похитителей, наняла их, чтобы похитить его. И обе команды работают на разных людей, чтобы убить Масару. Широгана спрашивает его, знает ли он, кто они, и там он уточняет, что да, поскольку все они из одной семьи. Кукловоды делятся на две фракции и соревнуются друг с другом. И те, кто нанял похитителей, это те, кто хочет усыновить Масару. Прямо сейчас они отвезут его на виллу Сайга в Каруи-Сага. Напоследок расскажи ему, что на этой вилле находится масон Каракури, в которой полно самых опасных кукловодов Сайги. Широгами и Наруми все равно решают отправиться туда. Он проявляет заботу о Масару, потому что он всего лишь мальчик, который хочет быть таким же, как все. На следующий день Наруми и Широгани объединяются с группой Ашианы, чтобы отправиться на виллу Сайга. С другой стороны, однажды проснувшийся Масару встречается с человеком, который приказал его похитить, который объяснил, что ему пришлось держать его подальше от плохих людей. И Масару ничего не понимает многое из ситуации. Он представляется как Сенджи Сайга, младший брат отца Масару, который попросил его присмотреть за его сыном. Масару подчиняется, переодевшись, чтобы пойти поесть, но в его голове это показывает, как сильно он боится Сенджи. У входа на виллу команда ассасинов замечает, что вся территория заполнена конкурирующей фракцией ассасинов. В этот момент Наруми въезжает на мотоцикле против Широгами, ломая решетку у входа. Наруми просит ее найти Масару, пока он позаботится об остальных.
Она сталкивается с огромной толпой убийц, демонстрирующих отличные боевые навыки благодаря боевым искусствам. Широган видит, кто он на самом деле, и решает обойти сцену боя, чтобы двигаться дальше. Этим пользуется команда убийц, которые вскоре после этого вступают в бой с теми, кого там похищают. Позже их останавливает деревянная дверь, которая не позволяла им пройти туда, и обнаруживается вражеский кукловод. Один из группы убийц использует свою марионетку, чтобы попытаться сломать дверь, но срабатывает ловушка, которая уничтожает его марионеток из-за пилы, которая безостановочно щелкает. Наруми хочет пойти и спасти его, но Широгани спрашивает его, почему он хочет это сделать. Потому что этот парень все равно планирует убить Масару. И что они оказывают ему услугу, демонстрируя перед ним холодное лицо. Как только этого убийцу затащат под пилы и его жизнь закончится, Широгани выходит вперед и выгоняет Арлекина, проявляя интерес к маленькому мистеру Масару и разрушая вход с помощью одной из своих особых способностей. Тем временем Масару обедает со своим дядей Сенджи, который объясняет ему, что он может защитить его, предлагая усыновить его, демонстрируя Масару очень неудобную обстановку, которая заставляет его бояться. Он знает, что она лжет, и хочет уйти оттуда, попросив разрешения сходить в туалет, но прежде чем войти, замечает, что за ним идет его дядя, который говорит ему, что пойдет с ним. Это заставляет Масару толкать его, и он кричит от испуга, выбегая из комнаты, чтобы затем броситься в коридоры, желая найти выход. Мы возвращаемся к битве снаружи, где Широгани сталкивается с вражеским кукловодом, который использует свою марионетку, которая может бросать бомбы, чтобы отразить их. Она говорит ему, что у нее нет шансов, потому что она тренировалась в качестве кукловода с детства, несмотря на то, что Широгани проявляет уверенность. Это заставляет девушку бросать в них большое количество бомб, и в этот момент Широгани маневрирует Арлекином, сумев избежать всех бомб своей рукой. Широгани замечает ему, что она, возможно, тренировалась с детства, но что она родилась кукловодом, возвращая ему все бомбы, уничтожая все, что попадалось под руку. Вражеской марионетки и девушки тоже. Масару сейчас прячется в ящике в своей комнате и слышит, как Сенджи громко говорит, что если он сейчас выйдет, она, возможно, не ударит его так сильно. В этом очень узком месте она видит несколько файлов при слабом освещении, которое дает ей открывающаяся дверь. На этих бумагах написано имя ее отца Эсайоши Сайга. Прочитав их, ты видишь, что там написано ее имя. Следующее, что она читает, это то, что он приманка, марионетки и кукловоды перестали быть полезными, и что Масару — это выключатель, который положит конец клану Курага. Как только на улице утихнет драка, Нарум спросит Ашиану о том, почему он может использовать этих марионеток с такой свободой. Он объясняет ей, что они известны как клан Каруга. Довольно давно их клан выступал перед богами, используя марионеток в своих танцах, а семья Сайгаков занимается изготовлением марионеток с момента их создания. В то время Курага платили Сайгам за их изготовление, но теперь настало время, когда они начали делать кукол. Сайга, который платит им много денег, чтобы они опробовали марионеток в бою, и на этом их объяснение заканчивается, поэтому они разделяются вместе со своей группой Наруми и Широгани. Они продолжают идти, но в этот момент Наруми страдает одним из приступов синдрома Занапы, и Широгани попадает в ловушку, которая срабатывает на полу под ней, хотя в последний момент попадает в нее. Возвращаясь к Масару, продолжай читать то, что оставил его отец, в котором говорится, что если бы он оставил все свое состояние своему сыну, семья наняла бы Курага, чтобы они отстали от Масару. Разделенный клан будет использовать марионеток, чтобы нападать друг на друга. Масару — генеральный директор, чтобы все произошло, и сразу после этого его находит его дядя. Тем временем Широгани просит Наруми отпустить ее, забыть о ней, чтобы он мог найти Масару, но Наруми отказывается, спрашивая его, считает ли он себя марионеткой. Потому что он больше ничего не делает, чем умереть, даже не сражаясь, и как она могла понять, насколько драгоценна жизнь, так она не заботится о себе. Вскоре после этого остальные в конечном итоге падают в пустоту, и в воздухе Наруми держит ее за руки и использует свое тело для удара, восклицая, что она не позволит им отнять у нее жизнь. Возвращаюсь к Масару, которого избил и ранил его дядя, которого перед тем, как нанести ему еще один удар, прервал звонок. Там он объясняет Масару, что те, кто его искал, только что умерли, и что если он ему не поверит, он покажет ему их безжизненные тела, чтобы он мог принять себя их отцом. «Сынок, мы видим, что Наруми и Широган живы, несмотря на падение». Она на несколько секунд потеряла сознание, вспоминая свое прошлое, где ее показывали, как учили обращаться с марионетками. Проснувшись, она понимает, как сильно ранена Наруми, которая все еще страдает от нападения Санапы, и он просит ее уйти и оставить его там. Хотя Широгани спрашивает ее, может ли он что-нибудь для него сделать. Это заставляет
заставляет Наруми пытаться рассмешить ее забавными рожицами, но она спрашивает его, когда ему нужно смеяться, что заставляет его падать духом. Убедившись, что он не сможет рассмешить ее, он сдается, но она настаивает на том, чтобы он дал ей еще один шанс. Наруми, уже желая заставить ее понять, что рассмешить ее невозможно, внезапно просит ее стать его девушкой. Она не отвечает ему на его предложение, но говорит ему, что не находит в этом ничего смешного, слегка улыбаясь. Эта ее реакция вызывает у него приступ санапы. Широгани извиняется за то, что не может смеяться, и говорит ему, что она марионетка. Эту сцену видит Мазару из-за того, что он находится в комнате наблюдения со своим дядей. Он радуется, увидев, что они все еще живы, а затем решает двигаться дальше из-за усилий, которые они прилагают для него. Воспользуйся тем, что твой дядя отвлекся, увидев, что они все еще живы, и разбей окно, которое там находится, и брось стул. Наруми и Широгани, они продолжают продвигаться по подземной пещере, в которой они находятся, и спрашивают ее, почему она сказала ему, что она марионетка. Широгани объясняет ей, что она настоящая марионетка, что она выросла в Кибероне, деревне во Франции, и что она так и не познакомилась со своими родителями. С тех пор, как она научилась обращаться с марионеткой, старушки были с ней очень строги, повторяя ей одно и то же снова и снова. В тех воспоминаниях из прошлого одна из старушек говорит ей, что она должна избавиться от всех видов боли, которые она может испытывать, а также от того, что она может чувствовать. Имя Элеонора, печаль и радость должны отбросить все человеческие чувства, и что она марионетка, и что она должна стать марионеткой, которая управляет другими марионетками. Наруми спрашивает ее, настоящая ли Элеонора, но она отвечает ему, что это имя больше не ее. Она родилась кукловодом, марионеткой с единственной миссией, и сейчас она Широгани. Кто-то создал статуи, теперь она должна их разрушить. С тех пор они уничтожают марионеток, не задавая ни единого вопроса. Как марионетка, которая управляла марионетками, не может улыбаться. Наруми дает ему понять, что она не согласна с этим. Говоря об улыбках, улыбка Масару лучшая, но улыбка Широгани тоже неплохая. Он просит ее послушать, как он говорит ему, что это не похоже на марионетку. Эти слова доходят до нее, показывая более выразительное лицо и немного краснее от этой возможной правды. С другой стороны, Мазару стоит у окна, из которого открывается великолепный вид на лес. Поскольку он находится на верхнем этаже особняка Сенджи, просит его выйти оттуда, но Мазару отвечает ему, что он уже принял решение, и что он не подумает о том, чтобы остаться там подольше. Вспомни все, через что он прошел вместе с Наруми Широгани, которые зашли так далеко, чтобы защитить его, и тоже были ранены. Имея в виду слово, которое Наруми сказала ему о том, чтобы стать сильнее, даже больше, чем он. Тогда он решает измениться, оставив свое прежнее «я» позади, и бросает полной решимости взгляд на Сенджи и в конечном итоге бросается в окно, думая в последние секунды, что если он выживет, он не перестанет улыбаться. Внизу в лесу находится Шиана, загнанная в угол вражеским кукловодом, но этот субъект наносит Масару удар по голове, в результате чего он теряет сознание. Масару встает с земли и спрашивает Шиану, не она ли одна из тех, кто планирует его убить. Видя, что это так, предлагает нанять его, чтобы он перешел на ее сторону. Шиана с удивлением видит, как он замечает, что теперь он совершенно другой человек, и что эти глаза похожи на глаза зверя, пытающегося выжить. Несмотря на то, что он был поражен такой огромной решимостью Масару, Ашинаба отказывается от его предложения. Он рассказывает ему, что они следуют ряду правил, что он не может отвернуться от своего клиента, какие бы деньги ему ни предлагали. Это заставляет Масару показать ему книгу, которую он читал раньше, в которой они видят, что, по словам отца Масару, все это было спланировано, чтобы заставить его уйти. Они нападают друг на друга между фракциями, обращаясь с ними как с лабораторными крысами. Такая правда заставляет Шиану изменить свое мнение. А также из-за того факта, что она спасла ему жизнь, нокаутировав кукловода, который собирался убить его, когда он упал с неба. Теперь спроси Масару, о каких деньгах он говорит. Они направляются в комнату наблюдения, где находится Сенджи. Там он просит своего дядю остановиться, который просто хочет помочь Наруми добраться до Широгани. Оказывается, эти двое были скованы кукловодом убийц, и это видно на одной из камер видеонаблюдения. И Сенджи использует это, чтобы шантажировать Масару, заставляя его согласиться быть усыновленным им. Из-за того, что нити, связывающие Наруми и Широгани, становились все туже, Масару невыносимо видеть их страдальческие лица. Он принимает предложение стать сыном Сенджи, прося оставить его в покое. Их куда-то везут, и Сенджи без проблем соглашается на просьбу Масару, но Шиана говорит ему, что она ему изменяет, потому что Наруми Широгани знает, что там происходит, и спрашивает его, верит ли он, что она действительно отпустит его просто так. Шонджи не отрицает, что это правда, и рассказывает ему, что думал выбросить его из пагоды. Мазару, услышав это, начинает нервничать, называя его несчастным, и внезапно бросается на него, вспоминая движение, которым его научила Наруми, держащая Сенджи за руку, и довольно сильно пинает его ногой, заставляя его упасть, который может сломаться от давления. Наконец-то я сбиваю его с ног ударом головы, оставляя его раненым на земле. Оказывается, через 30 минут особняк должен был взорваться,
потому что люди из команды похитителей установили бомбы по всему району как таймер. Вскоре после того, как начался прыжок на виллу Сайги, Наруми и Широгами оказываются запертыми в камере, куда их доставил лифт. При остановке гаснет свет, и Широгами начинает паниковать. Она рассказывает ему, что когда она была маленькой девочкой, ее часто запирали в такой комнате. По ту сторону двери были какие-то руки, управляющие марионеткой, верящие, что кто-то их контролирует, испытывающие сильный страх. Сразу после того, как Наруми обхватывает ее рукой и прижимает к себе, просит ее улыбнуться, если даже страшные вещи не могут удержаться от улыбки. Она сразу успокаивается и говорит ему, что только что сказала то же самое, что сказала мужчине давным-давно. Показаны воспоминания из ее прошлого, где этот мужчина просит ее улыбнуться, что она бедная марионетка, которая забыла, как смеяться, и что он уверен, что когда-нибудь это произойдет. Он снова будет смеяться, и его зовут Сёдзи Сайга, дедушка Масару. Он также просит Широгани защитить Масару, защитить его, и чтобы он больше никогда не был марионеткой. Как только она заканчивает рассказывать ему об этом из своего прошлого, она говорит ему, что его рука заставляет ее чувствовать себя странно, потому что она такая же теплая, как и слова господина Сеги в тот день «Я люблю тебя». Но что ее рука еще лучше. Масару сейчас встречает марионетку, которой управляла Шиана, и с крыши дальнего здания предлагает ей прыгнуть оттуда в погоду. На таком расстоянии он считает, что с большой скоростью марионетки Гримальди должно хватить. Азиана удивлена, увидев, что он проанализировал расстояние и скорость, несмотря на хаос, в котором они находятся. Как только они набирают скорость, в конечном итоге бросается к пагоде, но при приземлении на крышу они поскользнулись и упали в воздухе. Посреди воздуха Мазару просит веревки с шеи Гримальди и делает одно движение его руки. И Гримальди взлетает вверх и говорит ему, что он научился этому, когда видел, как он делал это раньше. В конце концов они разбиваются и врываются в комнаты, где находится Наруми Широгани. Это верхний этаж пагоды. Из-за удара Шиана понимает, что не может пошевелить даже пальцем. Масару однажды дает понять Шиане, что он уже на их стороне и рад видеть их здоровыми. Наруми и Широгани шокированы из-за того, насколько ему больно. В этот момент прибывает кукловод-убийца, который схватил их ранее, угрожая Масару своими марионетками с лезвиями. Но и Широгани, и Наруми поднимают руки, чтобы защитить Масару от его атак. Оказывается, этот убийца пытается отрубить Наруми руку, но лезвия ломаются, едва задевая его крепкую кожу. Затем он встает в позу и, сосредоточившись, заставляет дрожать камеру, в которой они оказались в ловушке. Оказывается, он усиливает свои силы духовной энергией и называет это усиленным гигоном. И, закончив эту демонстрацию силы, в последний момент он уничтожает Зельду, чтобы выбраться оттуда. Наруми охвачен гневом из-за того, что они сделали с Масару, и наносит сокрушительный удар этому вражескому кукловоду, заставляя его улететь прочь, где в передней комнате находятся другие убийцы. Он идет дальше и начинает противостоять каждому из них своими великолепными навыками боевых искусств. Широгани говорит Масару, что он так расстроен из-за того, что ему так больно, и что он ненавидит, когда люди умирают без причины. На нее, отвлекшись, нападает одна из вражеских марионеток, ее ноги сильно повреждены из-за прыжков. И когда это происходит, Наруми также уходит из-под стражи, будучи пойманной в ловушку марионетками. Нити прежнего кукловода. Эти двое просят Масару сбежать, но он, вспомнив все, что произошло, решает этого не делать. «Беги за этим, Широгани», и что он делает, так это вырывает нити из маневра Арлекина. Вражеский кукловод смеется, увидев это, и говорит ему, что быть кукловодом очень сложно, для ребенка без знаний это невозможно. Но все удивлены, когда Мазару просит Арлекина встать и уйти. Ему удается заставить меня это сделать. Даже самым опытным людям нужно много тренироваться. Мазару просит прощения у Арлекина за то, что не может обращаться с ним как с Широганом, который, по крайней мере, помнит одно из своих движений, называемое Лес Армартиус. Бешеный тигр, и одним движением руки приводит в действие механизм Арлекина, который ему разрешен вращаться как торнадо. Таким образом, уничтожь вражескую марионетку вращающейся атакой. Сразу после этого взрываются бомбы, найденные в особняке, одна из которых находится под пагодой, заставляя здание дрожать. Сэнджи попадает под мощный взрыв, который охватывает весь особняк и разрушает погоду. После этого вы видите, что Масару и Наруми в порядке, хотя Широганы без сознания. Вскоре после этого они пытаются сбежать, но пол, на котором находится Масару, ломается и он падает. Из-за этого Шиана убегает вместе с Широгани и Арлекином, в то время как Наруми остается, чтобы спасти Масару. Но как раз в этот момент Наруми подвергается нападению Санапы, а Широгани, все еще присутствующий, видит, что происходит. Она знает, что должна смеяться, но несмотря на все усилия, она не может этого добиться. Извиняясь перед ним, хотя Наруми с трудом просит его расслабиться, что с ней все будет в порядке и что она должна сбежать. Толкает ее и заставляет идти по зиплайну, на котором она была привязана к Арлекину, уводя ее от опасности, потому что это место охвачено пламенем. Наруми в конце концов находит Масару, заключает его в свои объятия, но на него падают обломки, лишая его возможности двигаться оттуда. Изрядно ослабленный нападением Санапы, рассказывает Масару, что его дедушка был клоуном,
что он всегда говорил ему, как хороша его работа. И что если бы он был клоуном, он мог бы рассмешить многих таких детей, как он. Но встречи с ним было достаточно, и там он просит Масару никогда не прекращать улыбаться. Он может плакать, он может злиться или что-то еще, но никогда не прекращать улыбаться. И что если он когда-нибудь почувствует, что проиграл, пусть он следует тому, что говорит его сердце, и даже если придет время, когда он перестанет улыбаться. Тот, кто увидит, что больше не может, пусть продолжает улыбаться, в конечном итоге их охватит пламя. На следующее утро Мазару просыпается с огнем и выключен. Он видит, что его все еще обнимает рука Наруми, но обернувшись, понимает, что он был там только под ее рукой и очень плакал, увидев, что она умерла. Масару потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от травм в больнице, начать новый день дома, а также вернуться к занятиям, которые он ранее бросил. С другой стороны, Широгани покинул цирк Соломы и начал работать горничной в его доме, так как она хочет быть рядом с ним на случай, если кто-то снова захочет на него напасть. Выходя на занятия, она видит, что Широгани тоже в униформе. Оказывается, с этого момента она будет сопровождать его в школу, так как в институте, куда он пойдет, он находится по соседству, и он также приносит портфель, в котором находится Арлекин. Она рассказывает ему, что ее приняли под фамилией Сайга, и находясь так близко, она сможет прийти к нему, если с ним что-нибудь случится. По дороге она разговаривает с Масару, так как знает, что его дразнят в школе, и советует ему не выделяться. Потому что она тоже была жертвой издевательств из-за того, что он был ее другом. К ее глазам и волосам, но она смогла приспособиться, чтобы не выделяться. Позже он приходит в свою школу, и несколько одноклассниц, узнав его, приветствуют его, спрашивая Масару, как прошла его поездка за границу, потому что учитель сказал ему об этом. И поняв, о чем идет речь, он плывет по течению, отвечая ему, что это было весело, хотя другие ребята, которые его встретили, приветствовали его. Раньше они раздражали, видя это, затаив на него еще большую злобу. В свою очередь Широгани входит в свой класс, представившись окружающим как Широгани Сайга. Все удивляются, увидев, какая она красивая. Хотя были две девушки с плохим отношением, которые думают иначе, Широгана, проходя между ними, ударяет ногой одной из них своим портфелем. И она жалуется и требует от него извинений, но, к ее удивлению, Широгани встает перед ней, прося прощения, и внимательно осматривает ее ногу, видя, что с ней все в порядке. Он рад за нее и снова говорит ей, как ему жаль. Когда она вернулась к своей парте, две девушки были поражены ее дружелюбием и даже тем, как хорошо она пахнет. Один из парней попытался поздороваться с ней по-французски. Но когда он обернулся, ее не было на своем месте. Оказывается, одноклассники, которые приставали к Масару, писали о нем плохие вещи на доске, и одна из девушек, несмотря на то, что ей не нравится то, что они делают, также обвиняет Масару в том, что он не защищается. Несмотря на то, что его дразнили в классе разными выходками, он продолжал улыбаться, что не нравилось этим мальчикам, которые все еще злились на него. За всем этим наблюдает Широган со стороны, и ей пришла в голову идея вторгнуться в зал с Арлекином силой, но это не помогло. Это только заставило бы его выделиться еще больше, поэтому он предпочел ничего не делать. На перемене эти ребята окружили Масару, потому что устали от того, что он продолжал улыбаться, несмотря на все, что они делали на уроках. Кадзияма говорит Масару, что он давно не ходил на занятия и не поздоровался с ними должным образом, напоминая ему, что он их собака. Потому что, несмотря на все, что они делали на уроках, Кадзияма говорит Масару, что он давно не ходил на занятия и не поздоровался с ними должным образом, напоминая ему, что он их собака, потому что так с ним обращались раньше. Там один из них держит его и швыряет на пол, но затем классный руководитель встает перед Масару, чтобы защитить его. Несмотря на это, Масару говорит ей, что с ним все в порядке, все еще сохраняя эту улыбку на лице, когда он встает, что Кадзияме не понравилось. Потому что следующее, что он делает, это наносит ей сильный удар по лицу. Это приводит к тому, что лента, которую Масару наклеил ему на лоб, отваливается, показывая большой шрам, который у него там был. Он тоже меняет свой взгляд. Мальчики внезапно пугаются, видя, что он другой, и что он не такой, как раньше. Мазару приходит в себя и извиняется перед ними за то, что напугал их, поэтому он скрывал это с помощью магнитофона, хотя в любом случае они собирались обнаружить это на уроках физкультуры. В этот момент он снимает рубашку, показывая всем синяки и шрамы, которые есть по всему его телу. Он признается им, что не был в зарубежной поездке, а был свидетелем ужасных вещей. Он обнаружил, что есть люди, которые не задумываются дважды, когда дело доходит до того, чтобы лишить кого-то жизни, и у него есть эти шрамы из-за вины этих людей, так что, по сравнению с этим, то, что они делают, чтобы его расстроить, ничто. Но я не это хотел вам сказать. Он также объясняет вам, что улыбается из-за человека, который его спас, который сказал ему, что бы ни случилось, не переставайте улыбаться. Он делал это даже находясь в опасности, желая быть похожим на него. Позже в спортзале одна из одноклассниц говорит Мазару, что она изменилась, и спрашивает, кто ее спас. Он рассказывает ей, что их было двое. Одна из них была француженкой, которая учится в средней школе по соседству и которая очень серьезна. Так что самое главное, я уверен, что я всем даю это на учебе. Во время урока Широгани не переставала преуспевать по разным предметам, но на уроке физкультуры она рассказывает одной из своих одноклассниц, что была в цирке. И ее заставляют показать всем.
Там выступала одна из популярных девушек в своем классе. Но ее затмила впечатляющая гимнастическая демонстрация, в которой она выполняет весь класс маневров с большим мастерством, завершая их большим прыжком, где ее прекрасное тело входит в баскетбольное кольцо, падая в воду. Хорошее положение на земле. Такой поступок произвел на всех впечатление. Они аплодировали тому, как хорошо он это сделал. Одноклассник Масару, ближе познакомившийся с девушкой, о которой говорил Масару, считает ее 10-летней девочкой. Но он так не думает. Потому что не имеет значения, сколько людей хвалят ее или любят ее. Ты никогда не улыбаешься. Она не идеальна, она просто наклоняет голову и изображает грустную улыбку. Широгани рассказала ему, что она чувствовала, когда ее госпитализировали после того, как все это произошло. Там она сказала ему, что в тот раз не смогла улыбнуться Наруми, несмотря на то, что перенесла приступ санапы. Ей нужно было, чтобы кто-то улыбнулся, чтобы успокоить ее, но она все равно не смогла. Поэтому, пока Широгани помнит Наруми, она не сможет улыбаться, но ее невозможно забыть. Позже спутница Масару спрашивает его, в каком цирке Широгани собирается выступать с этого момента, поскольку она была в одном. И он должен присоединиться к другому, так как он хотел бы увидеть ее выступление. Масару понимает, что это решение, поэтому, выйдя из класса, он направляется в цирк, который находился там неподалеку вместе с Широгани, показывая ему, что в этом городе тоже есть цирк. Он просит ее присоединиться к нему, так как ей нравятся цирки, но Широгани не уверена, хочет ли она этого. Это заставляет Масару настаивать на своем, так как он хочет, чтобы она повеселилась. Перед лицом этого спора выходит владелец цирка, который, услышав их, спрашивает Широгани, не хочет ли она присоединиться к ним, и представляется как Синобу Накамаши босс. Затем выходят двое молодых людей, которые очень сердечно относятся к Широгани. Масару спрашивает его, что они умеют делать, поэтому они устраивают ему демонстрационный акт, где они вдвоем занимаются гимнастикой. Масару просит Широгани показать ей, что они умеют делать, и она соглашается, используя лестницу, которая находится на земле, чтобы встать на ноги без каких-либо препятствий. Я поддерживаю, поднимаюсь на вершину и удерживаю равновесие одной рукой. Затем она падает на спину в сторону бывших молодых людей, которые ловят ее в воздухе. Все трое поражены тем, что она умела делать, и спрашивают ее, собирается ли она присоединиться к их цирку. Она, видя желание Масару делать то, что он хочет, в конечном итоге соглашается. Синобу представляет мальчиков как Нори и Хира. И есть еще кое-кто, ее укротительница, великая лицедейка. Во время смены сцены мы видим, как Наруми лежит на каталке в затемненной комнате. Аппарат, проверяющий его пульс, звучал нормально, намекая на то, что он жив. Он показывает нам базу в пустынном районе и в полной безопасности. Там находится Наруми, которая до сих пор без сознания, и теперь у нее есть механическая рука, так как предыдущая потеряла ее в аварии, в которой она пострадала. Этот субъект, стоящий перед ним, называет его по имени, говоря ему, что это последние капли Акуабитая, величайшее достижение, созданное алхимией. Прося его, пусть он восстанет из пепла с этим чудодейственным лекарством. Наруми мысленно говорит о том, что во сне ей постоянно снился один и тот же сон. Плачущая девушка и парень с широкой улыбкой. Но он не помнит, кто они и кто он, не в силах ничего вспомнить, наконец открывает глаза. Этот джентльмен с серебристыми глазами объясняет ему, что он был очень тяжело ранен, так что я думаю, он еще не совсем оправился. Он рассказывает ему, что находится в больнице в Иллинойсе в Америке. Наруми в замешательстве спрашивает его, кто он. И этот человек, который, как он видит, потерял память, как и его рука, он объясняет, что согласно его удостоверению личности его зовут Наруми Ката. И что это нормально, пусть у него будет много лазеек после большого инцидента, который он пережил. Там он представился и является потомком французской аристократии, ценителем всего прекрасного. Его зовут Ги Кристофер Рех, а ту даму, которая сидит на диване, зовут Люсиль Бернелл. Прежде чем задавать себе дальнейшие вопросы, Наруми видит мальчика, проходящего по коридору, но, увидев его, выбегает оттуда. Он гонится за ним и попадает в комнату, там его стол и там сидят несколько детей. Они пугаются, увидев его, и то, что он делает, внезапно превращается в боевые искусства, не зная, что он делает, потому что его тело двигалось само по себе. Вскоре после этого он вспоминает, что знает боевые искусства, так как научился использовать их в Китае. Когда он закончил, дети были поражены тем, как здорово он выглядел, и обрадовались ему. Но у мальчика, который слышал о нем, начинается припадок, и он падает на землю. Медсестра приходит вскоре после этого и, увидев его, называет его Марком. Показывая, что очень рад, что он с ними, это постепенно заставляет Марка расслабиться и поправиться. То, что Наруми там увидела, она сразу узнала. Это синдром Занопы. Через несколько секунд у нее начинается головокружение, и она просто падает на пол без сознания. Как только его положили на носилки, доктор говорит ему не быть таким безрассудным. Он только что оправился от ран, которые могли стоить ему жизни. Вилли продолжает рассказывать, что произошло. Он не знает подробностей, но в японской миссии произошел взрыв.
Когда Наруми прибыл, он потерял много крови, поэтому я отвез его в эту потрясающую больницу. Наруми спрашивает его о Марке, задаваясь вопросом, страдает ли он синдромом Занапы и что она узнала его, так как у него такое же заболевание. Доктор подтверждает это и говорит ей, что в этом центре проходит лечение около 2000 детей с Занапой. Эта больница специализируется на лечении людей с этим заболеванием. Другой врач говорит Гаю, что Наруми уже полностью выздоровела и ей больше не нужно оставаться там. Они напоминают ему, что им не нравится, когда в этом учреждении есть посторонние. Болезнь продолжает распространяться, потому что он ничего с этим не делает. Куи спрашивает его, почему тогда он не спешит и не ищет лекарства, но доктор просит его расслабиться, потому что мадам Люсиль там, чтобы собрать информацию. Как только врачи уходят, Наруми благодарит Гая за спасение его жизни и спрашивает, зачем он привез его в Америку для лечения. Он отвечает, что отправился в Японию, чтобы найти его, но на данный момент они не дают ему никаких подробностей. Еще не зная, что происходит, Наруми начала свою повседневную жизнь в этой больнице. Ее единственной работой был хороший сон, хорошая еда и игры с детьми. Ночью Наруми, идя по коридорам, видит открытую дверь. Выглянув незамеченным, видит, что медсестра, которая ухаживала за детьми, принимала слишком много таблеток, проявляя крайнее отчаяние. Он слышит шум и прячется. И оказывается, что другие врачи вошли в ту же комнату, вводили себе лекарства и выглядели довольно плохо. Это заставляет Наруми пойти к лечащему врачу и сказать ему, что другие врачи принимают наркотики и поэтому не могут должным образом ухаживать за детьми. Доктор дает ей понять, что это необходимо для того, чтобы они хорошо выполняли свою работу, что это реальность. Вскоре после этого Наруми переходит на другую сторону стекла, которое было перед доктором, а Люсиль и Гай допрашивали одного из детей. Они спрашивают его, видели ли они это полуночный цирк. Мальчик очень напуган ими, и это беспокоит Наруми. Доктор объясняет ему, что допрос детей по поводу смерти их родителей – это часть дома автоматов. Ви говорит ребенку, что бояться пустая трата времени, потому что он вот-вот умрет. Наруми больше не сопротивляется, увидев это, и заканчивает тем, что одним ударом разбивает окно, нанося Ви сильный удар по лицу. Хотя позже он успокаивается, так как видит, что в его кулаке был нож. Кристаллы вонзаются в его кожу, но они выходят сами по себе, а раны заживают сами по себе, и он остается в замешательстве, наблюдая за этим. Как только ребенка забирают оттуда, медсестра спрашивает Наруми, действительно ли она думает, что дети меньше страдают от приступов, потому что их лечат, но это не так. Санапа полна загадок, и что они могут делать только одно – улыбаться им как можно больше. И для этого весь персонал должен стараться смеяться, чтобы они могли расслабить свою парасимпатическую нервную систему, единственный способ избежать приступа улыбки. Кроме того, исследования не продвигаются, и это их угнетает, но они не могут перестать видеть эти чувства, и именно поэтому они не могут перестать видеть эти чувства. Они принимают наркотики. И тогда Гай решает показать ей правду, сначала сказав ей, что это больница ад. Это показывает нам, что огромное количество людей направляется в центр посреди пустыни. Субъект, который ведет его, говорит со своими марионетками о желании уничтожить Широгана, имея в виду легендарного европейского Широгана. Гая с намерением забрать его голову, чтобы передать ее Донье Франсин. Мы возвращаемся к Наруми, и доктор объясняет ему, что синдром Санапы протекает в 3 фазах, первая из которых одышка и боли в теле. Вторая – это дециметр иммунной системы, большинство из которых не проходит через эту фазу. В этот момент Наруми видит, что Марк находится в наихудшем состоянии, за ним наблюдают врачи. Доктор говорит ей, что тем, кто умирает, повезло больше всего, настоящий ужас Санапы находится на последней стадии, они в принципе не могут умереть. Его ведут в его огромную палату, где большое количество детей лежат на полу рядом друг с другом, не в силах пошевелиться, будучи парализованными, но живыми. Температура тела резко падает, мышцы напрягаются, кровати бесполезны. Эта новость сильно повлияла на Наруми. Ви позже рассказывает ему, что его вылечили с помощью Акуабитая. Вот почему его можно было вылечить только раньше и почему он выздоровел так быстро, несмотря на аварию, в которую он попал. Это лекарство, которое лечит все, а также может вылечить Санапу. На самом деле это единственный способ вылечить его, но его больше нет. Они использовали Наруми последнюю дозу. Ее давным-давно изготовил алхимик, и они не могут создать ее просто так. Там он просит вас помочь ему в его стремлении победить автоматы. Синдром Санапы полон секретов, но они знают, откуда он исходит и распространяется автоматами, и те, кто им управляет, образуют полуночный цирк. Его миссия – покончить с ними. Они просят Наруми стать Широгане. Это слово ему знакомо, в его голове всплывают смутные воспоминания, но оно ничего не говорит. Внезапно звучит сигнал тревоги, и Люс сообщает им, что прибыли Палман и Алкемус, чтобы забрать их жизни и кровь, будучи автоматами, направлявшимися туда. Военные охраняют вход, но обычное оружие не действует на автоматы, которые используют инъекторы, чтобы заманить людей в ловушку. Кровь людей, на которых они нападают,
Гуй выходит, чтобы защитить центр, используя свою марионетку, чтобы уничтожить несколько автоматов. Люси дает Наруми понять, что она спасла ему жизнь, чтобы спасти много жизней, будучи Широгане. Он, увидев, что состояние здоровья одного из детей, о которых он заботился, ухудшилось, и ответственность, которую он несет, тоже решает уйти, с огромной яростью и силой противостоя каждому из них, используя все свои силы, чтобы спасти его. Боевые искусства. Гай рад, что не ошибся в нем, и видит, что с той духовной энергией, которой обладает Наруми, жидкости автоматов реагируют до такой степени, что взрываются. Наруми только что столкнулся с лидерами автоматов Полманом и Алмусом и получил серьезное ранение от клинков Алмуса, несмотря на то, что в основном уклонялся от них. После этого Полман наносит ответный удар, но Гой быстро приказывает Наруми нажать кнопку у него на плече, в результате чего из его руки выпадает огромный нож, блокируя атаку. Демонстрируется огромная решимость Наруми и то, что он больше не обычный человек, потому что его раны быстро заживают. И что боль, которую он испытывает, ничто по сравнению с тем, что чувствуют дети там, умело отбиваясь от них. Двое, пока их жидкости не высохли. Взрывайте их ударами и атаками, уничтожая обоих без особого ущерба. Когда он заканчивает, он видит, что дети очень боятся его из-за большой драки, которую он устроил на улице и которую они видели. Но один из них подбегает, чтобы обнять его, чтобы поблагодарить за то, что он сделал. Там ты полностью соглашаешься стать Широгане и пойти с ними. Мы с Масару и Широгане, они оба присоединились к цирку, в который ходили раньше, и теперь они путешествуют с ними, пытаясь сэкономить деньги, чтобы они могли показать настоящее шоу. Однажды Широгане решила зарабатывать деньги уличной артисткой, надевая костюм клоуна и устраивая представления, которые приводили детей. Там одна женщина привлекла ее внимание, проявив симпатию к таким уличным артистам, как она. Когда дети уходят, она звонит Широгане Белолицому, хвалит ее хорошее мастерство и просит ее поспорить на что-нибудь, на то, кто из них ударит другого первым, что на ней надето. Широгане поворачивается к нему спиной и говорит, что игра уже началась, как будто он доверяет другому человеку. Это ему не понравилось, и он быстро метнул в нее два ножа, но в одно мгновение Широгане заблокировал один из ножей шариками, чтобы жонглировать. Несмотря на это, признал свое поражение, потому что другой нож отрезал небольшую часть его волос. Она спрашивает его, что это за цирк, признается, что она тоже хороша, и что он назвал ее белолицей, а не клоунадой, потому что не все знают, какие бывают клоуны. Реакция другой женщины начать смеяться, демонстрируя симпатию к Широгане, и сказать ей, что это заставляет ее забыть о своей работе. Позже они садятся, чтобы поболтать вместе, девушка рассказывает ему, что родилась в американской цирковой семье, и что она всегда думала, что станет метателем ножей, как она. Его отец, но он этого не сделал, и он спрашивает Широгане, слышал ли он о синдроме Санапы, который является очень редким заболеванием, и что он был у его брата. Лечение очень дорогое, и ее родители работали до изнеможения, и что она тоже хотела зарабатывать деньги, но она не была так добра к своему отцу. И только что рассказала ему, что ее брат умер в возрасте 15 лет. Широгане вспоминает Наруми и рассказывает ей, что встретил человека, страдающего Санапой. Другая девушка воспринимает это как большое совпадение и думает, что они станут очень хорошими друзьями, представившись как Вильма. Она рассказала об этом Мазара вечером, который удивлен и обрадован, потому что она редко так откровенничает с людьми. Она тоже удивлена, потому что раньше ее волновало только то, были ли окружающие люди врагами или нет, и если они ими не были, то от них уже ничего не зависело. Которая не из тех, кто заводит такой разговор просто так. Но с тех пор, как он встретил Мазару, он разговаривает с людьми, и с ним все не так плохо. Позже она видит, что он забыл вернуть воздушные шары в зоопарк, где он был раньше, и собирается вернуть их. Мы видим, как Вильма позже начинает присматривать за Масару, и как только он остается один, загоняет ее в угол, давая понять, что ее цель покончить с собой. Ее жизни, что просто несколько человек пытаются убить ее. Они должны прекратить свое существование. Но незадолго до этого появляется Широган, выводящий Арлекина на улицу. Они обе удивлены, увидев друг друга, но Широган сохраняет серьезный вид, защищая Масару. Вильма, несмотря на это, все равно решает напасть на нее и объясняет, что это всего лишь бизнес. И она превосходит скорость Арлекина, уклоняясь от его атак и умудряясь вонзить несколько ножей в ногу Широгане. Ее зовут Вильма, черная падающая звезда. Она быстрее пули, желая закончить шоу, метает в Широгане множество ножей, которые вонзаются в ее тело, что очень напугало Масару из-за нанесенного ей ущерба. Но несмотря на это, Широгане всегда стоял и защищал Масару. Это удивило Вильму, увидев, что она не человек. Масару встает перед Широгане, чтобы защитить ее, и говорит Вильме, что в первый раз, когда он ее увидел, он знал, что она не хотела его убивать. Она очень хороша в метании ножей, но все же дважды промахнулась, когда он загнал ее в угол раньше, но в итоге она оказалась плохой. Такой образ его повлиял на Вильму, потому что он напомнил ей о ее покойном брате, которого зовут Джин, и в ярости она метает два ножа в Мазару. Прежде чем они достигают его, Широгане снова выходит вперед, и удары наносятся прямо ему в лицо, и несмотря на это, Арлекин маневрирует, чтобы остановить его. Нанести удар Вильме, которая не понимает, как она все еще жива. Широгане вынимает ножи из ее тела и успокаивает Масару,
заставляя ее видеть, как ее раны медленно закрываются, говоря ей, что в ней есть что-то особенное. После этого она снова использует Арлекина, чтобы нанести серию ударов Вильме, в результате чего она шокирована, но это приводит к тому, что она теряет сознание. Широгани намного слабее, Масару умоляет его остановиться, потому что он хочет, чтобы он продолжал жить. Эту сцену видит Бильбо, и у него возникают воспоминания о его прошлом со своим младшим братом. Она жалуется врачам на то, что не смогла спасти жизнь своему брату, но он успокаивает ее, напоминая ей о том, что сказал ее отец, что артисты не должны злиться ни перед публикой. Довольно ослабленный Джим берет яблоко и кладет его себе на голову, прося свою сестру выполнить свой трюк, дикую дуэль Джима и Вильмы на ножах, которую она хотела бы увидеть, прежде чем он уйдет, и пусть она не волнуется, Вильма. Черная падающая звезда, она быстрее, чем я пули. Она дрожащей рукой бросает нож, который воткнут в стену, но яблоко падает, и ее брат тоже падает, который в своих последних словах просит ее не умирать, а продолжать жить. Это привело к тому, что Вильма уже сегодня, когда она смогла подняться, чтобы метнуть еще один нож в Масару, намеренно промахнулась, упав без сознания на землю. Позже она просыпается в фургоне цирка, где спят Масару и Широгани. Она предупреждает его, что если он что-нибудь сделает, Масару умрет. Масару попросил Широгани отвезти ее туда. Они объяснили остальным, что нашли ее без сознания и больше не задавали вопросов. Также показано, что перед тем, как отвезти ее туда, Широгани попросил Масару выпить немного ее крови, чтобы таким образом защитить себя от ран и болезней. Вильма, услышав о Широгани и о том, как он повлиял на жизнь Мазару, принимает решение присоединиться к их цирку. Остальные соглашаются, и на следующий день, увидев его отличные навыки метания ножей, Наруми, Гай и Люсиль оказываются в самолете. Он направляется в Китай, чтобы сразиться с автоматами, но эти автоматы проникли туда, они, осознав это, насторожились, но Наруми, Гай и Люсиль сейчас в самолете. Он атакует одного из них и, швырнув его в стену самолета, в конечном итоге взрывается, оставляя дыру. Гуй пытался остановить его, но было слишком поздно, и он объясняет ему, что эти автоматы называются самоуничтожающимися, они взрываются, если их разрезать или нанести удар ножом. Эти враги прокладывают себе путь своим оружием, создавая своего рода зону для боя и даже закрывая образовавшуюся дыру. Люди отделяются от них и остаются позади Наруми и остальных. В этот момент автоматы сообщают ему, что слухи о Широгани, который сражается голыми руками, относятся к Наруми. Один из них говорит ему, что они хотят поиграть с ним, пусть он не волнуется, что они не взорвутся, если он ударит его голыми руками. Если он победит их всех, самолет благополучно приземлится в Шанхае, но каждый раз, когда они ударят Наруми, они сломают ему палец. Дети, которых они держат в заложниках. Гуй смеется над этими очень интересными правилами и предлагает им быть тем человеком, которому они сломают пальцы, и автоматы соглашаются, и вот он меняется местами с детьми. Начни бой, и Наруми блокирует удар и добивает первого автомата, который бросается на нее сверху. Но это приводит к тому, что автомат, удерживающий Гая, ломает ей один из пальцев, поскольку она могла бы уклониться от этой атаки, но она заблокировала его. Это засчитывается как удар. Гуй не реагирует на этот сломанный палец, но это оказывает дополнительное давление на Наруми, которая продолжает сражаться с врагами. В результате чего Гуй ломает большую часть пальцев, не имея возможности увернуться от всех ударов. Несмотря на это, в конечном итоге он уничтожает каждого из них, включая того, кто держал Гуи, но этот действительно собирался взорваться. Чтобы предотвратить попадание взрыва на детей, Гай набрасывается на него, чтобы поглотить взрыв вместе со своей марионеткой. На этом все не заканчивается, потому что на них нападают извне десятки инсектоидных автоматов, которые разрушают один из двигателей самолета. Буй переводит свою марионетку в режим полета и выходит, чтобы защитить самолет, но из-за того, что он так ранен, ему трудно с ними справиться, и он пытается остановить их. Ему удается победить лидера инсектоидных автоматов, но увидев, что он собирается взорваться, чтобы уничтожить другой двигатель, он хватает его и уносит, в результате чего взрыв затрагивает только его. Самолет только что разбился прямо перед цирком. Именно там находятся Широгани и Масару, а также там, где они дают свое шоу вместе со всеми. Это их первый раз, когда они дают шоу все вместе. Они выходят на улицу, и Масару поражен внезапной атакой автомата, который пытается высосать его кровь, но Широгани выходит вперед и высасывает из нее кровь. Автомат замечает кровь Широгани и приходит в негодование. Сразу после этого Наруми убивает его, но находясь в дыму от только что разбившегося самолета, они его не видят. Наруми, едва покончив с автоматом, быстро уходит, а Масару и Широгани не могут подтвердить, что то, что они видели, было Наруми. Они решают позаботиться о людях, пострадавших в авиакатастрофе, и там они встречают Гая, и Широгани узнает его, называя мастером, и ведет его внутрь из цирка, в котором они устраивали представление. Позаботься о его ранах и дай ему отдохнуть. Позже он рассказывает Масару, что Гуй его учитель,
потому что он задавался вопросом, какая у него связь с Широгане. Она рассказывает ему, что одно из ее самых ранних воспоминаний связано с тем, когда она впервые путешествовала с Ги, будучи еще маленькой девочкой. Он отвез ее в Киберон, деревню во Франции, и там ей сказали стать марионеткой, управляющей марионетками. Не переставая тренироваться, она потеряла свои эмоции и стала одной из них. Но Гай всегда был рядом с ней, и Масару извиняется перед ней и рассказывает ей то, во что она верила, что Наруми была первым человеком, который был добр к ней. И что она также думала, что видела его в аварии из самолета, и с тех пор она не может выбросить это из головы, но она также дает ему понять, что думает так же. В этот момент Широгани обнимает его, прижимает к груди и спрашивает, слышит ли он биение его сердца, поскольку раньше оно звучало так, как будто это была машина. Но кто-то научил его сердце биться, как у настоящего человека, и это был Масару. С тех пор его сердце не переставало биться. Все из-за человека, который продолжает жить внутри него, первого человека, который принес тепло в его холодную жизнь. Масару спрашивает его ей, если она любит Наруми. Это заставляет ее краснеть и немного нервничать, а затем она говорит ему, что он тоже ее очень любит, что заставляет ее довольно улыбнуться, поблагодарив его за его слова. Уже посреди ночи Масару просыпается от того, что ему приснилась авария, в которой он потерял Наруми, и Ди в Широгане и понимает, что она пыталась преодолеть свое прошлое. Он задает себе вопрос, почему его отец оставил ему такое наследство, ведь именно поэтому есть люди, которые хотят убить его, опередив Наруми. Там он решает выяснить причину, извинившись перед Широгани, который все еще спит, потому что на следующее утро он уходит один, когда все еще спали. Мы возвращаемся с Наруми, он находится глубоко под горой в Китае, ему некуда идти, его сопровождают Люсиль и девушка. Она дочь мастера Ляна, человека, который обучал его боевым искусствам, и они пошли в его дадзё искать подсказки. Там им сказали, что Лян заболел синдромом Санапы, и что вскоре после этого он покинул свою родную деревню в поисках источника бессмертия. Люсиль сказала им, что если они пойдут по следу, они устроят полуночный цирк, цель которого для них, что они должны найти источник бессмертия, уничтожить. Ксия решила пойти с ними. По дороге Наруми внезапно начинает видеть в туманных видениях девушку, которая называет себя Франсин, и которая очень похожа на ту, которую они видели в последний раз. Широгани, но она говорит остальным, что это ерунда, и пусть идут своим путем. Это дает о себе знать. С тех пор ему снились очень странные сны. По словам Люсиль, подаренная ему аквахабитой была последним, что у него осталось, и в ней было растворено оружие человека, который ее создал. Так что это похоже на сон, который он видит со своими воспоминаниями. Хорошо проведя время в путешествии, им удается найти своего хозяина, которого сопровождает собака. Наруми видит, что ее хозяин Лян начинает кашлять, и у него проблемы с дыханием, и в ответ смеется над ним, что не понравилось Миксии. Но это заставляет Ляна прекратить страдать от его приступа из-за того, что у него проблемы с дыханием. Чтобы смех других был успокоением для синдрома Санапы. Твой учитель воспринимает этот синдром как божественное наказание и рассказывает, что его предки создали определенное вещество, которое никогда не должно было быть создано, известное как вода жизни. В тот момент Наруми понял, что он имеет в виду аквавиту, и решил рассказать ему обо всем, что произошло, о том, как он стал Широгани, когда выпил аквабиту, и что его задача — сражаться с автоматами. Ильян сказал ему, что если то, что он сказал, правда, есть кое-что, что он должен знать, попросив его внимательно выслушать, вытащив старый документ из его одежды. Все началось 200 лет назад, и когда-то жили два брата из семьи кукловодов Бай. Старшего брата зовут Джин, а младшего зовут Джин. Наруми слышит, как один из них говорит о том, как заставить марионеток двигаться как люди. Эту идею поддерживает и его младший брат. Наруми понимает, что это, что он помнит. Это память о том человеке, душа которого слилась с ним. Два брата ищут ответ в алхимии и отправились в путешествие через 8 лет и, наконец, прибыли в город, где зародилась алхимия, под названием Пага, город 100 Торос. Вот так они стали учениками алхимика, и теперь он показывает нам то прошлое, где есть Джин, имеющий родство с Наруми и Джином, его младшим братом. Они гуляли по улицам, но в небольшой ссоре Джин натыкается на девушку, которая падает на землю и падает на них яблоки. А девушка очень похожа на Широгани. Джин извинилась за аварию, и в этот момент она представляется как Франсин, а они как Дзинбай и Дзинбай. А для тех, кто меня не понимает, как зовут братьев, потому что одного зовут Джин Конг, а другого Джи. Она интуитивно чувствует, что это должно быть иностранцы, что они добрались до города. Оба брата много учились и преуспели в алхимии. У них была единственная цель использовать алхимию, чтобы оживить марионеток и заставить их двигаться вместе с людьми. Однажды Жан, увидев Франсин, решает поприветствовать ее. Она приглашает их посмотреть фестиваль, который будет проходить на площади. Несмотря на то, что Жан больше не хотел входить в том, что они пошли туда не для такого рода вещей, убежденных младший брат. Там любят клоунов и артистов, хотя Джим видит странные вещи в отношении Франсин, он видит, что ее охраняют,
он видит, что она хранит еду, которую Джим покупает для нее, и что есть девушки, которые плохо о ней отзываются. Позже она даст им понять, что хочет стать кукольным театром. Это их удивляет, и она говорит ему, что они семья кукловодов, но по прибытии она видит, что не собирается начинать представление. Парень, который там находится, объясняет им, что кукловод слишком пьян, чтобы это сделать. Франсин предлагает Джин и Джин устроить шоу, и они соглашаются после того, как она некоторое время настаивала, устраивая отличное шоу для детей, а также для нее. Ночью Жан ведет своего пьяного брата в комнату, где они останавливаются. И Фрэнсис сопровождает его и по дороге дает ему несколько хлебов, которые у него остались и в которых не было нужды, но увидев, что она пойдет домой одна, он решает пойти с ней. Видит, что она углубляется в какие-то дела. Она проходит по бедным переулкам и приходит в дом, и ее встречают 5 детей, которые рады ее видеть, и даже больше, когда она раздает им чурос и хлеб. Уже когда все внутри поели, один из детей рассказывает, что, как ему показалось, он снова распустил волосы, увидев еду. Она говорит им, чтобы они вышли на минутку и поели там спокойно, хотя Джин решает последовать за ней и видит, что она падает, но ловит ее прежде, чем она упадет. Именно в этот момент она видит, что у нее на спине отметина вора, и спрашивает, что если она еще не поела, она не должна есть. Ну, раньше я видел, как она выходила с буханкой хлеба, но она объясняет ему, что поделилась ею. Из-за этого Джин злится на нее и заставляет ее забрать хлеб, но выглянув в окно, откуда она должна была войти, она видит, что за столом сидят 2 недоеденных старика. И там был хлеб. Она говорит ему, что может целый день не есть после того, как увидит их, и быстро уходит оттуда. Но прежде чем он успевает последовать за ней, дверь открывается, и пожилая женщина видит, что Франсин уходит. Столкнувшись с Джином, объясняет ему, что он один из друзей Франсин, и спрашивает его подробнее о ней. Пожилая женщина рассказывает ему, что Франсин сбежала от работорговца во Франции и поселилась в Праге. Она устраивается на временную работу и продает свои волосы на вырученные деньги, заботясь как о сиротах, так и о бедных людях. И довольно грустно рассказывает ему о краже, о том, что речь шла о простом яйце, а сирота болел пневмонией. Она просто хотела, чтобы я принял питательные вещества, но яйцо так и не попало к ребенку. Какой-то бродяга предал ее за горсть монет, и ребенок умер, а ее заперли на месяц. Старуха думает, что Джин ее любовник, и умоляет его сделать ее счастливой. С того дня Джин начал думать по-другому, и в один прекрасный день, когда она училась у своего брата, она рассказывает ему об алхимии, которая является дисциплиной, направленной на поиск истины. Знания никому не приносят пользы, кроме них, спрашивающих его, можно ли достичь истины с помощью пути, доступного только немногим, и который кружит ему голову с тех пор, как с ним что-то случилось, и Джин намекает, что он имеет в виду Франсин, и спрашивает ее о том, что случилось. Что случилось той ночью, когда он напился? Делая параноидальное и отчаянное лицо, Жан объясняет ему, что сначала влюбился во Франсин до него, что он не может отнять ее таким образом. Жан с тех пор с ней не разговаривал. Джин во время прогулки видит церковь и решает войти. Там он встречается с Франсин, молящейся, подходит и спрашивает, почему она молится. Она говорит ему, что молилась об избавлении от всех болезней в мире, и Джим видит, что несмотря на то, что он всегда в последних, он не перестает заботиться о других, и у него очень чистое сердце. Джим, немного подумав, спрашивает Франсин, не хотела бы она быть с ним, что ему все равно, воровка ли она, и что он устроится на работу и накормит всех, ссылаясь на детей, о которых она заботится, и что он бросит алхимию, так как ему тоже все равно, прося ее, чтобы она пошла с ним. Она выходит за него замуж и снимает кольцо из проволоки, которое на данный момент является лучшим, что у нее есть, но когда-нибудь она купит ему кольцо гораздо лучшего качества. После того, как она приняла его предложение, она дает ему понять, что это кольцо ей нравится, проливает несколько слез, будучи очень счастливой, и заканчивает тем, что поцеловала вас обоих. Уходя оттуда, вы видите, что на одном из церковных стульев прятался брат Жана, который слышал все, о чем они говорили, видя, что в нем пробуждается что-то злое. В ту ночь на улицах Праги пропал алхимик, а с ним и женщина. Мазару намекает, что младший брат похитил Франсин и ушел. Внезапно Наруми продолжает рассказывать эту историю вместо своего учителя, потому что он помнит все, что произошло, из-за воспоминаний, которые живут в нем. Джин отправился в путешествие, чтобы найти их, и прошло 9 лет после того, как они исчезли в Праге, и была весна. И, наконец, он узнал местонахождение Джина, который он получил в лаборатории. Там она в ярости угрожала ему ножом, обвиняя его в том, что он сбежал после того, как ограбил Франсин, и что она искала их в течение 9 лет. Но Джин с обезумевшим лицом, совсем не таким, каким он был раньше, спрашивает его, о чем он говорит, потому что Франсин, его жена, странно смеющаяся, и спрашивает его, почему она предала его со слезами на глазах, что она сказала ему, что Франсин принадлежит ему, и рассказывает ему, что была в церкви. В тот день Джин сделал ей предложение, и это заставляет его отступить, и Джин признает, что это правда, что он его предал, но в конце концов он понял, что этот Джин больше не тот, кого он знал, потому что его брат начал смеяться как психопат. Джин рассказывает ему о том, что он продолжал заниматься исследованиями в области алхимии, и что его медицина почти завершена, и вскоре он сможет вылечить Франсин,
что беспокоит Джина, и он спрашивает его, где она находится. Едва узнав свое местоположение, он быстро направляется к дому вдали от города, очень сильно хлопает дверью и видит, что там есть маленькое зарешеченное окно. С ним разговаривает женщина и говорит ему, что она не знает, кто это, чтобы он не подходил ближе, и что ему нужно уйти, и что он должен уйти. Обязательно прополощите рот и вымойте руки. Но он выглядывает, и она понимает, что это Джин. Она счастлива и поблагодарила богов за то, что они воссоединили ее с человеком, которого она называет сама. Она пытается сблизиться с ним, но на этом спотыкается из-за того, что у нее скованы лодыжки. Там она объясняет ему, что горожане просто хотели защитить свои семьи, чтобы он не расстраивался, и что она заболела, и что она не хочет его заразить, так что до свидания. Но все же Жан просит тебя подойти ближе, что ему все равно, что умереть, и если он умрет в объятиях своей жены, пусть будет так. Франсин соглашается и подходит к нему. Жан, как только он столкнется с ней лицом к лицу, напоминает ей, что она его жена, а остальное его не волнует, они оба плачут от радости, увидев друг друга снова после стольких лет. После этого он просит Франсин снять одежду, чтобы лучше ее видеть, и объясняет, что за время своего путешествия он изучил как восточную, так и западную медицину, и что он уверен, что сможет вылечить ее, и таким образом они смогут жить вместе вечно. Пока она это делает, он спрашивает Джина, изучала ли она восточную и западную медицину, и что он уверен, что сможет вылечить ее, и таким образом они смогут жить вместе навсегда. Увидев Джина, не будь с ним слишком строг. Во время их путешествия и даже сейчас душа Джина никогда не была спокойна. Она только что села, признавшись, что слишком слаба, чтобы стоять на ногах. Он задается вопросом, что это за болезнь у нее, но вскоре после этого прибывают горожане, которые видят, что дверь открыта, и силой вытаскивают Джина, который напоминает Франсин, что вылечит ее, когда вернется, заканчивайте аквабиту. Затем он вернулся в особняк оттуда и принялся за работу и провел много дней без сна, и все же, несмотря на усталость, он продолжал работать. Пока однажды ему не удалось создать вещество, которое искали все алхимики, мягкий камень, из которого получаются аквабиты. Именно тогда он побежал к дому, где была заперта Франсин, но издалека увидел, что это место горит. Оказавшись внутри, он попытался разрушить стену с помощью инструмента, который был там, но это не дало результата. Вдруг он видит, что у нее в окне есть волосы, и оказывается, что она подстригла свои длинные волосы. Франсин говорит ему дать это лекарство тем, кто в нем больше всего нуждается, что она прожила с Джин 9 лет, и что она уже знает, что это значит. Но он говорит ей, что это не его вина, и ему тоже все равно. Она рассказывает, что поклялась Богу, что всегда будет с ним, однако она была с Джином, хотя и знала, что разбивает Джину сердце. Эти 9 лет уже невозможно стереть, и она напоминает ему о том фестивале, который был таким веселым, поблагодарив его за то, что он сформировал группу. Частью ее жизни, и спасибо вам за ваши слова, и спасибо, что заставили ее смеяться, и спасибо, что любили ее. Она все больше и больше оказывалась в ловушке огня в своей комнате, что приводило в отчаяние Джин, которая продолжала пытаться открыть стену, чтобы вытащить ее, но безуспешно. Франсин не задается вопросом, почему он такой жесткий, и что в следующий раз она возненавидит его, он будет бесчувственным человеком, он не откроет ей, мое сердце никому не принадлежит. Поэтому предлагаю встретиться снова в другом месте и в другое время. Последнему она говорит несколько слов, но ему не удается их расслышать. Сразу после этого горожане уводят его, и дом в конечном итоге рушится из-за пламени. Джин падает в обморок из-за того, что произошло. По дороге он видит Жана и замечает, что у него тоже есть верхние камни, что ему тоже удалось. Жан говорит ему, что Франсин никогда его не любила, так как у Джина было все, что он хотел, и что у него всегда было это, но Жан говорит ему, что он ошибается. И спрашивает, почему он так думает, что она никогда о нем не слышала. Потому что Жан тоже присутствовал в сердце Франсин, только он никогда этого не осознавал и отдает Франсин волосы, которые она подстригла. Они готовились в каком Вероне в тот день. Они больше никогда не виделись. Старший брат Жан уехал из деревни, а младший остался там. Прошло 23 года, и мы видим, как Жан уже был стариком и создал автомат с внешностью Франсин, но там, где только волосы настоящие и немного похожи на кровь, вода обитает. Он делает ей укол в шею, и это оживляет ее, называя Джин мастером и подчиняясь ее приказам, но без намека на чувства к ее словам на его лице, он считал ее Франсин. Джин рассказывает ей, что он создал несколько клоунов, чтобы рассмешить ее, но видит, что она не смеется. Тогда он решает показать ей что-нибудь гораздо более забавное. Он показывает ей город и рассказывает, что там есть люди, которые лишили ее улыбки 23 года назад. Те, кто отнял у нее жизнь, станут ее друзьями. В клоунах он использует свои автохтомы, чтобы распространять дым среди всех горожан. И сообщает всем, что они заражены синдромом Санапы и что они должны заставить кого-то смеяться, чтобы справиться с болью. И что если они хотят жить, они должны заставить Франсин смеяться. Люсиль рассказывает им, что они были там, среди тех, кто пострадал. Клоунские трюки усилились, и они начали отнимать жизни у жителей деревни, чтобы попытаться рассмешить Франсин. Одна из тех женщин, увидев, что Джин собирается напасть на ее дочь, попыталась напасть на него, но Франсин воспротивилась и приняла нападение, разорвав на нем одежду, в результате чего он потерял сознание. Видя, что его желудок был чистой машиной, Люсиль продолжает рассказывать историю, потому что худшего еще не произошло. Настоящий ужас синдрома Санапы в том, что они не могут умереть. Даже после того, как автоматы исчезли, жители деревни не могли умереть,
и поэтому 6 месяцев спустя он уехал в свою деревню. Этот парень тогда напоил Люсиль и вылечил ее от санапы, на нем также была маска. Он спрашивает Люсиль, что случилось, и она все ему рассказала. Он тоже рассказал ей, что знает, почему то, что сделал тот человек. Она дает ему понять, что и не думает его прощать, и этот парень, слушая ее, задает следующий вопрос: выжить и сражаться с автоматами или позволить времени иссякнуть. Его жизнь. Люси дает ему понять, что хочет отомстить, и этот человек говорит ей, что позаботится об этом, и бросает софтон в колодец, объясняя, что он создал аквабиты. Из колодца в небо поднимается поток красноватой воды, которая и есть аквабиты. Этого должно быть достаточно, чтобы спасти жителей деревни. И он просит Люсиль вернуться завтра, что будет ее очередь спросить жителей деревни и никого больше не впускать выпейте воды, если это не из мести. Что способ победить этих жестоких автоматов, вы узнаете, как только откроете тот сундук, который там лежит. Передавая ему ключ, чтобы открыть его, она спрашивает его имя, и субъект объясняет, что он родился в Китае, но взял имя, данное тем, кто живет в Японии, по имени Широгани. Когда Люсиль уходит, он говорит о том, что эта вода сохраняется только в том случае, если у нее есть человеческая душа, она растворится в ней и будет контролировать жителей деревни, чтобы он мог уничтожить все автоматы, созданные джинном, и в итоге он бросит ее в колодец. Уже в тот момент, когда она открывает сундук, она видит, что там марионетка, и когда она берет живую воду из колодца, она видит, что в этот момент она перестала быть собой. В его голове поселилось множество воспоминаний об алхимии и иностранных языках, о структурах автоматов и даже об их слабых местах, а также о том, как управлять марионетками, которые были созданы для уничтожения других марионеток, но прежде всего очень сильные эмоции. Очень глубокая ненависть к другим марионеткам. Автоматы. Внезапно Наруми и остальных прерывает автомат. Люсиль, узнав его, говорит ему, что он одна из 4 пешек, первых автоматов, и что его зовут Панталон. Он говорит Люсиль, что у него все хорошо, и что гнев Создателя меняет его цель. Чтобы прояснить это, этот гнев обратился к Франсин, рассказывая, что случилось с Джин, поскольку Джин умерла. Мы видим, что Джин переворачивает с ног на голову ту Франсин, которую он создал, потому что она не просто смеялась, что бы он ни делал, это надоело ему, считая ее уродиной. Машина — бездушная игрушка, вещь, которая не Франсин. Однажды он оставил ее лежать на земле и уехал из города, но Франсин все еще была жива. Своими собственными руками он перегонял синтетические жидкости и давал им силу воли, говоря, что они все еще ищут способ рассмешить Франсин. И для этого им нужно будет выпить аквабиту, таким образом вы сможете понять, о чем они думают и что они чувствуют. Это миссия полуночного цирка. Люсиль понимает, что она зашла так далеко, чтобы выпить аквабиты из того источника, который находится рядом с ними, и он дает ей понять, что прав. Потому что его создатель бросил мягкий тон в этот источник. Лян говорит Панталону, что он и не думает позволять ему пить эту воду, и на него нападает Лян. Но Лян очень ловким движением заставляет его врезаться в гору и показывает, что там, где он сидел, была взрывчатка, остальные бегут очень далеко. И в то время как Панталон снова бросается в гору, он как раз в этот момент щелкает выключателем, создавая большой взрыв. Во время смены сцены мы видим, что в Harvestman, США проходит встреча, на которой женщина рассказала присутствующим о Широгане и что пришло время. Они собираются отправиться в пустыню Сахара, так как там они встретятся со всеми Широганами мира, но они обнаружили местонахождение своей конечной цели — полуночного цирка. Учительница Люсиль нашла ему в Китае собаку Широгане, и эта собака выследила полуночный цирк. Наруми, Люсиль и Минксия были там поблизости вместе с собакой, и Миксия решила пойти с ними, потому что она не успокоится после смерти учителя, который был ее отцом. С другой стороны, нам показывают, что Шиану, кукловода Куроги, посещает Широгани по имени Джордж Лерош. И он рассказывает нам о том, как его мать, Наруми, Люсиль и Минксия, спасла его от смерти. Который говорит ему, что знает о нем все и что ему скучно. Этот Широгани спас его от каких-то парней, которые хотели напасть на него именно в этот момент. Он предлагает ей пойти с ним, чтобы показать ему новый мир, на что Шиана спрашивает, о какой сумме они говорят, имея в виду деньги. Мы возвращаемся с Наруми и остальными, которых удивляет огромное количество широганов, спускающихся с парашютом. Один из них приветствует Люсиль, а это Фатима, она сообщает ему, что войска уже готовы. Там перед ними предстают американские широганы, нулевые сироганы. Нулевые сироганы — это очень древние хироганы, которых вы любили, командир из них превратился в машины. Их тела обучены уничтожать автоматы, не нуждаясь в марионетках. A-Files сообщает ей из палатки, что на площади Пионеров Панталон, Докторе, Коломбине и Орликина есть Лесквер. И причина, по которой все они существуют, Франсин, если они победят ее, всему придет конец. Автоматы — это шуты, созданные для того, чтобы стать королем Франсин, поэтому один из Широгани предлагает им игру. Правила состоят в том, чтобы посмотреть, кто сильнее, Широган или автоматы. Люсиль, затем выбери членов группы, которые войдут первыми. Сначала она, затем Фатима, затем Роккенфилд, Тимбавати и Тор, и, наконец, Наруми,
хотя Ксии тоже присоединяется. Оказавшись внутри, ее первый автомат, с которым она столкнется, это карусель Олсен, человек, у которого в голове целая карусель. Около 2 человек из нулевых шароганов пытались противостоять этому врагу, но они были уверены в себе и, приблизившись к карусели со всех сторон, вытащили ножи и оружие, покончив с жизнью одного из них. Мы оба. Наруми это не понравилось, потому что он видит, что Зеро Широганы не ценят его жизнь и умрут, как ни в чем не бывало, прежде чем последует первый в группе. И он приглашает Наруми продемонстрировать свои навыки, поскольку он стал довольно популярным среди широгане. Он соглашается и противостоит Алсину, но едва терпит поражение от десятков орудий, идущих на него, и разбивает каждое из них, оставляя зону карусели чистой, все еще находясь у него над головой. Когда он хотел спуститься, он попал в засаду из-за нескольких лезвий, которые у него были по бокам, но он уже предвидел это и уклонился от атаки. Мини и Фатима сталкиваются с несколькими автоматами-акробатами, которые идут дуэтом, но прежде Люси заставляет Минию выпить его кровь, потому что в той палатке там много микробов Санапа. Наруми сражается лицом к лицу с Алсеном, пытаясь не быть пойманным им, потому что он планировал подвести его к большим лопастям, которые у него под каруселью, как гигантский вентилятор. Но он решает рискнуть, позволив себя схватить, только вместо того, чтобы упасть на лопасти, он остается в безопасной зоне. Это позволяет ему броситься на Олсена, добивая того мощным ударом. С другой стороны, Минг и Фатима, работая в команде, борются с автоматами-акробатами, которые считали, что раздеть их за то, что они девушки, будет достаточно. Но это заставляет их доверять друг другу, и они обе наносят ему сильный удар. Внезапная атака, уничтожающая и каждого из них. Датори, который контролировал игру, поздравляет их с победой в первом раунде, но потом пол под ними всеми проваливается, и они оказываются в другой комнате. Там доктор объясняет им, что перед ними 2 двери. Одна из 2 приведет вас к его иконе, к его жизни. Лидер Франсин. Норка была довольно сильно ранена в драке, но вскоре после этого прибывает Францелис и предлагает ему помощь. У них была с собой овальная медицинская капсула, сфера, внутри которой находится все необходимое для оказания медицинской помощи человеку. Наруми просит Фатиму присмотреть за Ксией, пока они идут дальше, и Люсир тоже остается с ними. Затем Наруми выходит через одну дверь со своей группой, а Фейсил уходит со своими с другой стороны. Наруми и остальные остаются в темноте в одном районе, но сопровождающая их Широгани 0 хвастается тем, что у нее есть ночное зрение, она может вести их. И по пути она говорит, что они заблудились. «Позвони Малине». Они переходят в следующую комнату, и там доктора разговаривают с ним по громкой связи, объясняя им, что они выбрали правильный путь. Но чтобы добраться до Франсин, они должны сражаться друг с другом, потому что только половина из 4 сможет пройти. Они отказались, но Дотари дает им понять, что у них нет другого выбора. Внезапно стены, которые у них есть по бокам, покрываются шипами, а земля за ними начинает проваливаться. У них есть ограниченное время, чтобы решить, кто последует за ними. Малина попыталась атаковать одного из остальных, но Наруми остановила ее. Он не согласен следовать этим правилам и избегает драться с другими. Время истекло, и в них стреляют шипами, но Наруми с большим мастерством блокирует каждый брошенный предмет, защищая Рокфилда и Тора. Он убеждает их двигаться дальше, в то время как он остается там вместе с Малиной, которая без сознания. Когда она просыпается, он предлагает им вместе разрушить соседнюю стену, и в той другой комнате, в которую они входят, вы сталкиваетесь лицом к лицу с другими Зеро-Широганами. Наруми не чувствует себя комфортно с ним из-за того, что он не проявил никаких чувств к своим павшим товарищам, и потому что Широгани 0 не против умереть. Они были окружены большим количеством автоматов, но французы с огромной скоростью проходят сквозь них, настигая каждого. Когда они добивают, все их враги разлетаются на куски. Мелина объясняет Наруми, что он Фейселес. Одно из 3 решений: первое — демонтировать, а третье он сам объясняет ей как трюк, который может уничтожить любой автомат. Большинству из них удается сбежать, но они попадают в засаду более опасных автоматов, и Наруми решает задержать их, пока остальные заканчивают тем, что получили серьезные ранения. Легко увидев это, говорит ей, чтобы она задержала их на 5 минут, и все идет хорошо, хотя внезапно стена разрушается. И оттуда вылетает плоскодонка колючий, направляющийся к Наруми. Ему очень ненадолго удается победить автомат, с которым он столкнулся, прежде чем его поймает механизм, и тот остановится. Наруми осматривает комнату, в которую вошел Фейселес, и видит, что он включил передачу и своим телом остановил механизм, приводящий в движение пресс-подборщик. Фейселес все еще мог с ним разговаривать. Будучи нулевым Широганом, рассказывает ему, что они с женой были друзьями детства, но его мать ненавидела их. Он увез ее, и когда она наконец получила это обратно, она вышла замуж за автомат.
Тогда он решил спасти ее, но это привело к тому, что автомат лишил ее жизни. Легис выжил недолго, но заболел синдромом Санапы. Затем появилась Люсиль, и именно так он стал Шираганом. Наконец, одним из своих последних слов он просит Наруми уничтожить Франсин, перестав двигаться и говорить. Наруми идет своим путем. Раны, которые у нее есть, сказываются на ней, потому что исцеление бесполезно для нее, если она слишком много требует от своего тела. Она получает Тора, и он помогает ей двигаться дальше. Они приходят в комнату, где находится художественная галерея Франсин, и она рассказывает ему о том, что произошло в их прошлом 90 лет назад. Что стало возможным благодаря тому, что Широгане живут долго. Он был в городе, страдая от Санапы. И именно там он впервые увидел Франсин, которая наступила ему на руку, глядя на него холодным взглядом и наблюдая, как люди страдают, не моргнув глазом. Как только они дойдут до конца, и они поймают тех немногих Широганов, которым удалось продвинуться вперед, и там они столкнутся с 4 самыми старыми и самыми сильными автоматами. Их следующее и последнее препятствие – это возможность победить их. 4 Широгана, которые находятся там, удерживают лаковых пионеров, в то время как Наруми, довольно раненая и слабая, медленно идет к лестнице. Они остаются с троном, так как там Франсин. Оказывается, Широганы защищали Наруми, чтобы он мог продвинуться. Из-за этого они стали неосторожными и попали под обстрел автоматов. Мелина даже попадает под огонь одного из них, который, стоя напротив Наруми, мешает ей пройти. Так как, не имея сил сражаться, она падает земля. Потому что я не могу продолжать стоять. Автоматы, которые стояли за пределами палатки после Великой войны, которая была снаружи, внезапно срабатывают и быстро бегут к месту, где они находятся, окружая это место со стен вокруг. С другой стороны, Люсиль прибывает на место происшествия в пределах дозированной сферы, где она ухаживала за Минксией, которая уже чувствует себя хорошо. И они воспользовались кратчайшим путем, чтобы добраться до нее без особых проблем. Это были Люсиль, Фатима и Ксия. Но были также Шанна и Джордж в сопровождении машины с ракетными установками. Они встретились и добрались до места через короткий путь через крышу. Врачи говорят Люку, чтобы он внезапно воссоединился со своей семьей, и он до сих пор помнит, какой красной была кровь его дочери. Она внезапно приказывает Джорджу запустить одну из ракет, но оказывается, что это капсула, из которой выходит тело Франсин, что приводит к тому, что она теряет сознание. Это полностью удивило древних автоматов. Оказывается, она марионетка, управляющая Люсиль, которая манипулирует ею, чтобы заставить ее приказать ведущим автоматам встать на колени. Эти слова оказали немедленное влияние на них, которые пали ниц перед ней. Также все нижестоящие автоматы, прибывшие на место происшествия, остановились по приказу марионетки Люсиль. Это легендарный Широган, который выглядит как Франсин, дочь Люсиль, Анджелина. Тем временем Фатима видит Наруми в критическом состоянии и направляет его в медицинский центр Фейселеса, чтобы оказать ему медицинскую помощь, пытаясь реанимировать его, так как его сердце перестало биться. Люсиль говорит 4 автоматам, что они не могут двигаться, потому что Анджелина такая же, как ее Франсин. Доктор начинает говорить ей, что она больше не Франсин, что настоящая она там на троне. Но она все еще не может двигаться, испытывая сильное унижение из-за того, что стоит на коленях перед ней. Люсиль предлагает ему, чтобы он просто думал, что Франсин для него ничто, и что марионетка, которая велела ему наклониться, подделка, пусть он думает, что Франсин ему все равно. Доктор говорит, что она знает, что Люси сделала с Анджелиной после того, как они разорили деревню. Она использовала свою собственную дочь в качестве Сёа, чтобы привести их, потому что она поместила мягкого Тома в свое тело. Она признает это, так как знала, что они искали мягкий камень, поэтому она заставила их достать остаток камня с дна колодца. Мягкий камень растворяется в течение 2 недель. Не имеет значения, в каком контейнере он находится, за исключением случаев, когда это человек или конкретный ребенок. Анджелина не раз работала для них приманкой. Он сделал то, что не должна делать ни одна мать. В этот момент он еще больше провоцирует врачей, срывая с него часть одежды, что его очень разозлило. И ему с трудом удается признаться Франсин, что она для него ничто, он может встать и порезать Люсиль плечо. Но потом он замолкает, и она зовет его глупой, потому что он сказал то, чего никогда не должен был говорить. Автомат может существовать без причины для жизни, и это его конец. Франсин — его единственная причина жить, отрицая это, и он отказался от единственной причины своего существования. Через пару секунд Люсиль падает на землю, сильно раненая этим приступом, но в какой-то момент доктор начинает растворяться в своих собственных жидкостях, теряя свою жизнь из-за того, что она сказала. Мин обнимает Люсиль, которая прощается с ней, несмотря на то, что он предложил перенести ее в мерную сферу, не приняло этого, в конечном итоге превратившись в кристаллы, которые, разбиваясь, соединяются с воздухом. То же самое происходило и с Наруми, за которым ухаживал Широгане Рок-Энд-Филд, поскольку он специализировался на этом, но им было трудно ухаживать за его ранами. Тем временем остальные Широгане воспользовались тем, что древние автоматы не могли двигаться, но были остановлены другими вражескими автоматами, которые не могли двигаться. Они мешали. Панталоне объясняет ему, что он может двигаться,
потому что они автоматы более низкого класса. Они в свое время были созданы самой Франсин и созданы как люди, у них отличное чувство верности, а не как те автоматы, которые производились серийно, которые могут двигаться. Поскольку их преданность Франсин это не так сильно. Тор, видя отчаянную ситуацию, в которую все оказались вовлечены, вдохновлен решимостью Наруми зайти так далеко и ее желанием помочь другим. Поэтому он решает использовать то, что ему имплантировала Рокфилл, и что оставит свое оружие Наруми. Поэтому он набрасывается в сторону автоматов, которые у него были впереди, и он взорвал себя, устроив большой взрыв. Остальные пытаются идти дальше, но Коломбине после огромных усилий удается встать на ноги, в то время как два других автомата все еще не могли двигаться. Она удерживает Широгани, но один из них в своих последних жизненных усилиях использует марионетку в форме змеи, чтобы сделать это: кусайте его и высасывайте его кровь. Напоминая Коломбине, которую он держит в плену, что кровь Широгани нейтрализует их синтетические жидкости и является чистым ядом для автоматов. Сразу после этого он заставляет свою марионетку укусить и ввести свою кровь в тело Коломбины, которая быстро растворяется в его собственном теле. Хотя он тоже становится кристаллом, теряя свою жизнь. Панталоне и Арлекино наконец-то удается встать на ноги, потому что они уничтожают Анджелину и идут извиняться перед настоящей Франсин. А на лестнице была Шанна. Они запугивают его своей злой игрой, и Панталоне требует, чтобы он отошел, что приводит его в немалое недоумение. Ракенфилд уже пострадал из-за ссоры с Панталоне, и вскоре после ухода Наруми он тоже становится кристально чистым, растворяясь в воздухе. И Наруми даже не просыпается, несмотря на то, что она сделала, чтобы спасти ему жизнь. Фатима говорит Ксии, что она пойдет охранять два недостающих автомата, чтобы они не напали на Наруми на нее. Она использует свою марионетку, чтобы атаковать их, но это бесполезно, так как они легко побеждают ее. Минка умоляет Наруми проснуться и признается ему, что ей понравилась его манера смотреть ему в лицо. Минка умоляет Наруми проснуться и признается ему, что ему понравилась его манера смотреть им в лицо, что он хотел бы увидеть это снова. Такие слова дошли до него. Потому что постепенно он начинает понимать, что ему не нравится, как он смотрит на них. Активировать свое тело. Чтобы спасти ему жизнь, Рокфилду пришлось заменить поврежденные части его тела частями марионетки. Но он уже проснулся, он объясняет, что все это слышал, что это не просто части марионетки, это души его товарищей, которые дали ему эту деталь для использования. Он очень быстро направляется туда, где Панталоне, которого он превосходит в силе и ловкости, нанося ему несколько мощных ударов. Это позволяет ему обезопасить Фатиму, но вскоре после этого видно, что у нее не осталось времени на жизнь, так как ее тело кристаллизуется. Наруми заканчивает в штанах, нанеся сильный лобовой удар, разрушающий ее голову. Арлекино говорит ей, что ему все равно, сколько люди учатся, они всегда умирают. В этом прелесть человеческой недолгой жизни, но он просит Наруми посмотреть на себя, поскольку сейчас она не человек. Затем он запускает в него большой огненный шар, но Наруми выходит из пламени без каких-либо ран или ожогов и отвечает ему, что он не прав. Люди, они красивы не потому, что умирают, а потому, что даже на пороге смерти они могут бросить им вызов с широкой улыбкой. Он стоит перед Арлекино и одним быстрым движением рассекает его пополам ножом из его руки, как раз перед тем, как он успевает нанести ответный удар. Наконец оказывается перед Франсин, которой он говорит, что ни одной из его марионеток больше не осталось, так как это конец всему и от синдрома Санапы. Но как раз перед тем, как нанести последний удар, она разговаривает с ним. Франсин рассказывает ему, что она была создана в 1909 году миссис Франсин. Это заставило Наруми остановиться, пораженная ее словами. Она продолжает рассказывать ему, что все еще помнит его в тот день, когда его создали, и там она показывает нам воспоминания о своем прошлом, где находится настоящая Франсин, первая созданная алхимиком Джимом Баем, который рассказывает недавно созданной Франсин о том, как она была создана. Я создана автономно, ее зовут Франсин. Она путешествует уже 100 лет и руководит полуночным цирком, но она уже устала, она собирается исчезнуть из этого мира, и что однажды она это поймет. Но другие марионетки будут озадачены. Вот почему автомат Франсин должен занять ее место. Итак, настоящая Франсин приказывает вам отныне быть их лидером. Новая Франсин спрашивает его, как он собирается исчезнуть, и объясняет ему, что марионетки Шираганеса были созданы на Востоке группой производителей марионеток, и что они это сделают. Или скорее ей интересно с ними познакомиться, так как, возможно, таким образом она сможет удовлетворить чувства своего создателя. Так как он заменил Франсин, а не ее, он заканчивает рассказывать свою историю, Наруми затем спрашивает его о синдроме Санапы. Но она разъясняет ему, что уничтожить ее это неправильно, это ничего не решит, это может сделать только настоящее. Наруми в отчаянии спрашивает ее, где находится настоящая Франсин, но она не отвечает ему, в результате чего он отрубает ей голову от разочарования. На короткое время видно, что она держала в руках снасть,
которую она сняла со своей груди, на которой написано «Молись за победу, Анджелина Сайга». Мы возвращаемся с Широгани и Ги, и она чувствует себя виноватой из-за того, что потеряла Масару из виду, так как он ушел сам. Ги просит ее внимательно его выслушать, и у каждого ребенка наступает момент, когда он хочет что-то сделать для себя, и что он должен знать, что это не так. Чтобы хотеть кого-то защитить, не обязательно защищать его всегда. Он уходит спать, но она чувствует близкое присутствие Наруми и, спустившись на берег моря, получает это от него. Она, увидев, что это действительно он, очень рада его видеть, говоря ему, что рада узнать, что он все еще жив, упоминая его имя, которое Катанаруми. Но он внезапно начинает нападать на него, и Широгани понимает, что оружие, которое у него в руке, это его меч. Святой Георгий Орликина, едва уклоняясь от каждой из его атак. Конечности ее тела были перевязаны. Он говорит ей, что это ее боевые отметины и оправдание того, что она настоящая Франсин. Поскольку у него до сих пор нет воспоминаний о том, кем для него является Широган. Она пытается напомнить ему, что Сёя и Широган, которых она защищала и учила улыбаться, это не Франсин, а Элеонора, но он не реагирует. В конце концов он загоняет ее в угол, на что Широган говорит ему, что не имеет значения, покончил ли он с ее жизнью. Если у него есть мотив, а не причина за ошибку, и спрашивает, кто сказал ему эту ложь. Наруми рассказывает ему, что несколько дней назад Хироганы и туземцы провели последнюю битву, но Франсин, которую она уничтожила там, была всего лишь приманкой. Во время его поисков, чтобы найти настоящую, перед ним предстал человек, оставшийся в живых после Клода Кливерона. Деревня Франсин была разрушена. Мы возвращаемся к тому моменту в его прошлом, когда он встретил этого парня, который просит прощения у Наруми за то, что произошло с полуночным цирком. Он не понял, что она не настоящая Франсин, и она представляет себя главой индустрии Фу, и что ее зовут Фу, человек, который древний Широгани. Человек, который перестал быть Широгани, чтобы быть простым зрителем. Он использовал свои камеры-насекомые, автоматы, оснащенные небольшими камерами, и надел их на всех Широгани, чтобы посмотреть, что происходит. Но он не просто зритель. Он выбрал другой путь, чем Люсиль и другие, путь исследований и бизнеса. Широганы стареют в 5 раз медленнее, чем другие, и он воспользовался этим, чтобы добиться успеха в качестве исследователя и сколотить состояние. Благодаря этому он много раз помогал Широгани. Наруми спрашивает его, где настоящая Франсин, и Фаул объясняет и отвечает, что имя Широгани Сайга. Фаул объясняет, что она соответствует имени Широгани Сайга, ее настоящее имя Элеонора, она играет в маленьком цирке в Японии. Уже сегодня Наруми продолжает рассказывать Широгани, что она стала Широгани, когда была маленькой, когда пила аквабиту, но Фрэнсис запуталась в этой аквабите. Все, чем была Франсин, стало ею, а Широгани ее реинкарнацией. Наруми была очень зла на нее, но потом она показывает очень грустный взгляд, и Широгани видит, что это глаза, полные сожаления, гораздо более сильного и печального, чем горе. Это напоминает Наруми, что он научил ее улыбаться, что он научил ее жить и дал ей повод жить. И что она не знает, как вылечить синдром Санапы, поэтому единственное, что она может сделать, это умереть за него. Наруми, столкнувшись с вызовом, решает наконец покончить с собой, но в последний момент останавливается. В его голове всплывают воспоминания, вспоминая все моменты, которые он пережил с Широгани. Она закрыла глаза, чтобы ничего не видеть, но вскоре после того, как открыла их, поняла, что Наруми там больше нет. Мы с Масару в первую очередь пошли узнать, кто она, и это квартира, в которой она жила со своей матерью. Поскольку у ее мамы никого не было, единственным, кто пошел на ее похороны, был Масару, а затем приехал тот адвокат и забрал ее с собой. Именно так она встретила своего отца, но не смогла его вспомнить, потому что не может вспомнить лицо своего отца. Затем она посещает старый особняк своего дяди, где произошел взрыв и где она в последний раз видела Наруми. Она встречается с садовником, который застал его врасплох. Тот объясняет ей, что продолжает присматривать за этим местом, так как это плата от мистера Сайги, который дал ей за это. Он объясняет, что он его приемный сын Масару Сайга, что шокирует садовника, и это заставляет его взять Масару и отвезти его к себе домой. Он говорит ему, что никогда не думал, что пойдет туда. Около 30 лет назад его покойный отец попросил его об очень необычной услуге. Он сказал ему, что парень по имени Масару придет в это место и что я должен ему что-то дать. В этот момент он вручает Масару набор золотых ключей, каждый из которых имеет разные символы. Это заставляет его испугаться, потому что он пошел по чистой случайности по собственной воле, не понимая, как его отец узнает, что он будет делать. Садовник также доставляет ему письмо, в котором говорится, что для нынешнего Мазара, если ты читаешь это, значит в письме была ошибка. Передача памяти. Иди в ту комнату, это твой символ. Иди в ту комнату, это его символ. И посмотри, что символ соединяется с одним из ключей, который у него в руке. Тогда он выходит оттуда и бежит по развалинам этого места, пока не найдет подвал, в котором есть дверь с тем самым символом, о котором
котором говорилось в письме. При входе срабатывает механизм, который воспроизводит звук проигрывателя, который работает с записью. Этот говорит, что на случай, если передача памяти не будет завершена успешно, и он покинул эту комнату в том виде, в каком она была. Тот голос, который слышит Масару, видит, что это голос его отца. Машина сообщает Масару, что он был там, а это значит, что он хочет узнать о нем больше. У него остается вопрос, почему его отец оставил такое состояние своему приемному сыну. Сканирование мозга и загрузка данных начались во внешних слоях нейронов, но по какой-то причине что-то пошло не так. Одной из причин, возможно, была несовершенная регенерация клеток. Поэтому эта запись была оставлена, чтобы стимулировать их память. И она прямо говорит ему, что он не Масару Сайга. И это правда, что некоторое время назад он был таким, но теперь он другой человек с другой памятью и личностью. Вся информация в мозге может быть преобразована в электрические импульсы и имплантирована другому. Так что он разговаривает не с Масару Сайгой, а с самим собой, подразумевая, что Масару на самом деле его отец, и что он не оставил все Масару, он оставил все это самому себе. Садайоси Сайга. Сайоши Сайга стал Масару Сайгой. Это все часть очень тщательно продуманного плана с единственной целью стимулировать полное восстановление его памяти и объяснить процесс разрядки. На одном стуле есть сканер для извлечения информации из его мозга, рядом с другим компьютер с программами, основанными на его повседневной деятельности. Данные с обеих машин вводятся с помощью биочипа, имплантированного в мозг Масару. И именно так ты становишься мной. Так много информации сводит Масару с ума, отрицая все, что говорится в записи, отвергая ужасную идею, которую я пытался ему втолковать. Запись продолжает объяснять, что он оставил там несколько марионеток на всякий случай, и что они намного лучше, чем старые марионетки Сайги, и намного полезнее. Когда запись заканчивается, Масара понимает, что его отец подобрал его, когда умерла его мать, унаследовал его состояние и заботился о нем. И все это для того, чтобы спасти его, чтобы я мог использовать его. В итоге он издает крик, на мгновение сомневаясь в своей личности и в конечном итоге пытаясь выбраться оттуда. Но снаружи его застают врасплох убийцы, которые считают само собой разумеющимся, что он Садайоши Сайга. Они говорят о том, что им было приказано вернуться туда в случае, если они выживут, забрав тело Масару. Это инструкции мастера Шохи, деда Масару. Он объясняет им, что он не Садайоси, но они ему не верят и используют своих марионеток, чтобы напасть на него. Это вынуждает его снова укрыться в подвале. Затем ему приходит в голову использовать портфель, в котором находилась самая большая марионетка, но когда он хочет открыть его ключом, он не открывается. Он внезапно слышит голос, который называет его мастером Шадайоси и объясняет Масару, что в портфеле открылись углубления для пальцев, которые используются для управления марионеткой. Именно в этот момент одному из убийц удается войти, но он засовывает пальцы в портфель, вытаскивая марионетку по имени Гой Лемис, с которой ему было трудно справиться, когда она была очень тяжелой. С большим трудом ему удается маневрировать, чтобы одним ударом уничтожить одну из марионеток убийцы, и тот в конечном итоге убегает, не имея возможности напасть на него. Мазару спрашивает этот голос, откуда он говорит, и это существо появляется перед называющей себя Гриппон, который был создан Садайоши. Видя, что этой марионеткой было трудно управлять, он переключается на другую из тех, что у него есть в наличии, и таким образом противостоит другому убийце по совету Гриппона и активирует особую способность, которая разрубает его марионетку на куски. Убийцы убегают вместе, но Мазара заканчивает тем, что продолжает использовать еще одну марионетку, которая позволяет ему летать. Потому что у него есть вопросы о том, кем был его отец или почему они преследуют его. Это показывает нам, что люди Куроги находятся в комнате, которые разговаривают с особым человеком, который погружен в резервуар с водой. Люди Куроги очень ему благодарны. Этот человек спрашивает их, где Шадайоши, человек, который был его сыном по стандартам общества, и оказывается, что дедушка Масару все еще жив. Люди Куроги сообщают ему о том, что случилось с Масару, и он приходит к выводу, что Садайоши удалось погрузить в него свой мозг, но он не может этого сделать, считая само собой разумеющимся, что Масару — это Садайоси. Он объясняет, что хочет поговорить с ним, поэтому приказывает убийцам, которые были в бегах, взять на себя ответственность за поимку Масару. Эти двое используют сеть, чтобы выстрелить в него, и им это удается. Как только они тусуются, они представляют Масару своему дедушке, но он не получает ожидаемого приема, поскольку его дедушка принимает его за Садайоси Сайгу. Масару пытается сказать ему, что он не Йоши, а настоящий, но Сёдзи, его дедушка, не верит ему. И спрашивает, что если вы уже нашли мягкий тон, который так сильно разгрузил вашу память, и ваша душа теперь способна вечно жить в телах других, вы все равно хотите мягкий тон больше всего на свете. Там он заставляет своих людей удерживать Масару и заставлять его пить его кровь, и его воспоминания растворяются в ней. Когда Масару пьет его кровь, он погружается в память о своем дедушке Шохи, показывая ему свое прошлое. И здесь мы видим гораздо более молодого Сёдзи, который учился владеть мечом в лучшем дадзё Нагасаки, работая врачом. Мистер Байджин был тем, кто учил его медицине. В детстве он был свидетелем Байджина, который был странствующим врачом в деревне, где он жил. Шохин спрашивает его, какого рода магия прекращается, на что Шин спрашивает его, как ее зовут, но из-за того, как он разговаривал с людьми, которые там находятся, они воспринимают это как шутку. Неуважение это настолько пугает Сёдзи, что он спотыкается и роняет портфель с инструментами
Джина, и они воспринимают эту аварию как уголовное преступление. Но прежде чем они забирают его, Джин останавливает их. И что ему не нужно заставлять его платить своей жизнью за инструменты целителя, и что он не должен заставлять его платить своей жизнью за инструменты целителя. Сначала вы должны взять себя в руки. И именно так Сёдзи стал учеником Байдзина, который научил его многим вещам помимо медицины, и новый мир открылся перед ним благодаря Джину. Он также показывает ему марионетку, которую он создавал, которая очень похожа на Арлекина Широгана. Джин рассказывает ему, что одно из его мечтаний было создать марионетку, и в итоге они оба работают вместе, чтобы создать ее. Шин пишет Шохи, как Пекин будет читаться на его языке, поэтому Сиги пишет его имя, но по-японски, что означает Широгане. Проводя некоторое время, Сёдзи ухаживал за пациентом, которого он уже посещал раньше, но там появляется Тона, она просит у него разрешения посмотреть фильм. Рецепт врача, который Софи дала этому человеку. Тона говорит ему, что ему не нужен второй ингредиент – корень красной горячавки. Он слышал, что его обычно используют при опухших лимфатических узлах, но для его воздействия на организм требуется много времени, к тому же он мало что дает. И кто она могла бы приготовить гораздо лучшее лекарство, но пациент говорит ей, что ей не следовало этого говорить, потому что она смущает доктора Сёдзи. Тон немного позже отступает, и Сёдзи проявляет некоторое недовольство ее словами. Господин, который ухаживал за ним, извиняется перед ним и просит прощения у доктора Сёдзи. Объясни, кто такой Тона. Люди называют ее куртизанкой из другого мира, потому что она иностранка и ее зовут Анджелина. Год назад он встретил ее по дороге домой, и у нее случился припадок, но в ту ночь она спасла ему жизнь. Но что его больше всего удивило, так это то, что она вызвалась быть его компаньонкой. Теперь она показывает нам Анджелину, которая говорит о том, что прошел год с тех пор, как она приехала в эту страну, и она потеряла счет странам, в которых она уже была. После того дня, когда ее насильно вывели из дома, ее мать подарила ей на прощание ожерелье с банкой воды Хабитой. И Люсиль, ее мать, просит Анджелину попросить кого-нибудь напоить ее, и тот, кто это сделает, проведет день с ней до конца своей жизни. Широгане проводит всю свою жизнь, разрушая фрилансеров, но она могла бы проводить все это время с кем-то другим, чтобы я мог понять это проклятое тело. С того дня она была потеряна и не знала, что делать, задаваясь вопросом, как Широгане может жить без цели. Шоки собирался уйти расстроенный из-за своей встречи с Анджелиной, но по ошибке вошел в ее комнату раньше, чем она ушла. Анджелина остановила его и пригласила войти, чтобы поболтать с ней. Когда она подавала ему чай, Сёдзи, увидев ее, заметил, что в ее улыбке есть что-то очень красивое, как у куклы, вырезанной из дерева. Эти слова подействовали на него, и он во всеуслышание признал, что это и есть кукла, которая разрушает автоматы. И теперь она потеряла до этого момента, целенаправленно перетаскивая ее тело из стороны в сторону, поскольку она не человек. Анджелина просит тебя ответить на один вопрос. И что бы ты сделал, если бы у тебя было бессмертное тело? Поскольку все мужчины, которым она задавала этот вопрос, ни один не смог дать ей удовлетворительного ответа. Даже если он будет вести себя по-другому, этот мужчина будет таким же, как и все остальные. Сёдзи требуется некоторое время, чтобы ответить ему, и он говорит ей, что, думаю, влюбится в хорошую женщину и будет любить ее до скончания веков, и эти слова удивили Анджелину. Но вдруг кто-то подает сигнал пожарной тревоги, и этот человек предупреждает их, что им нужно убираться оттуда. И какой-то самурай попытался заставить куртизанку умереть вместе с ним и поджег здание. Сёдзи быстро направляется к месту аварии и противостоит самураю, чтобы защитить женщину, но его загоняют в угол, так как у этого парня была настоящая катана, а у него нет. Он спасен благодаря марионетке Анджелины, но Сёдзи узнает эту марионетку и спрашивает, зачем она ему, так как это та самая, которую он построил с Байджином, когда был маленьким. Это удивило ее, когда она заметила, что память о Джине, которая растворилась в ее крови, оживает, и она называет его по имени. Тихо, по тому же имени, которое дало ей другим имя Широгане. Он спрашивает его, откуда он знает, как его зовут, но их снова прерывают, так как игра, которую он создал, быстро распространялась по этому месту. Но прежде он удаляет пятно с ее лица, объясняя ей, что она должна всегда быть красивой и радостно улыбаться. Она озадачена этой улыбкой, так как улыбка этого мужчины хочет продолжать видеть ее. Они окружены огнем, но Анджелина предлагает ему бежать вперед, чтобы он мог убежать, так как у него осталось 30 секунд. Она понимает, что бы ни случилось, она хочет, чтобы он продолжал жить, и использует Арлекина, чтобы прорваться во время побега. Она окружена пламенем, но она не хотела, чтобы он видел, что она не человек, потому что игра не причинила ей вреда. Она просто сняла с него одежду и заставила его бежать, говорит она, чтобы ее волосы выглядели серебристыми. Когда он удивленно смотрит на нее, Анджелина немедленно убегает, но вскоре после этого начался дождь, и она, вся мокрая, укрылась в довольно холодной пещере. Он наверняка видел, как она выходила живой из огня, и подумал, что она чудовище, и попросил себя забыть об этом, и что никто не выпьет за нее эту маленькую водичку. Именно в этот
этот момент появляется сам Джоджи и объясняет ему, что он смог найти ее, как ему сказал мистер Накаяма. Господь был спасен ею ранее. Йоджи ругает его, так как это может привести к простуде, и набрасывает на него простыню, чтобы он мог прикрыться. Он также устраивает там игру, чтобы она согрелась. Он рассказывает ей, что он мужчина без особых осложнений, что ему за 30, что он не женат и что у него тоже нет никаких увлечений. Но что он готов выслушать ее, разозлиться и поплакать вместе с ней. Анджелина, несмотря на то, что сопротивлялась его словам, в конце концов со слезами на глазах рассказала ему все и рассказала о своем прошлом и о том, что все это превосходит воображение Сёдзи. Однажды, уже все зная, продолжает рассказывать ей, что ее мать выгнала ее из дома с тем лекарством, которое у нее на ошейнике, но которого у нее нет. Она хочет, чтобы ее больше никто не брал, так как никто не должен нести это проклятие, кроме нее. И я была бы убеждена, что Сёдзи будет в ужасе, услышав ее историю, но тут она начинает говорить с ним, говоря, что ее мать очень заботилась о ней. Она специально выгнала его из дома, чтобы освободить ее от слишком тяжелого бремени. Единственное, чего она хотела от своей матери, это чтобы ее бессмертная дочь провела остаток своей жизни с кем-то другим. Но мужчина, который должен был заботиться о ней вечно, должен был быть кем-то, кого она нашла сама. Поскольку ее мать любила его, он решил таким образом дать ей это лекарство. Это заставляет Анджелину снова разрыдаться и изменить свой взгляд на свою мать, понимая, почему она сделала то, что сделала. Жджи, видя, что она понимает, просит ее уйти, а затем пойти своим путем, и что это одинаково для них обоих, и показывает ей, что она уже сделала то, что сделала. Он выпил аквабитаду из банки. Когда мужчины в Нагасаки чего-то хотят, они идут на это, и вдруг он признается ей, что любит ее, широко улыбаясь, притягивая ее к себе, чтобы обнять. Анджелина спрашивает его, будет ли он гулять с ней вместе целую вечность, на что он очень радостно соглашается, и в конце концов она соглашается. Она говорит ему, что ей нравится его улыбка. Мазара наконец просыпается после того, как увидел воспоминания о Шо, и он продолжает рассказывать ей, что Садайоши никогда не был его сыном. Его единственным ребенком, которого он любил. Дочерью была Элеонора, и он больше ее не видел, и Анджелина пообещала ему, что они будут вместе вечно. И что они изучали, как работает Арлекин, чтобы создавать своих собственных марионеток, и в этот момент он показывает нам прошлое их двоих. Сёдзи говорит Анджелине, что те гравюры, которые она вставляла ему в передаче, будут большим подспорьем для всех широгана в мире. Именно в этот момент появилась Садайоши, хотя в то время его звали Дин, который прибыл в порт, чтобы выступить с ними. Дин объясняет ему, что мадам Люсиль послала их, чтобы он помог им изготовить и экспортировать марионеток, представившись как Дин Маэстре Широган. Через некоторое время Шон основал свою собственную компанию, усыновил Дина как своего сына и сменил имя с Дина на Садайоши. Именно там Анджелина рассказала ему, что беременна, чего она никогда не думала, что это возможно. Опять же, в наши дни один из людей Куроги сообщает Седзи, что к ним приехал иностранец. И это Гай, который прибыл туда после расследования Масару и его семьи. Что я посетил заброшенный особняк Синчи Сайги. Сёдзи спрашивает его, зашел ли он так далеко, чтобы убить Садайоши Сайгу, и Гуй подтверждает это, потому что именно это он обещал ему 3 года назад. Он сказал ему, что покончит с Мазару, если Садайоши загрузится в его память. Я заметил, что Мазару продолжает отрицать, что Садайоши рассказывает ему о своем прошлом, чтобы посмотреть, перестанет ли он таким образом притворяться. Ему было 12 лет, когда он заболел синдромом Санапы, и тогда врачи ничего не могли с этим поделать. И его мать бросила его под предлогом госпитализации и попыталась стереть его память. Он виноват в том, что дает своему ребенку конфеты. И у него были судороги в этой маленькой холодной больничной палате, врачи ничего не могли с этим поделать, и его мать никогда не навещала его, и что он не мог вынести всей этой боли. Затем появилась Люсиль и показала ему путь к тому, чтобы стать Широганом. После года обучения ему поручили его первую работу, которая заключалась в том, чтобы пойти к Анджелине. Она жила в деревне, известной своими древними кукольными танцами, и это была деревня Курага, которая поддерживала тесные отношения с Сёдзи и производителем кукол. Однажды Гай знакомится с Анджелиной, объясняет ей, что он приезжает в Киберон, чтобы выполнить миссию. Мягкий тон, который издает Акваватей, имеет решающее значение для создания Широганеса. В то время их было недостаточно для борьбы с фрилансерами, поэтому они должны перевести в Широганес как можно больше пациентов с Санапой. Затем она объясняет им, что она извлечет мягкий тон, который у нее есть внутри, чтобы имплантировать его детям, которых она родит. Затем она отнесет его в бутылочку и отправит в больницу. Там они смогут извлечь мягкий тон из ребенка в случае необходимости. Он изучал медицину и может без проблем сделать операцию, и она соглашается и просит его подождать там минутку, входя в ее дом. Но что она делает, так это достает портфель с ее марионеткой. И она рассказывает ему, что иногда задается вопросом, являются ли Широганы людьми или только машинами уничтожать автоматы, но она отказывается быть Широганом, заявляя, что она мать. И таким образом выводит Арлекина, явно выступая против идеи Гоя. Тогда начни бой со своими марионетками, в котором Гой берет верх, отталкивая Арлекина, позволяя себе причинить боль Анджелине. Она в любой момент получит раны, защищая свой живот,
потому что хотела защитить своего сына. Хотя Анджелина объясняет ему, что она не может победить, потому что она не позволит использовать марионеток, которые были созданы ею и ее мужем, чтобы увести их детей от их матерей. Застань Гуи врасплох и нанеси сильный удар своим клинком по его марионетке. Но Гуи внезапно проводит специальную атаку, в ходе которой его марионетка использует кучу инъекторов, чтобы попытаться откачать кровь Анджелины, и бросается на нее. Происходит то, что все механизмы ее марионетки останавливаются, поэтому Анджелине удается увернуться от них. Ее марионетка также натыкается на нити, которые управляли ею, в результате чего она падает на Гая, и атака падает на него. Следующее, что произошло, это то, что она по собственной воле позаботилась о нем, несмотря на то, что он сделал. И не только это, но и то, что она предложила ему стать его матерью после того, как он рассказал, что его мать бросила его. Но он отказывался, полагая, что она сошла с ума, и что она не сдалась и могла похитить ребенка, когда он родится. Он ждал, чтобы залечить свои раны. В то время он раздавал конфеты нескольким детям, которые были теми, кого они подарили его матери, прежде чем бросить его. Йоджи рассказывает Масару, что когда Гай был с Анджелиной, у него произошла неожиданная встреча, и просит его снова войти в его память, чтобы он мог увидеть это сам. Однажды в его прошлом мы видим, что он встретил кого-то и увидел в толпе кого-то похожего на Анджелину и последовал за ней даже в церковь. Уже внутри она внезапно спрашивает его, почему они выставляют людей, которые страдают, что если люди научатся смеяться, глядя на статую, они будут смеяться. Неподвижный. Сёдзи, когда он подходит ближе, удивляется, увидев ее большое сходство с Анджелиной, и объясняет, что это не заставляет ее смеяться. Это больше похоже на то, как она смотрит на неподвижную статую. Скорее наоборот, этот человек на статуе взял на себя все грехи человечества и был распят, рассказывая ему о грехах. Какой грех разрушать жизни людей, быть эгоистичным и создавать образ чего-то, что есть на земле? Она спрашивает его, что если бы марионетки тоже были грехом, на что он отвечает, так ли это, он бы тоже был грешником, потому что он разбогател созданием марионеток. Это заставляет ее спросить его, не знает ли он случайно человека по имени Анджелина Сайга. Это заставляет Сёдзи насторожиться, спрашивая, кто она, потому что он слышал, как вращаются шестеренки. Женщина объясняет ему, что она приехала туда, чтобы познакомиться с женщиной, которая является автономкой Франсин. Сёдзи сразу узнает в ней лидера полуночного цирка. Франсин говорит, что она приехала туда, чтобы попросить Анджелину Сайгу разобрать ее тело. Ночью Сохи стоит перед Франсин без одежды и объясняет, что сначала он приспособит ее так, чтобы она была слабее человека. Она рассказывает ему, что отправилась в долгое путешествие со своими друзьями, но ей стало скучно, она сдалась и исчезла. Затем в одной из шираганских марионеток был найден мужчина, который уничтожил Анджелину Сайгу. После этого он отправляется в путешествие, говоря, что берет ее с собой, чтобы познакомить с Анджелиной, когда она одновременно удивляется тому, насколько они похожи. И видит, что все так, как сказала Люсиль. Ее мать, она рассказывает Сёдзи, что у ее матери была тетя, но в деревне был голод, и ее выгнали, чтобы у нее было на один рот меньше еды, и ее звали Франсин. Гуй видит, что там была Франсин, и становится настороже, но его прерывают стоны Анджелины, которая собиралась рожать. Его укладывают спать в доме, ему трудно принимать роды, но Анджелина, вспомнив, что Гай изучал медицину, умоляет его быть здесь в магазине. На процедуре присутствовала Франсин, узнавая больше о том, как делаются дети. Роды прошли успешно, но когда ребенка вынули, она не плакала. Следующее, что приходит в голову, это то, что Франсин держит его за ногу и, держа его за голову, дает ему пощечину. От этого ребенок начинает плакать. Все с облегчением видят, что все в порядке, поскольку она родилась и была единственной дочерью Сёдзи Сайга Элеонора. В один из таких дней Франсин настаивает, чтобы Анджелина разобрала ее, потому что она уже устала пытаться улыбаться. Она также не может снова встретиться со своим создателем, который хотел, чтобы она улыбалась, поскольку у нее нет причин продолжать жить. Анджелина рассказывает ему, что тем не менее она была там, и он не может уничтожить ее после этого, и что она не хочет, чтобы ее дочь жила среди обид своего прошлого. Вэй с этим не согласился, и ему все равно, что бы она ни говорила, Франсин все еще его враг. Затем они двое разговаривают наедине, и Вэй спрашивает его, что он замышляет. Франсин объясняет ему, что она всегда чувствовала, что ей не хватает одного очень важного момента, и что она понятия не имеет, что это может быть, но чувствует, что могла бы что-то изменить, если бы у нее это было. Она не может быть человеком из-за той части, которой ей не хватает, и которая существует только благодаря ее волосам. Ее создатель имплантировал ей волосы женщины, которую она использовала в качестве модели и которая хотела превратить ее в свою реинкарнацию. Вот почему ее волосы — единственная причина, по которой она существует. Но малышка Элеонора плакала независимо от того, была она человеком или нет. Она застонала и схватила его за палец, и она чувствует, что это может быть что-то большее, чем если бы она была с Элеонорой. Именно в этот момент Вай наносит ответный удар, хвастаясь, что он подарил ей игрушечный поезд, но Франсин говорит ему, что сменила ему подгузник, обмениваясь словами о том, кто сделал больше всего для Элеоноры. В конце концов, Гай предполагает, что она не сделает ничего плохого, потому что, если бы он хотел покончить с ними, он бы сделал это, когда они были все вместе. Наступает ночь, горожане собираются на фестиваль, который будет проходить там, потому что, согласно Сёдзи, он собирался устроить вечеринку для всех. Анджелина и Сёдзи рассказывают им об этом, когда встречаются с ними, но Сёдзи разъясняет им, что никогда этого не говорил. И внезапно они слышат, что есть еще что-то, чего они не знают. Звуки автоматов снаружи дома, поэтому Франсин решает выйти и сказать им, чтобы они уходили.
уходили. И там было большое количество автоматов, но по приказу Франсин происходит то, что один из них стреляет большим колом в сторону Франсин, и они спрашивают их, где находится мягкий тон. У кого он есть? У человека. Затем Ши закрывает дверь и дает ему понять, что у него есть мягкий тон. Он просит Анджелину сбежать со своей дочерью, но что она делает, отдавая Элеонору Франсин, прося ее сбежать? Потому что она слабее человека после того, как Сёдзи перенастроили ее тело, в то время как Анджелина может сражаться с Арлекином. Франсин убегает из задней части дома, ее преследуют несколько автоматов. Уклоняясь от пуль, видит яму и бросается в нее. Выбравшись из воды, где он упал, видит, что Леоноре не здоровится и что вода слишком холодная для человеческого ребенка. Вскоре после этого вода, в которой она находилась, начинает окрашиваться в розовый цвет, и речь идет о сожительнице, и тут он понимает, что мягкий тон был внутри Леонор, и которая отреагировала, потому что она в опасности. Это проблема для нее, потому что постепенно сожительница начинает разрушать свое тело, вытаскивая Леонору из воды и извиняясь перед ней. Следующее, что она делает, это начинает петь ей, вспоминая пение Анджелины, которое она пела ей перед сном. Эта мелодия постепенно действует на Элеонору, и ей удается заставить ее перестать плакать. Франсин тоже делает ей смешные рожицы и заставляет ее начать смеяться. Это заставляет Франсин улыбаться, потому что она видит, что Анаре смеется над ней и над ужасной марионеткой. Тем временем Сёдзи, Анджелине и Ви было очень трудно противостоять автоматам, и Анджелина в итоге была тяжело ранена. Она не могла полностью залечить полученные повреждения и медленно начала кристаллизоваться в руках Гая, в то время как Сёдзи прикрывал их от автоматов, которые все еще стояли. Они прощаются между собой, он довольно грустно смотрит на свою мать, в последний момент автомат застал их врасплох, но Анджелина защитила его, используя те немногие силы, которые у нее остались, чтобы прикончить его с Арлекином, и в этот момент она умерла. Шахей по прибытии просит его отправиться на поиски Элеоноры, и как только он покончит с последним пропавшим автоматом, он слышит детский плач из колодца. Спустившись, он видит, что Элеонора была в безопасности, лежала там на земле, и видит, что на полу есть остатки обитаемой воды, а также кое-что из одежды Франсин. В соседней стене тоже есть большая дыра, и пойми, что это сделала Франсин, чтобы она могла слить воду из жилища, которое защищало Элеонору до самого конца. Как только Мазару снова просыпается, Гай видит, что он не признает, что эстадо Йоши пытается напасть на него. Но автомат, который сопровождал Масару, защищает его и говорит ему, что он может делать все, что захочет. Мазару приходит в голову идея доказать, что он настоящий, и в итоге он убегает. По дороге он внезапно встречает Широгани, которая рада его видеть, но там на него нападает Гуи, и она не понимает, что происходит. Но следующее, что происходит, это то, что он внезапно встречает Широгани, которая рада его видеть. Но там на него нападает Гуи, и она не понимает, что происходит. Но следующее, что происходит, это то, что Мазару соскользнул со скалы позади, теряя сознание. Снова загляни в воспоминания Сеги и посмотри, что произошло после того, как Гай забрал Элеонору и показал ее ему. Сёдзи узнает, что его дочь выпила воду Хобитай, в которой также присутствует мягкий тон, вспоминая последние слова Анджелины о том, что она не пила воду Хобитай. Позвольте Элеоноре пойти по тому же пути, что и они. Ты считаешь это катастрофой, потому что не только автоматы, но и она отправится на поиски Широгани. Вэй внезапно сообщает ему, что та девушка Элеонора мертва, а Анджелина исчезла, мягким тоном намекая, что она должна солгать. Даже если это очень болезненная ложь, нет другого способа спасти ее от ее проклятой судьбы. 20 лет спустя с того дня склад на вилле Курага стал домом Элеоноры. Сёга решил никогда не появляться перед своей дочерью, и она должна расти как сирота, так как ему лучше ее не знать. Вилли рассказывает Элеоноре, что ему снова приснился тот же кошмар с марионетками, которые нападают на нее, и мужчина хватает ее за шею. Это из-за того, что Элеонора потеряла сознание. Быть Франсин, которая растворилась в воде этого колодца, у которой должно быть остались воспоминания о ней, но она задается вопросом, о чем был другой сон, в котором она шла к очень доброму человеку, к которому она подошла как раз тогда, когда он был в запертой комнате. Теперь Гай все понимает, у этой марионетки были волосы человека, на котором они были основаны, так что воспоминания принадлежат ей, и Сёдзи видит, что это все еще так. Воспоминания Элеоноры, которые будут потеряны среди других, и что он не сможет отличить, какие из этих воспоминаний принадлежат ему. Тогда Уилл предлагает ему оставить ее себе, и что он некоторое время будет путешествовать с ней по миру, когда все уляжется. И отвезет ее в детский дом Киберона, чтобы быть уверенным, что она сможет противостоять всему, что встанет у нее на пути, и что ее нужно обучать как ребенка. Широгани. Как только она достаточно потренируется, чтобы постоять за себя, она отправится в Киберон и вернет его. 37 лет спустя в Киберон Сёдзи она предстает перед Люсиль и говорит ей, что ищет тот мягкий тон, который был потерян в Японии, и что ее нужно отправить в школу. Самый молодой Широган, который у них есть. Люсиль говорит ему, что у нее есть только то, что ему нужно, и что она девушка, которую Го и Кристофер нашли, когда путешествовали по Скандинавии, хотя Шоки уже знал об этом. Потому что он и Гуи придумали эту историю, и как только она предстает перед Элеонорой, он разговаривает с ней так, как будто знает ее впервые. Ну, она должна была продолжать настаивать на том, что они не знают друг друга, но он видит, что она уже не та, несмотря на то, что он называл ее по
имени, она поправила его. Потому что ее зовут не Элеонора, а Широган, бедная марионетка, которая забыла, как улыбаться. Он все время говорил ей об этом. Каждый раз, когда Сёдзи приходил в отчаяние, он спрашивал, кто ему это сказал. Но их прерывает Люсиль, которая сообщает ему, что обстоятельства изменились. Широгани должен сейчас отправиться в Восточную Европу. Широгани – разрушители автоматов. После этого Сёдзи рассказывает о том, что случилось с Гаем, потому что кто-то выдает себя за него и что-то замышляет. Что-то похожее произошло и на вилле Курага, имея в виду, когда они сказали, что он собирается устроить вечеринку для местных жителей, когда это было не так. Он говорит ему, что он уже должен знать, кто он, спрашивая его, кто кроме автоматов знает его движения и кто еще умеет делать марионеток и может притворяться Бутим. Это Садаёши Сайга, его настоящее имя Дин Маэстре, Широгани, и просит его быть осторожным с ним, не понимая, почему он так себя ведет. Что он делает то, что он делает. Никто не знал о прошлом Дина. Мы сейчас с Шохи в его особняке. Там его навещает Садаёси. Она говорит ему, что очевидно забеременела от женщины, но он не собирается на ней жениться, что он слишком стар для этого, но я мог бы заплатить ей, чтобы она вырастила ребенка. И это то, что он говорил тихо, неприятно улыбаясь, и он подумал о том, чтобы называть его Масару, что означает победа, а он всегда побеждает. Тихо, я никогда не видел Садаёши таким, поэтому Масару приехал в особняк Сайги. Я хотел его, как если бы он был его внуком. Однажды Садаёши назвал его Каро Сайга, и там он показал ему записную книжку, в которой говорится о Масару и что он приманка, и что его будут использовать для убийства. Когда кланы Куроги уничтожают друг друга, Сёдзи заявляет ему, что Масару хотел именно этого. Но Садаёси быстро объясняет ему, что они шутят, показывая беспокойство и не переставая улыбаться. Несмотря на то, что он сказал, он знал, что Садаёси серьезно относится к этому. Поэтому он позвонил Люсиль и попросил ее о той же услуге, которую он оказал ему 15 лет назад, отправив девушку по имени Леонора в Японию, чтобы помочь ему найти Сафтони. Он не знал об этом в то время, но он уже попал в ловушку Садаёши, потому что позже ему позвонил Садаёши, и он сказал ему, что на вилле Курага произошла вспышка Санапы, и что он должен пойти и увидеть то же самое, но не говорите Гуини в казармы Широгани. Когда приходит Садаёши, дает ему понять, что наконец-то он может говорить через 100 лет, и что он не откажется от своих слов. Потому что он отнял у него Анджелину и привязался к ней намного раньше, чем он думает. Но она внезапно исчезла из Квиберона, когда в конце концов они кое-что узнали о ней, и она вышла замуж за Сёдзи. Она внезапно достает марионетку из своего портфеля и пытается напасть на него. Сёдзи спрашивает ее, почему она раньше притворялась его помощницей, и Садаёши объясняет, что он ожидал, что Анджелина опомнится. Но этого не произошло, показывая, что он присутствовал, когда она сказала ему, что беременна. С того дня он перестал интересоваться Анджелиной, и она просто дура, что не обратила на него внимания, а затем напала на нее ради вечной жизни. Даже Широгани стареют, хотя и медленнее, чем другие, но есть вещи, которые не стареют, имея в виду автоматы, и которых он так жаждал быть похожим на них. Автоматы могут жить вечно, если менять поврежденные детали, поэтому он решил использовать воду Хабиты, чтобы менять и их детали, те части, которые люди называют телом. Это очень просто, что позволить кому-то выпить воду Хабиты, в которой он растворится, а затем его воспоминания и личность возродятся в новом теле. Поэтому мне нужен был мягкий тон, чтобы делать это снова и снова. Он искал по всей деревне, изображая Сёдзи, но мягкого тона не было на теле Анджелины, поэтому он спрашивает ее, где находится мягкий тон. Сёдзи отказывается отвечать ему на этот вопрос и спрашивает, почему он выдавал себя за него, чтобы навестить Элеонору. Он рассказывает ему о теории разряда у людей и преобразовании всей информации мозга в электрические сигналы и передаче их в другой мозг. Если для Элеоноры, когда Фике и Верон в роли Дина, это была еще одна предопределенная встреча, как и с Анджелиной. И когда она поняла, что тактика, которую использовала Анджелина, не сработала, это была еще одна предопределенная встреча. Когда он это понял, я мог бы применить теорию разрядки на практике вместо того, чтобы защищать ее, заставить ее защищать его и вбивать ему что-то в голову, чтобы заставить его поверить, что я должен защищать его, чтобы я никогда не отдалял его от него. Оказывается, дедушка Масару, Шохи, который попросил Широгани защитить его внука, на самом деле был Садаёши, выдающим себя за него. И поэтому Садаёши станет Масару, находясь в его теле, и будет рядом с Леонорой и создаст с ней прочную связь. Таким образом, он получит 2Х1. Во-первых, в новом теле, которое приведет его к вечной жизни, а во-вторых, в прекрасном телохранителе, который никогда не оставит его в покое. Он также признается ей, что Сёдзи очень помог ему в этом, потому что он прочитал ее записную книжку и позвонил Элеоноре, чтобы защитить Масару. И что он понятия не имел, что она собирается проникнуть в мозг Масару. Сёдзи противостоит ему и пытается сбежать на своей машине, когда его загоняют в угол, но он врезается там в склад, который взрывается, хотя это его не сильно беспокоит.
Там он напоминает Сада Йоши, что для выполнения этого плана ему нужно много данных и оборудования для загрузки, и он готов поспорить, что его ценные данные прекрасно горят, потому что он наблюдал за этим. Это приводит Сада Йоши в ярость, и он использует свою марионетку, чтобы уничтожить Сахи, но это тело на самом деле было его марионеткой, которой он управлял издалека. Оказывается, в особняке Сада Йоши лаборатория, в которой он хранил всю свою информацию, была охвачена пламенем. С другой стороны, Сохи использовал свою кровь, чтобы вылечить жителей деревни Курага, чтобы избавиться от синдрома Санапы, но это привело к тому, что он оказался довольно слабым. И там он впал в кому глубокий сон. Вот почему люди Куроги в долгу перед ним. Именно в этот момент стало известно о смерти Сёдзи Масару, хотя Сада Йоши все еще разрабатывал план разгрузки. Масару лучше понимает вещи после того, как увидел эти воспоминания и снова оказался перед Сёдзи, его доставили туда после падения, которое он пережил. Но затем он вспоминает тот день, когда умер его отец, когда он заставил его выпить чашку чая и с трудом пил. Это было неосознанно. Сада Йоши возил его на своей машине, держа его сзади с аппаратом, прикрепленным к его голове, и он выполнял теорию разрядки, но это не так. Удивлен Сейги и несколькими грузовиками Куроги в дополнение к Гуи. Сёдзи бросился на свою машину и сумел перерезать провода, соединяющие Масару. Один из его грузовиков открылся, увидев, что это бассейн с серной кислотой, что заставило Ши схватить Сада Йоши и прыгнуть вместе с ним в смертоносную жидкость, чтобы покончить с его жизнью. Шохи, увидев, что Масару знает, что софтфон находится внутри Широгани, спрашивает его, как он себя чувствует, поскольку он продолжает верить, что он Ада Йоши. Масару начинает плакать и спрашивает его, почему все не могут быть счастливы, и дедушка, папа, Анджелина, Гай, Франсин и Широгани, которые привыкли жить нормальной жизнью. Но один маленький винтик, который не на месте, создал все эти страдания. То, к чему все стремились, было немного счастья, но то, что произошло, совсем наоборот. Если так пойдет и дальше, никто не сможет быть счастлив. Вилли разъясняет, что грузовик с серной кислотой разбился, и оба водителя погибли. Шоки чудом спасся, но тело Сада Йоши исчезло, по-прежнему обвиняя его в том, что это он. Одному из людей Куроги это не нравится, и он говорит ему, что Мазару принадлежит ему и его зовут Дайки. Дайки говорит, что теперь он все понимает, благодаря тому, что мальчики рассказали о воспоминаниях Сёдзи, но спрашивает его, где находятся воспоминания самого важного человека. Детей от создателя Байджина. Джин полностью влюбился в Франсин, но ее забрал его брат, и Джин увидел, насколько она счастлива, поэтому он похитил ее. Каждый раз, когда она пыталась сбежать, он бил ее снова и снова, и однажды показано, что Франсин была тяжело ранена им. И Джин требовал, чтобы она отвечала взаимностью к ее чувствам, потому что он бросил все ради нее. После этого Франсин начала подчиняться ему без возражений, с глазами такими же холодными, как у рыбы. Деревня Кло была хорошим местом, но Жан начал избегать Франсин. Эти лишенные чувств глаза начали его раздражать. Вот почему он не остановил жителей деревни, когда они заперли Франсин в том подвале. И прежде чем она успела это осознать, он оставил ее умирать в одиночестве. Джин решил умереть в своей родной деревне, когда наконец прибыл туда после многих лет и понял одну вещь. Если бы он снял волосы Франсин с ее куклы и смешал их с водой, пригодной для питья другой женщины, он мог бы перевоплотиться в Франсин. Однако понял, что он уже слишком стар, и его тело не выдержит возвращения во Францию и усыновления новой девочки, поэтому он решил возродиться прежним. Он погрузил свою шерсть в воду Битае и заставил собаку выпить ее, чтобы она превратилась в Широгани. Там он поручил этой собаке очень важное задание, и Джин собирается растопить аквабиту, и эта собака должна заставить этого ребенка с руками выпить ее. Речь шла о ребенке, которого Вай похитил в его родном городе, и, похоже, это сработало для него как нельзя лучше, поэтому после этого он направился в Киберон. Но к тому времени, как появился автомат, де Франсин уже не было. Там он встретил Анджелину, которая пригласила его зайти познакомиться с ее матерью после того, как увидела Широгана ее возраста. Это потому, что его волосы и глаза были серебристыми, как у Широгана. Это понравилось ему, который плыл по течению, и сказал ему, что его зовут Дин Мейстер. Когда он заканчивает рассказывать историю, Уилл спрашивает этого парня, кто он на самом деле, потому что все были шокированы этой информацией. Этот парень внезапно снимает парик и маску, и оказывается, что у него одинаковые черты лица. Байджин, Дин Мейстер и Сада Йоши Сайга, командир лиц, это одно и то же лицо. Человек, стоящий за синдромом Санапы и всеми его проблемами, один и тот же. Люди Куроги быстро нападают на него, но он использует демонтаж лиц, с легкостью уничтожая каждого из них.
Фейл объясняет ему, что он здесь, чтобы вернуть тело, в котором он переродится, и что все были неправы, что его нет внутри Масару, и что он на самом деле Масару Сайга. Он загоняет Ви в угол атакой и говорит Масару, что он его собственность, и что он может делать с ним все, что захочет, считая себя богом перед ним. Но Масару отвечает ему, что это неправда. В этом мире никто никому не принадлежит, и Бог тот, кто нас создает. Но стоять на ногах, жить или умереть самостоятельно – это работа. Легко заявляет, что он очень уверен, что его план сработает, потому что он верит в себя, и он говорит ему, пусть он следует своей мечте. И она обязательно когда-нибудь осуществится. Масару понимает, что этот человек даже не осознает, что делает что-то плохое, в то время как для него это хорошо, он думает, что это оправданно, как будто он черное солнце, сжигающее все на своем пути, но не перестающее светить. Если они позволят ему уйти, они будут не единственными, кого он сожжет. Несмотря на это, легко настигает его и в конечном итоге нападает на него в ответ. Хотя во время одной из таких атак с большим кинжалом Широгани она оказывается посередине, будучи зарезанной им. Он применяет электрический разряд и сбивает ее с ног, беря в заложники, и этим пользуется, чтобы сказать Масару, чтобы они сыграли одну вещь. Внезапно в небе снаружи оказался большой дирижабль, и оттуда свисала цепь. Он падает недалеко от того места, где они находятся, и Фейселес пользуется возможностью, чтобы подняться вместе с Широгани. Он говорит ей, что благодаря ему связь Масару и чести очень сильна, поэтому он назовет это войной связей, или что он загружается в Масару, чтобы получить эту связь. Или он собирается спасти ее, и что она ждет его, сумев сбежать. Фейселес разбил резервуар для воды, в который был погружен Шохи, который поддерживал его жизнь, поэтому Масару попрощался с ним в его последние минуты жизни. Сёдзи попросил его защитить честь, что мужчина должен нести ответственность за свои поступки и иногда сталкиваться с ними лицом к лицу. Он один. В его жизни было 3 вещи, которые сделали его очень счастливым. Первая, когда он стал учеником Джина, вторая, когда он держал Анджелину на руках, а третья, когда родилась Элеонора. И теперь, когда его жизнь подошла к концу, появился 4-й, и он зовет его дедушкой. Нам показывают, как он снова встречается с Анджелиной, которая ждала его все это время, хотя она объясняет ему, что совершила много грехов и не может идти туда, куда она идет. Но Анджелина говорит ему, что именно поэтому она пойдет туда, куда он пойдет, куда бы он ни пошел, напоминая ему о том, что он сказал ей. Я собирался кататься с ней целую вечность. В конце концов, его тело кристаллизуется перед Масару, тем самым заканчивая его жизнь. В этот момент прибывают сотрудники цирка, куда направляется Масару, и объясняют ему, что случилось с Широгани, но что он собирается спасти ее. Внезапно у людей Куроги, которые были без сознания на земле, начинаются судороги. Телевизор, который находится там, включается. И там появляются лица, комментирующие, что он любит греческие трагедии, особенно Еврипида, те, которые заканчиваются появлением богини на небе. И так он решил создать богиню, чтобы дать всем им заслуженный конец, и эту богиню зовут Артемида. Мазару и остальные восхищаются на улице. И там был серебряный ангел, окруженный странным туманом. Фейс продолжает рассказывать ему, как вы уже знаете, что болезнь Санапы – его личное дело и нет никакого способа вылечить ее. Но не волнуйтесь, в конце концов все люди на планете умрут. Твоя серебряная богиня прямо сейчас летит по всей планете, трубя в библейские трубы апокалипсиса, и как раз в этот момент выключается телевизор. Те, кто был в цирке, не почувствовали воздействия Санапы, и Гай объясняет, что это потому, что они проводили много времени вместе с Элеонорой, и она родилась с иммунитетом к Санапе. Санапа. Мазару довольно зол на Фейселеса. Он берет свою летающую марионетку и быстро направляется к полыни, которая находится там в небе, и наносит по ней сильный удар. Но это приводит к тому, что из нее выходит много дыма. И легко объясняет им то, что он забыл ему сказать: богини не делают этого. Они абсолютно твердые, это просто облака с возбудителями Санапы. Они состоят из крошечных автоматов, называемых Аполеонами, вот что причиняет людям столько страданий. В этот момент он приходит на Вии со своей памятью, где Масару и приводит с собой Лис, укротительницу своего цирка, которая умоляла его взять его с собой. Их прерывает автомат, который объясняет Гуи, что только Мазару имеет право идти лицом к лицу. Это заставляет его отдать Алису и Мазару, и они оба идут дальше. Тем временем Вии сталкивается с автоматом, но у него были проблемы из-за его недавних травм, и он в конечном итоге падает на землю после града выпущенных в него стрел. Прежде чем этот враг добивает их, его тело пронзает кулак сзади, это Наруми. Он говорит Гаю, что он должен спасти мир, и что нельзя терять времени, что они должны отправиться туда, где они встретились, в исследовательский центр Наруми. Санапа. По дороге он рассказывает ему, что есть машина, которая может вылечить Санапу, и что ее зовут Гарри, и ее разработал враг. После многих лет исследований они создали машину, которая способна нейтрализовать действия Санапы, вызывающие Аполеонов, но она не может связаться с людьми, которые ее разработали. Он также не знает, что случилось с единственной испытательной машиной. Он боится, что речь идет об автоматах. Поэтому он попросил
группу Наруми защитить Гарри, единственную готовую машину. Теперь он показывает нам лица, и там предстает перед тремя пионерами Благословенной площади. Коломбина теперь в теле молодой девушки спрашивает его, почему они там, так как они потерпели поражение в Сахаре, но он спас их и починил их, спрашивая также, почему они здесь. Позволь им следовать за тобой. Легко объясни им, что это потому, что это весело, и они делают это очень смешно. Они не заметили, что автомат Франсин давно исчез. И они служили фальшивой марионетке, как будто это была их королева. Они такие забавные. Потом он начинает смеяться, что шокирует всех троих таким унижением. Мы возвращаемся к Наруми и Ги, которым удается добраться до исследовательского центра Санапы. Там их встречают Микси и один из детей, которых Наруми знает. Она объясняет ему, что Хорхе и Ашиана уже внутри, и поэтому каждый из них начинает противостоять довольно сильным автоматам, которые появляются по мере их продвижения. Вместо этого Панталоне, Арлекино и Коломбина приказывают им присматривать за Широгане, их заложницей, но войдя внутрь, они поражены, увидев ее. Потому что они считают ее Франсин своей бывшей женой. Они начинают обращаться с ней как с Франсин, но Широгане обижается и упрекает его за то, как он с ней обращается. Вскоре после этого туда прибывает автомат. Он сообщает Панталоне, что по приказу Фасилиса он должен присоединиться к батальону, который направляется в Соединенные Штаты, чтобы помочь им. Прежде чем он уйдет, Широгане спрашивает его, пойдет ли он причинять вред людям. И это не Франсин, не говоря уже об их лидере, но просит его выслушать ее. Тот, кому придет в голову причинить вред другим людям, никогда этого не простит. Покажи нам, как поживает Ксия, у которого возникли трудности с автоматом, в заложниках у которого находится один из детей Санапы. Этот враг заставлял ее играть в счастливые игры, но она плохо справлялась с этими вещами, проигрывая несколько раз, когда ее заставляли носить нелепую одежду. Через некоторое время этот автомат приводит ее в комнату, где находятся дети Санапы, страдающие от наихудшей фазы депрессии. Болезнь. Ставка, которую они заключается в том, что если она проиграет, он покончит с их жизнями. Но Миния обманывает его и прежде чем озвучить результат, с огромной силой бьет его по лицу, и она считала само собой разумеющимся, что он обманывает. И этого удара было достаточно, чтобы победить его, потому что ее синтетические жидкости в конечном итоге вышли из ее тела. Этот мальчик по имени Тонг рассказывает Минсии, что он уже вылечился и что он был первым, кто использовал аппарат, который лечит Санапу. Он показан в тот момент, когда это произошло, где доктор объясняет ему, что аппарат работает, воспользовавшись ошибкой памяти Санапы и ошибкой памяти. Как только электромагнитные волны машины вытеснят насекомых из вашего тела, они не смогут заразить вас снова. Вскоре после этого прибывают Наруми и Гуй Смисон. Ашианна и Джордж прибывают в комнату, где укрывались дети и медсестра. Они пугаются, увидев их, так как не знают, кто они, но Джордж, увидев, что там есть пианино, начинает играть веселую мелодию. Это радует детей, которые меняют свое представление о нем, принимая то, что он говорил что они на самом деле хорошие парни. Внезапно они слышат взрыв, и они двое выходят на улицу, потому что там появилось больше автоматов, и Джордж сталкивается с одним из них. Вместо этого Шианна узнает автомат перед собой. Оказывается, это Панталоне, который напугал его ранее в битве при Сахаре. К его удивлению, Панталоне дает ему возможность сбежать. Это из-за слов Широгане, которые повлияли на него. Несмотря на это, Шианна решает не убегать, потому что там есть кто-то, кого ей нужно раздавить, прежде чем она уйдет. Жалкая часть его боится марионетки, напоминая ему о том, как она говорила с ним раньше, что он воспринял как оскорбление. Он инициировал конфронтацию между собой и Панталоне и пытался подсчитать, сколько времени проходило между каждым выстрелом, который Панталоне делал в него, потому что его оружием были его руки, которые он держал в руках. Они могли стрелять сжатым воздухом. Уклоняясь от каждого выстрела, быстро двигаясь как его марионетка, однажды попытался прорваться, заставив его упасть и оказаться в воздухе, чтобы я мог атаковать его. Но это было полезно, поскольку он отразил его атаку и Шанну. Было что-то больно. Именно тогда она использовала свою марионетку, чтобы с силой метнуть в себя меч, но он отбросил его и вонзил себе в живот. Джордж столкнулся с автоматом, который использовал то же оружие, что и он, только у этого врага была улучшенная версия. Это давало ему преимущество и приводило к тому, что Джорджу приходилось стрелять из того же оружия, что и ему, только у этого врага была улучшенная версия. Это давало ему преимущество и приводило к он был ранен несколько раз. Тем временем Наруми и остальные слышат крики детей. Оказывается, что они и медсестра были загнаны в угол несколькими автоматами, и некоторые в конечном итоге были ранены ими. Но прежде чем кто-либо из них погиб, Наруми выходит на сцену, используя свою огромную силу и навыки боевых искусств, чтобы уничтожить каждого из них. Один из них с легкостью. Как только они окажутся в безопасности, только медсестра сообщит, что машина Гарри стоит в коридоре, который у него там есть, Ви решает остаться, чтобы защитить их, и позволяет Наруми и Норке уйти. У врачей, которые были с аппаратом, были проблемы, потому что автоматы ждали их на расстоянии. Оказывается, они модифицировали Гарри так, чтобы он излучал волны и отключал Санапу, а поскольку жидкости в автоматах сделаны с клапаном, к ним нельзя подходить.
который их защищал, ослабевал, это потому, что батарея машины разряжалась. Через несколько минут она отключилась, оставив доктора и остальных уязвимыми, и вернулась с Ачианой, которая видит свою рану на спине, которая все еще скрыта в ее теле. Там у нее остались воспоминания о разговоре, который у нее был с Фоу. И там она говорила с ним о том, что он обычный человек, и что, как и все остальные, она не может больше сдерживаться. «Я мог бы победить автомат». Фу напоминает ей, что он необычный человек, поскольку он выпил кровь Джорджа в битве при Сахаре. Это было сделано для того, чтобы не дать Джорджу умереть, заболеть от Санапы. Аяку обитает в крови Широгане, даже небольшое ее количество может распространиться по всему телу. Все превратится в Широгане, но оно будет более стойким. К тому же для автомата Аквайтаи это чистый яд. Поэтому она решает вытащить свой меч, потянув его к левому боку, в результате чего ее рана откроется с этого направления. Терпя боль, вонзил меч в свою марионетку. Но прежде чем Панталоне прикончил его, он начинает смеяться, что останавливает его, и говорит ему, что предпочел бы, чтобы его устранил кто-нибудь поумнее. И спрашивает Панталоне, влюблялся ли он когда-нибудь в женщину. Иметь женщину пусть подождет его возвращения, и поспорит, что он никогда не заставлял женщину смеяться. Эти слова подействовали на Панталоне, потому что его целью всегда было рассмешить Франсин, чего никогда не случалось. Азиана говорит ему, что есть способы рассмешить женщину, и Панталоне проявляет интерес к изучению этого метода. Это позволяет Шиане убедить его подойти, в качестве оправдания приводя то, что она чувствует себя очень слабой из-за полученной раны, и что она не может повысить голос, требуя, чтобы он подошел. Когда брюки становятся ближе, внезапно, если она подойдет и обнимет его. Но это была ловушка. Я использую ее руки из своего слепого пятна, чтобы управлять своей марионеткой, заставляя ее вращаться с огромной скоростью с помощью катаны, которая пронзила руку Панталоне. И его кровь пролилась на острие, это произвело эффект на его тело. Несмотря на это, ему удалось собраться с силами, чтобы встать, и в ярости он использовал другую руку, чтобы выстрелить в Шиану. В этот момент он вспомнил слова Широгани, где она сказала ему, что если он будет уважать ее как личность, он никогда себе этого не простит. Это привело к тому, что он намеренно провалил эту атаку, после чего потерял сознание. Джордж был очень ранен дракой с этим автоматом, но именно тогда он вспомнил детей, которые просили его сыграть ему на пианино, которые позже сказали ему, что он вернется, чтобы снова сыграть эту мелодию. Такая вещь придала ему сил, потому что они были единственными, кто ценил его музыку, и поэтому он внезапно использовал свое оружие, чтобы противостоять автоматам, что в то время было намного сильнее, отдавая все силы. Он превзошел его в силе, устроив небольшой взрыв, в результате которого его оружие было уничтожено, хотя он также был тяжело ранен, так как осколки металла вонзились в его тело. Тут появляется Шианна, которая сопровождает его в последние секунды его жизни, и Джордж постепенно полностью кристаллизуется. Мы возвращаемся к доктору и остальным, где он получил серьезное ранение из-за автоматов, но туда смогла добраться Наруми. С другой стороны, Вэй столкнулся с большим количеством автоматов, которые были приготовлены у входа в здание. Наруми и Миксия начинают свой бой с двумя высокопоставленными автоматами, которые находятся там. И они спешили с боем из-за того, что им нужно было позаботиться о людях, которые там были тяжелые ранения. Наруми было легко противостоять врагу, с которым она столкнулась, но чего она не ожидала, так это того, что другой был настолько силен. Настолько, что, к ее удивлению, он отрубил Минсии руку и нанес ей еще одну глубокую рану. Это привело его в ярость, и он, едва вернув руку и немного перевязав ее, начал драться с этим автоматом. Этот враг представился как автомат Блон Лоу, командир штурмовой эскадрильи. Он использовал трапецию, чтобы двигаться с большой скоростью в воздухе, с качелями, которые летали благодаря автоматам-дронам. Наруми, столкнувшись с ним, понимает, что удары не оказали никакого воздействия на его тело, потому что блондинка поглощала удары, которые он наносил, и не могла атаковать его своим мечом из-за того, что я был таким быстрым, меня несколько раз ударили. Постепенно Наруми вспоминает, что ее тело уже не такое, как раньше, так как она все еще имела дурную привычку использовать боевые искусства только для боя. Но то тело, которым она обладает, может многое дать, если теперь все, что она делает, это разворачивает колеса, которые были у ее ног. Чтобы она могла мобилизоваться с большой скоростью, он мчится быстро, уклоняясь от выстрелов Блана, который бросал в него, и собирался врезаться в стену позади него. Но, к удивлению Блана, Наруми также перебирается через стену и, достигнув его высоты, набрасывается на него. Блон был уверен в своих ударах, но Наруми следующее, что он сделал, это активировал ракеты за его руками, которые значительно усилили удар, который он собирался нанести. И это был такой удар, который он нанес прямо в тело блондина, раздробив его тело, заставив его рухнуть на землю. Он снова наносит еще один удар по лицу, сопровождаемый мощным ударом. Наруми говорит ему, что он всегда сможет преодолеть свой предел,
что он будет делать это снова и снова, пока на земле есть автомат. Эта рука, которая развела его, была подарена ему человеком по имени Тамбабати, который сражался за него, и это произошло во время войны в Сахаре. Нога, которая привела его в движение, это нога Тора, а нога, которая ударила его, это мистер Рокфилл. Блон думал, что сражался только с одним человеком, но он никогда не был один. Как только бой закончится, он возвращается к Минкс и видит, что она все еще дышит и что вода, обитающая внутри нее, исцеляет ее. Он показывает нам Панталоне, который вспоминал разговор, который у него был с Ашианой после того, как он намеренно провалил атаку, которую она нанесла. Он говорит ему, что Панталоне удивлен, что автомат проявляет милосердие к человеку, видя, что он не знает, что такое милосердие. Он объясняет ему, что это значит проявлять доброту с остальными. Панталоне говорит ему, что тогда это мадам Франсин смилостивилась, а не он. Это она сказала ему больше не причинять вреда людям, но она все равно причинила ему боль, и что ему больше некуда возвращаться. Как раз в тот момент, когда он наконец воссоединился со своей учительницей и просит Шиану покончить с собой, но он дает ей идею снова следовать ее приказам и начинать все сначала. И именно тогда она ушла оттуда. Уже сегодня Панталоне снова в сознании, но не может двигаться из-за яда, который все еще находился внутри него. Несколько автоматов поймали его и оставили умирать, бросив на землю. Хотя после этого Панталоне начинает двигаться, он понимает, что кровь Ашианы содержала лишь немного крови Широгани. И вспоминает слова, которые она сказала ему о повторном выполнении приказов своего учителя, и что в этом случае Панталоне начинает двигаться, и он понимает, что кровь Ашианы содержала лишь немного крови Широгани, и вспоминает слова, которые она сказала ему о повторном выполнении приказов своего учителя, и что в это была бы Элеонора. С другой стороны, Шиана получит приказ Гая вытащить Гарри оттуда и выкрикнет в эфир несколько особых слов, в результате чего из-под земли появится экскаваторный поезд, который был изобретен Фо, чтобы помочь им. Этот поезд доставил его внутрь здания, как раз в ту комнату, где находятся Наруми и медсестра, которые уже закончили оказывать помощь раненым оттуда. Этот поезд вытаскивает из одного из своих вагонов гигантскую руку, которая забирает машину Гарри, чтобы он мог ее перевести. У Вуди были большие проблемы, поскольку он столкнулся там с десятками автоматов, и в итоге он был так ранен, что в итоге упал на землю. Но прежде чем они полностью лишили его жизни, Панталоны встают на пути автоматов и внезапно начинают защищать его от них. В этот момент прибывает поезд Фу, чтобы забрать его, и Наруми потрясена, увидев Панталоне, но избегает нападать на него, видя, что он защищал Гуи. Я даже спрашиваю его, зачем он это сделал. Панталоне объясняет ему, что это было по приказу Франсин, которая сказала ему не причинять вреда людям, хотя Фейселес называет ее Элеонорой, что удивило Наруми. Она стоит рядом с Панталоне и спрашивает его, где находится Элеонора, но он отказывается дать ей эту информацию, потому что Фейселес в свою очередь говорит ей, что Элеонора не должна причинять ему вреда. Он не скажет вам ничего, что могло бы поставить мистера Фейселеса в невыгодное положение. Поезд уже уходил, но прежде чем Наруми сядет и уйдет, он силой берет Панталоне и забрасывает его в заднюю часть поезда. Он объясняет ему, чтобы он все не понял неправильно, что он возьмет его с собой, чтобы он ответил на его вопросы. Но хотя Наруми тоже прыгнул, чтобы забраться внутрь, он не смог его догнать. Дело в том, что Панталон протянул свою руку и поймал его, заставив его подняться очень ненадолго. И таким образом им удалось сбежать оттуда. На базе Флёс Широган наблюдает за автоматом, который не переставал рассказывать о своей жизни и прошлом, в то время как ее сопровождает Арлекино. Но она знает, что все, что она говорит, ложь. У автоматов нет ни предков, ни родословной, а капитан Гранчиана стремится обладать всеми этими способностями. Характеристики человека, и он думает, что он джентльмен. Затем он навещает другого автомата по имени Бригея, который интересуется только боевыми искусствами. И тот заходит так далеко, что спрашивает ее о Наруми, с которой он хочет встретиться, но Широгана дает ему понять, что Наруми намного сильнее его. Потом, проходя по залам, она спрашивает Арлекино, нужно ли навестить автоматов, и он отвечает, что да, потому что Фейселес приказал ей развлекать ее. После того, как я навестил еще двоих, он заметил, что автоматы не взаимодействуют ни с кем другим и всегда находятся в его мире. Арлекино сказал ему, что все, чего они хотят, это чтобы их восхвалял Господь Фас, но что единственная радость для него служить ей. Она говорит ему, что единственная радость – это сочувствие, жить с незнакомцами под одной крышей, учиться смеяться и плакать вместе из-за одних и тех же вещей. Это процесс, которому нужно следовать, чтобы получить настоящую радость, а они отняли ее у нее. Радость, которую ты испытываешь, заставляя детей смеяться, и ты спрашиваешь ее, является ли это приказом, на что она ответила утвердительно. Мы видим, что Мазару разбился на берегу острова со своей непригодной марионеткой, и Лис постепенно просыпается. И помни, что пока они преследовали дирижабль, большое количество автоматов собиралось атаковать их, и один из высокопоставленных лиц молнией заставил их в конечном итоге упасть на берег. В то время было много тумана, но когда он рассеялся, он увидел, что рядом с ними есть большое здание,
и Лис объяснила ему, что это видно на горе Сент-Митчелл, древнем монастыре во Франции. Их внезапно застает врасплох вражеский автомат, укротитель зверей доктор Лао, который приводит с собой странное существо. Это автоматы, которые пьют человеческую кровь и имеют мозг животного. Лис решает противостоять ему и просит Масару двигаться дальше. Позже Масару получает доступ к двери, которая надежно заперта благодаря воспоминаниям о том, как Фейселис взламывал замок. Идя по коридору, прячется, услышав шум, но его ловит Коломбина. Она предстает перед ним, и Масару узнает в ней одну из 4 сильнейших и старейших автоматов. Коломбина объясняет ему, что проиграла Широгани в сахаре, но Легилис исправил ее, оставив все как есть. Тут внезапно появляются гигантские гвозди, которые вбивают его одежду в стену, оставляя его обездвиженным. Она говорит ему, что он может манипулировать насекомыми Санапы вокруг и материализовать их, что если он подчинится ей, это не причинит ему вреда. И просит его сказать ей одну вещь, заходя так далеко, что спрашивает, чтобы она не причиняла ему вреда. Что вы хотите спасти Широгани и почему люди сотрудничают вместе? А она на первый вопрос не отвечает, но на второй отвечает, что это потому, что они слабые и умрут, если не будут помогать друг другу. Коломбини говорит, что автоматы с другой стороны сильны, они могут справиться сами и им не нужно сотрудничать. Масару позже говорит ему, что хочет кого-то защитить и что именно поэтому он хочет стать сильнее, потому что он может измениться и стать лучше. Люди эволюционировали не для того, чтобы сдаваться, люди все еще живы, потому что они передают то, что делают следующим поколениям. Каждое поколение старается делать все возможное. Они прошли через ужасную историю, но они все еще там, потому что они пытаются решить проблему вместе, все для следующего поколения. Пока круг остается неизменным, они будут двигаться дальше. Коломбина, усомнившись в человеческих способностях, говорит ему «да», но что этот круг предназначен только для людей, и что круг — это то, на что они способны. Он спрашивает, может ли его маленькая автономная рука соединиться с его собственной. Масару рассказывает ему, что однажды автомат вошел в круг и в свои последние минуты превратился в человека, и что он говорит правду. Потом она задает ему последний вопрос, а именно, влюблен ли он в нее. Масару говорит ей, что он этого не знает, что единственное, что ему ясно, это то, что он хочет спасти ее. Происходит то, что удерживающие его гвозди исчезают, и Коломбина предлагает ему попробовать, давая ему свободу двигаться дальше, и что это не ловушка. Ему просто любопытно посмотреть, сможет ли он спасти человека, которого любит, так как это было бы очень романтично. Внезапно там появляется автомат, который сильно бьет Коломбину, заставляя ее упасть на Масару. Она представляется как Ная Стил и является командиром нулевых андроидов, которые охраняют Мана и Мишель. Они элита нулевых широганов. Мистер Фес дал ей и тела, и ее личность была воплощена в них. Вскоре после этого появляются остальные из ее группы, и позже она пинает Коломбину из-за того, что они планировали позволить Масару сбежать, а он ловит ее за руку. Масару говорит ей, что для него они не одно и то же, и они спорят из-за чего-то нелепого. И он никогда не простит автоматам за то, что они расширили Санапу, это положит конец каждому из них. Прежде чем на него напал один из них, первый, кто оказался поблизости, был поражен гигантским гвоздем, который создала Коломбина, которую они называют предательницей за то, что она это сделала. И она объясняет, что ничего не могла с собой поделать, потому что Масару схватил ее за руки, и поэтому она решает сбежать с ним и бежит по коридорам, чтобы спасти его. По пути она рассказывает ему о своей большой мечте, которая заключалась в том, чтобы ее держал человеческий ребенок, поэтому она собирается ему помочь. Мы возвращаемся к Лизе, которая убегала от одного из этих чудовищных автоматов, и она врывается в здание, хотя там был Арлекино, и спрашивает ее, что произойдет, если она ничего не сделает, потому что, черт возьми, Лизе, которая убегала от одного из этих чудовищных автоматов, на меня собирались напасть. Сразу после этого эти звери пытаются наброситься на Лизе, но Арлекино стреляет в этого монстра вспышкой, убивая его. Он объясняет ей, что сделал это, потому что миссис Франсин приказала ему не причинять вреда никому и просит его убраться оттуда. Прежде чем Лизи уйдет, он поворачивается к нему и спрашивает его имя, зная, что его зовут Арлекино. А затем должным образом благодарит его за спасение своей жизни, мило улыбаясь. Это удивило Арлекино, и он спрашивает, что она только что сделала, что если она действительно улыбнулась кому-то вроде него, на что она отвечает утвердительно. Арлекино дает ему понять, что впервые заставляет человека улыбнуться и что чувство, которое он вызывает у него, немного странное, но потом заставляет его уйти оттуда. Масару и Коломбине удается пройти через пещеру, которая выходит на очень огромную яму. Они не могли видеть дна, но она объясняет ему, что если он хочет выжить, она берет его за руку и тянет за собой. В воздухе Коломбина своим мастерством создает парашют и заставляет их благополучно приземлиться на дно, в то время как нулевые андроиды ищут другой путь, чтобы добраться до них. Масару спрашивает ее, почему она спасла его, хотя она уточняет, что уже сказала ему об этом, имея в виду, почему он просто держал ее на руках. Коломбина рассказывает ему, что мистер Френч создал ее, а миссис Франсин дала ему волю, и все это для того, чтобы заставить ее улыбнуться. Это все, что я хотел сказать, и это все, что я хотел сделать. Но однажды он из любопытства зашел в человеческую библиотеку и взял случайную книгу, а автор говорил о любви между мужчиной и женщиной. Он ничего не мог понять, но то, как выражались эти объятия, привлекло его внимание.
С этого момента он начал читать романтические истории о людях. Ему так нравилось воображать, каково это быть поддерживаемым, что это стало единственным источником удовольствия, и Масару воплотил эту жизнь, вот почему он спас его. К тому же миссис Франсин сказала ему не причинять вреда никому. Масару понимает, что она имеет в виду Широгане, и это заставляет его спросить, где она, но Коломбина воспринимает это как то, что он действительно влюблен в нее. Что Масару полностью отрицает, поскольку он не подросток. Немного погуляв, он подходит к огромным дверям, когда они открываются, вы попадаете в большую комнату, в которой по кругу полно капсул, и она объясняет ему, что именно там хранятся тела нулевых, и что это их первоначальные тела. Тем временем Лизи продолжала убегать от зверей, которые их прогоняли, и они спрятались в другом здании, которое она получила, но в темноте она спотыкается и падает в яму. Ли чувствует запах животных и чувствует различные пугающие присутствия, которые заставляют ее дрожать от страха. Лаосский автомат подходит к двери, за которой она спряталась, и оказывается, что именно туда запихивают всех зверей, которые не были выбраны, и это дает начало звериному шоу. Мазару подходит к одной из капсул и видит, что находящийся внутри субъект мертв, потому что он выглядит довольно истощенным и старым. Коломбина объясняет ему, что почти, но правда в том, что нет, они просто спят, как будто они находятся в этом вегетативном состоянии. Там он в полной безопасности, поскольку именно в этом месте они хранят оригинальные тела нулевых андроидов. И они уходят, чтобы делать все, что захотят, пряча там свои настоящие тела. Если их механические тела разрушаются, их воспоминания имплантируются в другое новое тело. Вот почему тела, которые там находятся, являются для них наиболее важными, но это означает, что в этом мире их всегда двое. Вот почему она ненавидит их. Потому что ей нравится быть единственной, существующая сама по себе. Мазару злится и говорит ему, что думает то же самое, что они заставляют страдать невинных людей, в то время как их настоящее тело в полной безопасности. И что им это не сойдет с рук. Лиза кричит от испуга, потому что существа, с которыми она столкнулась вчера, были ужасны, и чудовище из греческой мифологии Гаргона, великий крылатый змей Василиск. Однорогий зверь-единорог и страж подземного мира Цербер были созданы доктором Лао, но они слишком дикие, чтобы их можно было увидеть. Приручи их. Они неудачники, и он считает само собой разумеющимся, что она там не продержится и минуты. Широгани появляется перед ними и спрашивает, весело ли ей было разговаривать с Лесом Даниэлем Куатро. Автоматами, которые они теперь выпускают под ее командованием и которые она посещала ранее, хотя Широган говорит, что нет. Она просит ее сесть, но когда она это делает, ее ловят кандалами на запястьях и шее и показывают ей шоу, которое он для нее устроил. Экран у него за спиной включается, и там отображается то, что происходит с Лиз, а также ситуация, в которой находится Масару. Он говорит ей, что этих молодых людей вот-вот убьют, и если он выиграет, он просит его остановиться и спрашивает, что случилось. Он хочет от нее, чтобы она больше никогда не ослушалась того, чего она хочет. Фас отвечает ему, что хочет его услышать, и что она реинкарнация единственного человека, которого он когда-либо любил, ее судьба быть его с самого рождения. Но пусть он посмотрит на то, что он сделал, что на секунду оставляет ее, и Бай подружится с кем угодно и полюбит кого угодно. Мужчина, и начни заботиться о ребенке, который не умеет заботиться о себе сам. Широгани говорит ей не говорить так о Наруме или Масару, но потом ее избивает Фейселес. Он объясняет ей, что не хочет, чтобы она любила его и подчинялась ему наполовину, эти ублюдки умрут, и что она может ненавидеть его за то, что он такой, какой он есть. Лица говорят о его мыслях, что после того, как он станет Масару, он уже будет сражаться с этим своим прежним телом, чтобы она больше не сомневалась в нем. Она будет знать, что может быть шоком, но ее ненависть к лицу будет сильнее, и она будет любить его на всю жизнь, когда станет Масару. Лис очень боялась оказаться в таком месте, поэтому даже когда она впервые попала в клетку и приручила тигра, это было не так страшно. Страшно, как сейчас, что она еще не готова. Я никогда раньше не приручал таких свирепых животных, считая само собой разумеющимся, что умру, как и его сестра, убитая тигром, поскольку она тоже укротительница. Она сопровождала Масару, потому что видела доктора Лао автомата. Он объяснил ей, что использовал труп тигра для экспериментов со своими зверями, а тигр был животным, которое убило жизнь его сестры. Лис внезапно вспоминает слова Масару, где он говорит ей, что хотел посмотреть ее выступление. И вспоминает, что она зашла так далеко, чтобы помочь ему и сказать ей, что она сама укротительница зверей. Он сохраняет твердый голос и решительный вид, приказывая зверям отступить. Мазару и Коломбина застигнуты врасплох нулевыми андроидами, но он вместо того, чтобы бежать, остается сражаться и бросается прямо на них, доходя до того, что использовал движение демонтажа с помощью инструмента, который у вас есть. Это позволяет ему эффективно атаковать автоматы, которые у него впереди, потому что он разбирает части их тел так же, как он мог бы это делать лицом к лицу. Доктор Лао, выждав, решает войти, чтобы посмотреть, как выглядит Лис, но внезапно у него выходит она верхом на звере,
и у него есть остальным сзади. Он остается в шоке, потому что даже он не смог приручить этих существ, и спрашивает, как ему это удалось. Лис заявляет ему, что от имени всех укротителей зверей в цирке она покончит с ним прямо сейчас, и приказывает находящимся под ее контролем зверям напасть на него, начав с того, что он убил ее. Звериная драка между ними обоими. Мазару во время боя поражен электросетью, которая ловит его на Элию Коломбину, но она внезапно страдает от удара током. Ная объясняет ему, что электромагнитные волны изменяют синтетические жидкости, и это потому, что Коломбина единственная, на кого влияет эта сеть. Но она смеется над тем, что он говорит, и напоминает им, что они там дольше, чем нулевые андроиды, и спрашивает их, думали ли они, что они остались в живых. Скрестите руки. И ты начинаешь слышать сигнал тревоги в палате и голос, который говорит, что температура твоего тела составляет 36 баллов 6 градусов, и внезапно открывается инкубационная капсула, и один из них говорит, что их тела просыпаются и должны быть сохранены. Мусару видит, что они больше не в безопасности. Битва при Лизе заканчивается быстрой победой, но автомат Лао пытается сбежать. Во время погони одна из стрел, выпущенных в его кентавра, попадает Лиз в плечо. Несмотря на это, она побуждает его единорога бежать быстрее, объясняя, что ей удалось приручить их, потому что она использовала мозги настоящих животных, чтобы создать их, и потому что она укротительница животных. Правда. Вскоре после этого ему удается догнать его, прикончив его зверя и его самого. Мы возвращаемся к Масару. Старейшины, которые выходят из своих капсул, встают и из ниоткуда начинают плакать. Коломбина не знает причины, что, возможно, является рефлекторным действием, и, возможно, они не хотели просыпаться в этом мире. Один из нулевых андроидов просит свое настоящее «я» снова заснуть, потому что так он не состарится, но, заставив его лечь, ломает шею, понимая, что убил свое второе «я». Другие начинают паниковать, обнаружив, что их тела приближаются к тому, чтобы лишить их жизни или вызвать внутренние конфликты. Коломбина говорит о том, что она терпеть не может видеть уродливых людей, которые становятся старше, несмотря на то, что люди стареют и умирают, они ненавидят это. Вот почему они заперлись там. Мазару не верит, что все люди такие. Вскоре после этого Коломбина своим мастерством создает клинок и разрезает сеть, в которой они оказались в ловушке. Он указывает ей, куда она должна идти, чтобы спасти Элеонору, потому что там она не может двигаться. Он бежит к выходу, но останавливается, увидев Наю, и она прячет свое истинное «я», крича ему, чтобы он ее не видел. Чтобы он не видел, кто она на самом деле, и признает, что это не так. Это его тело, и что автоматы уничтожили его семью в Клоге, и что он долгое время жил, чтобы отомстить Широгане, и что это тело не испытало счастья. Я хотела забыть об этом теле, но он заставил его вспомнить все и в ярости начинает нападать на него, заходя так далеко, что уничтожает инструменты Масару и те, которые он использовал, чтобы их можно было разобрать. С другой стороны, доктор Лао говорил об Алисе в ее последнюю минуту жизни, и он подтверждает ее правоту после стольких экспериментов и пересадки ей мозга зверей. Он слышал о тигре-людоеде в цирке, поэтому он украл его, и она напоминает ему, что этот тигр покончил с жизнью его сестры. Он видит, что сделал его зверь, и увидев, что она победила его, он принимает свое поражение. Закончив этот разговор, Лизия оседлала своего зверя и поехала в замок. Уклоняясь от атак Наи, Мазару спрашивает ее, почему она на стороне Фейселеса, поскольку несколько автоматов унесли жизни ее семьи. Она рассказывает, что стала Широгане из мести, но каждый раз, когда она сражалась, боялась умереть. Широгане тоже стареют, хотя и в 5 раз медленнее. И с годами она подумала, что может жить другой жизнью, тогда Господь Фаза пришел к ней, и что она заслуживает того, чтобы быть счастливой в конце концов. Так же, как и другие люди, и теперь была его очередь. Внезапно Мазару достает инструмент, который она хранила, и разбирает различные части ее тела, оставляя ее неподвижной на земле. Он говорит ей, что не может попирать жизни других людей ради собственного счастья, и что он ошибся в выборе способа быть счастливым и оставляет ее там. Ная, к сожалению, начинает терять свою жизнь, потому что синтетические жидкости выходили из ее тела. И она видит, что ее настоящее тело стоит перед ней, не понимая, почему она выглядит так уродливо, поскольку ее настоящее тело должно было быть сохранено. И что, возможно, Легис обманул их. Мазару идет дальше, при входе в следующую комнату его удивляет Фейселес, которого сопровождали самые сильные автоматчики, удерживающие Широгане в заложниках. Фейселес заявляет, что там он покончит с ним, и приказывает одному из своих автоматов пойти с Широгане, оставив его с 3 другими против Масару. Следующее, что происходит, это то, что домашние автоматы Масару проникли на базу. И добрался до чемоданчика, в котором находится Арлекин. Масару немедленно использует его, чтобы сразиться с ними. Лиз быстро добралась до большой комнаты, в которой стоит огромная ракета, не понимая, для чего они планируют ее использовать. Там Арлекин
Орликины, он объясняет ей, для чего они нужны, и что он уедет с миссис Франсин, и они отправятся за 480 километров от Земли к звезде, построенной на Земле. За человека, который был повторно использован Фейслес. Получив такую информацию, она уходит, чтобы рассказать об этом другим Орликинам, и задается вопросом, почему она сказала ему все это, что, возможно, было связано с ее улыбкой. Мы сейчас с Фуу, и он объясняет Наруме, что на орбите Земли строится огромная космическая станция, которая называется Альфа. Это совместный проект между Соединенными Штатами, Японией, Европой, Канадой и Россией. Но он потерял связь со всеми 6 астронавтами, которые были на нем. И после этого Санапа распространилась по всему миру. На Землю была выброшена серия очень мощных электрических волн, и они все еще анализируют их, но он считает, что именно этими волнами управляют насекомые Санапы. Наруми рассказывает ему, что согласно панталонам они забрали Широгани в мод Сент-Митчелл и планируют отправиться туда. Он спрашивает ее, сколько времени будет стоить массовое производство Гарри, и оказывается, что на это уйдет 3 года. Наруми видит, что тем временем люди будут умирать, особенно дети, и она не может сидеть сложа руки. Масару трудно противостоять 3 автоматам одновременно, но к его счастью прибывают Коломбина и вскоре после этого Ниси, которые оказывают ему свою поддержку и позволяют двигаться дальше, чтобы спасти Широгани. Лис перед отъездом рассказывает Широгани, что ее увезли на ракете и что план состоит в том, чтобы Фейсел забрал ее в космос. Она оказывается связанной внутри ракеты, хотя прежде чем Масару успевает добраться до нее, Фейселес шокирует его, так как что я ждал его в лифте, который доставит его туда, где находится ракета. Начни драку между ними двумя, но они были равны, потому что использовали одинаковую способность разбирать. Вскоре после этого Фейселес открывает лифт и показывает ему, что внутри. Это идеальная система разгрузки в этой версии, которой хватит менее чем на 10 минут, чтобы загрузиться в нее. В этот момент вы слышите запись, в которой объявляется, что до взлета осталось 42 минуты и 30 секунд. И Эйфил говорит вам, что этого времени более чем достаточно, чтобы выполнить задание. Скачать. Гриппон, автомат, который следует за Масару, попал туда, куда он, но следующее, что он видит, это то, что Масару нокаутировал Фейселес, который затем поместил его в кресло для разгрузки. И он заперся там внутри с Масару и подключил машину для вас обоих, таким образом запустив загрузку для передачи памяти. Это время пролетело быстро, потому что загрузка закончилась, когда Масару просыпался, и его личность была личностью Фейселеса, и передача памяти прошла успешно. Там также просыпается Фейселес в своем прежнем теле, потому что теперь есть 2 лица, одно в его теле-автомате, а другое в его теле. Тело Масару. Гриппо увидел, что на самом деле Масару больше не появится, и теперь 2 простых человека говорят ей Киран за Широгани, пока она привязана к ракете. И он говорит ей, что Масару больше не появится. Он появляется перед ней, сражаясь. И он позаботится о том, чтобы Леонора поверила, что он не был загружен в Масару. Тогда Масару набросится на него. Потом он попытается освободить Леонору из ракеты, но не сможет этого сделать. Тогда он будет использовать в качестве оправдания то, что Масару, то есть он, отправится с ней на космическую станцию, несмотря ни на что. У Лизы были проблемы с 2 автоматами, с которыми она столкнулась, поскольку вражеская девушка-автомат сражалась отдельно с Коломбиной в другом месте. Они доходят до того, что побеждают и убивают зверей Лиз, но в этот момент появляется Кино, сражающееся с ними, чтобы защитить ее. Несмотря на это, у него проблемы, так как он был слабее, и огонь не действовал на эти автоматы. На его счастье его останавливает другой автомат, который говорит ему, что времени на драку нет, и ракета взлетит. И если они останутся там, то сгорят дотла, поэтому они отступают. Оказывается, до его взлета осталось 20 минут, а Масару и Фейселес уже прибыли перед Широгани и устроили тот бой, который планировали заранее. И Фейселес был с явным преимуществом перед Масару, давая понять, что его план нанести удар своим мозгом провалился, что Широган был полностью создан. Там они оба знали, что пришло время приступить к следующей части плана, поэтому Масару пришел в себя и начал последнюю атаку на Фейселеса. Но увидев, что он вот-вот умрет, рефлекторно уклонился от атаки, придя в недоумение, почему он это сделал. Они все еще продолжали свое выступление, но каждый раз он продолжал уклоняться от атак и замечал, как на него смотрит его второе «я» в теле Масару, которое, несмотря на те же воспоминания, понятия не имело, что происходит, и это был первый раз, когда у него было такое. Навес. Хотя я пытаюсь наконец отбросить эти мысли и нанести последний удар, но он снова увернулся от него, хотя Масару смог убрать свою руку. В этот момент Фейс погружается в свои мысли, представляя Масару на офисном сиденье и говоря Масару, что это место принадлежит ему. Он говорит Масару, что больше не принадлежит этому месту, и Масару говорит ему, что таких как он было много, но они постепенно исчезают с тех пор, как появился Фейселес. Тогда Фейселес объясняет ему, что он вошел в эту комнату через разгрузку, и что теперь она его, и начинает говорить ему Масару, пусть покинет это место, пусть покинет свой мозг. Но вдруг Масару задается вопросом, сколько воды было в том колодце и в колодце в деревне Клоге, который Джин использовал для спасения жителей деревни, в которой он бросил мягкий камень. Легис отвечает ему, что около 10 или 15 миллилитров,
Затем Мазару спрашивает его, как получилось, что вода Хабитой делает тебя таким бессмертным, когда ты ее пьешь. И это его интересует. Он видит, что упадочное существование Масару хочет удержать, спрашивая и ища ответы. Несмотря на это, он решает ответить вам, что вода Хабитой значительно улучшает регенеративные способности человека. И за считанные секунды восстанавливает все клетки организма до их самого здорового состояния и действует как гомеостатический супердержава. Вот что такое аквабиты. После этого он не дает им задавать вопросы и ест его сразу, но при замешивании из его зубов вытекает жидкость, и он говорит ей, что еще не закончил свои вопросы. И спрашивает, знает ли она, где находится мягкий тон, который он задает Аквавитае, и ответ в том, что он находится в теле Леоноры. Тогда камень, который может вернуть Аквавите 15 мл воды, находится в наследии тела Широгани. Кровь Широгани должна быть очень богата аквавитами, и он выпил ее, и она восстанавливает все клетки его тела до самого здорового состояния. Он также задает вопрос Фейселесу, хороша ли идея загружать внешнюю информацию в его мозг, и что если он не считает это своим телом, то его тело должно быть в порядке. Болезнь. Легис почувствовал себя возмущенным и обманутым, потому что он говорит ему, что знал об этом, и все же позволил этому быть загруженным в него. Мазару заявляет, что он выпил самую чистую воду Хабитой на планете и приказывает ему выбросить это из головы. И одним ударом головы заставляет Легиса быстро исчезнуть из этой комнаты, поскольку он на самом деле спрашивает Мазару, действительно ли это он. На что Мазару отвечает утвердительно, давая понять, что загрузка в конце концов провалилась. Он быстро бежит к Широгани, но пытаясь разобрать стул или цепи, видит, что это бесполезно, так как они были сварены. Легко нападает на него со спины, не имея возможности убежать, потому что он был слишком силен для него, но прежде чем сбежать, спасая свою жизнь. Широгани угрожает отнять у него ее жизнь, прикусив язык, просит его отпустить Масару. Прежде чем она это сделает, Фаза останавливает ее, затыкая ей рот, говоря, что она принадлежит ему и только ему. И следующее, что происходит, Масару принимает неожиданное решение уничтожить Элеоноре и пытается выйти за дверь. К этому моменту лестница, соединявшая вход в ракету с другой стороной, упала, так как ракета, которой у него оставалось несколько минут до взлета, даже упала. Он открыл верхнюю часть здания для взлета. Тем временем Коломбина все еще сражалась с девушкой-фрилансером, но оказалась в ловушке гигантского стеклянного медведя. Не имея возможности разбить его изнутри, автомат сказал ей, что этот медведь скоро взорвется. Чего не ожидалось, так это того, что Коломбина снаружи создала огромную дрель со своими способностями и начала атаковать голову медведя, чтобы попытаться выбраться. Масара и Широгани были остановлены Фейселесом, прежде чем они смогли выйти, так как он держал ее за руку. В этот момент ракета уже взлетала, поднимаясь довольно высоко в воздух, но благодаря их усилиям им удалось соскользнуть с Фейселеса, резко упав на землю. Коломбина увидела их обоих, и что она сделала, так это использовала насекомых Санапа, тех, кто делал дрель, и он направил их к ним. И он манипулировал ими, чтобы сделать коврик, на котором они могли бы приземлиться безопасно и без повреждений. Но из-за этого медведь, на котором была Коломбина, в итоге взорвался. Легис был очень зол на нее за то, что она спасла его, видя, что он не может быть с Леонорис, которую ракета уносит в космос. Мы видим, что Наруми направлялась в это место на поезде, думая, что опаздывает, увидев ракету, которая уже была в воздухе. Мазару нес Элеонору, когда они шли, и она спрашивает его, сможет ли он восстановить свои суставы, чтобы она могла ходить, и что потребуется время, чтобы оправиться от этого. Он извиняется перед ней за то, что разобрал ее, затем честь говорит ему, что она должна была защищать его, но, по-видимому, они поменялись местами. Бумаги. Наруми прибывает на место происшествия, и первое, что она видит, это Арлекина, который держит на руках Лизи, которая без сознания. Он спрашивает его, почему у него есть человек, но Арлекина просит его позаботиться о ней и вылечить ее, что он спас ее по приказу Франсин. Наруми спрашивает его, где находится Широган, и он указывает ей, что она выше. Вот она лежит на полу, и он просит Масару вправить суставы, чтобы она могла спуститься с ним. Масару объясняет ему, что Коломбина все еще там, и что он должен пойти и найти ее, а затем он вернется за ней, и пусть она простит его за это. И что у него такое чувство, что она не в себе. Чтобы люди там внизу очень хорошо о ней заботились. Потом, когда они прощаются, Масару держит ее на руках и сбрасывает со скалы. Наруми видит, как что-то падает сверху и подхватывает Широгана на руки, удивляясь, увидев друг друга. Мы вернулись к Коломбине, тело которой было в основном изуродовано и не могло двигаться. Там она разговаривает с другим вражеским автономистом, который спрашивает ее, почему она это сделала, и было ли это сделано для спасения этого человека. Коломбина говорит ей, что она сделала это потому, что хотела, и что она автомат, но с тех пор, как она встретила Мазару, она начала понимать, как думают люди. Диамантина, автомат, который там находится, говорит ей, что теперь он влюбится в нее, так как Леоноры нет, но Коломбина объясняет ей, что существует только она. Настоящая любовь, и что он хочет ее только как инструмент, и это разозлило его, и в итоге он отрубил ей голову, а затем ушел оттуда. Коломбина говорит о том, что теперь, когда она спасла Мазару, она хотела бы сблизиться с ним,
и что она прожила последние 180 лет, но это было ничто. К ее удивлению появляется Масару, который говорит ей, что он был тем, кто спас их, когда они упали с ракеты, и спрашивает, почему она такая, живая, но только с головой. Она говорит ему, что это была всего лишь одна из ее прихотей, и просит его уйти, потому что у нее плохие волосы, и она не хочет, чтобы какой-либо человек видел ее такой. Мазара вместо этого начинает проливать слезы и внезапно обнимает ее голову, и Коломбина говорит ему, что чувствует себя очень счастливой. Наконец-то ее обнимает парень. Человеческие тела такие теплые, а человеческие руки такие мягкие. И Мазару говорит ему, что она так много сделала для него, но вместо этого он так сильно сомневался в ней. Внезапно Коломбина спрашивает его, скажет ли он ей сейчас правду о том, хочет ли он чести, но Мазару не отвечает ей должным образом, снова обнимая ее. На несколько коротких секунд мы видим, как Коломбина счастливо поет, направляясь к горизонту. Мы с Широгани, который просыпается в комнате, которая уже в хорошем состоянии, и тут входит Наруми и рада его видеть, но понимает, что он смотрит на нее холодно и сердито. Наруми приказывает ему следовать за ним, потому что Фу зовет ее. По пути она объясняет ему, что находящиеся там люди единственные на планете, которые еще могут передвигаться. Есть несколько детей и взрослых, которые были спасены из исследовательского института Санапа, а также несколько врачей и медсестер, и все это благодаря Фоу. Элеонора помнит его как человека, который описал ее как реинкарнацию Франсин, а затем Наруми рассказывает ему, что вскоре он собирается испытать ее и выяснить, Франсин она или нет. Один из мужчин спрашивает его, та ли это она, о которой так много говорят, и пусть он предупредит его, не является ли он в конце концов автоматом, потому что он хочет покончить с ней. Все, кто там находится, знают, что она является ключом к синдрому Санапа. Враг сможет доказать, связана ли она с Фейселесом, но как только они узнают, что она на его стороне, Наруми покончит с собой, бросив на нее пугающий взгляд. Элеонора задается вопросом о своих чувствах, вернулась ли она, чтобы Наруми возненавидел ее, потому что его задевает то, что он не помнит всего, что произошло с ней. Они прошли вместе. Тут прибывают остальные из цирка Элеоноры и заходят, чтобы поприветствовать ее. Синобу, глава цирка, рассказывает ей, что она попала туда, потому что ее привезли из Куроги благодаря мистеру Фу. Она рассказывает ему, что Масару уехал за автоматом, который подружился с ними, но что он вернется снова. Элеонора, проходя через комнату, видит, что там стоит Вильма, которую сопровождает Ашиана. Внезапно, когда она шла по коридору, она чувствует, что кто-то смотрит на нее и видит, что это Минси, и испытывает от нее такую огромную ярость, как ни от одной другой. Как только он прибывает с Фоу, Элеонора оказывается в специальном кресле, потому что они планируют исследовать ее память, и там же находится и Бай. Он объясняет, что по словам Фейселеса, она ключ к остановке Санапы, и если он не вспомнит об этом, это его единственный шанс. Фу спрашивает Наруми, заинтересован ли он в том, чтобы увидеть ее воспоминания, но он отказывается, так как ему не интересно видеть воспоминания этой женщины. И он отказывается, убирайся из комнаты. Панталони и Орликина остались внутри, и они проявили лояльность и хотели увидеть ее ради безопасности Франсин или Леоноры. Через 6 часов процедура заканчивается, и она говорит Вею, что это ничто по сравнению с тем, что испытывают жители Санапы. И она приходит в голову что-нибудь предпринять для других и занимается доставкой еды людям, которые там поселились, но это очень плохо воспринято ими, поскольку они считают ее виновницей всего. Именно тогда он решил навестить Минксию, но она больше всего разозлилась на Широгане, представившегося как Лиэм Минкся, сообщив им, что Панталони покончил с жизнью их отца, и что во всем виноваты автоматы. Фейселес перевернул мир с ног на голову из-за нее. Именно в этот момент она взяла кувшин с водой и бросила его в Элеонору. Она получила удар, не увернувшись от него, и извинилась, когда подняла беспорядок с пола. Мы с Фо и остальными, и там они получали живое сообщение от Фейслес, и у нее есть жук Аполеон, оснащенный камерой. Вот почему она смогла отправить этот звонок. Он объясняет им, что создал своего младшего клона, который есть у него сейчас. Наруми спрашивает его, почему он спас его в Сахаре, и Легис говорит ему, что это будет единственная трансляция, и что он решит ответить на его вопрос, что он спас его. Потому что хотел похвастаться перед он потому, что он такой же, как его брат Джин, человек, который увел Франсин от себя. Он решил сделать Элеонору своей, пока Наруми наблюдала, и подготовил все для этого, инсценировал свою смерть и уехал из Сахары. Но перед тем, как уйти, он сказал марионеткам, кто он на самом деле, и сказал им, что он их создатель. Марионетки, которые приняли его за Широгане, становятся перед ним на колени, и это последнее из 3 решений Фейслес, и он рассказывает ему, почему он связался с ним таким образом. В конце концов, он не смог сделать Леонор своей, и она спрашивает его, знает ли он, что делает с мужчиной с разбитым сердцем. Сожалеет ли он об этом, пытается ли забыть, или
или ищет новую любовницу. Но он говорит нет, что он устал от всего этого и что теперь он ненавидит этот мир, вот почему он собирается избавиться от этого. Элеонора продолжала навещать выздоравливающих на базе, но они пришли, чтобы подтолкнуть ее и потребовать, чтобы она держалась от них подальше, хотя ее товарищи по цирку защищали ее. И она ушла оттуда. Мы видим, что Вильма и Шиана проводили больше времени вместе, и она говорит ему, что чувствует себя спокойно, находясь рядом с ним. Вот почему она остается с ним и объясняет, что это наверняка потому, что они оба убийцы. Наруми сопровождала Мся на террасе снаружи, и она говорит, что другие не могут покинуть Санапу, но они могут благодаря Кабите, и кажется, что она восстанавливает силы. А дети и взрослые выглядят так хорошо, что выздоравливают. Тогда смени тему Леонорой, затем смени тему Леоноры и расскажи ему, что она бросила кувшин, от которого, как она думала, он увернется, но он этого не сделал и не смог ее простить. Марионетки, отнятые у твоего отца, клянутся тебе в верности. Наруми заявляет ему, что отомстит за своего отца и никогда не согласится на реинкарнацию автомата. Элеонора разговаривает наедине с Лиз, где рассказывает остальным о том, что произошло. Лиззи объясняет им, что они просто напуганы и единственные, кто может двигаться, но ничего не могут сделать. Это реальность, которая отягощает их, и они боятся, и за это они платят ей этим. Элеонора спрашивает его, что бы он сделал, если бы чувствовал себя так, на что Лиз отвечает, что споет, пусть это поможет ему забыть о своих проблемах. Внезапно Наруми звонит Элеоноре, чтобы она поехала с Фо, и рассказывает ей, что много дней назад Фасиль отправила им последнее сообщение, и он просит вас взглянуть. Фалес сообщает тебе, что он приказал Наполеоном ускорить развитие синдрома Санапы, и жители планеты Занапы умрут в течение следующих 2 недель. И он просит, чтобы Леонор сказали одну вещь, и это то, что она, должно быть, выбрала его. Именно там заканчивается запись, и это повлияло на нее. Вильма защищает ее перед людьми, которые плохо на нее смотрят, объясняя, что действия отвергнутого мужчины не являются обязанностью женщин. Уиллис говорит всем, что враг находится на космической станции в 480 километрах от Земли, и что военные спутники также контролируют их лица, и хотя Уиллис, как и все остальные, считает, что они не виноваты в том, что их отвергли, он, тем не менее, сумеет покончить с ним. Насекомые Аполеона не остановятся и не пройдут, пока все человечество не погибнет. Огонь говорит о том, что у него есть только один вариант – пойти к Фейселу и попросить его рассказать им, как остановить Аполеонов, но они могут сделать одну вещь, чтобы добиться этого. Но им нужна помощь цирка Накамачи и вождя Синобу. Гарри был создан, чтобы уничтожать насекомых Санапы, и однажды он модифицировался, чтобы излучать волны вместо того, чтобы лечить людей поодиночке. Насекомые Санапы не могли приблизиться к Гарри ближе, чем на 8 метров, поэтому он подумал о том, чтобы пристыковать Гарри к космическому шаттлу. Они доставят шаттл на платформу, прикрепят его к ракете и отправят на космическую станцию, где он находится. Он модифицировал старый паровоз, чтобы использовать его в качестве транспорта, и насекомые Занапы не смогут пройти через такую старую машину. Наруми возьмет ее и хочет, чтобы они защитили Наруми на космическом челноке, а остальные не могут этого сделать, потому что они заразятся от Санапы. С другой стороны, у цирка Накамачи иммунитет благодаря тому, что все время они были рядом с Элеонорой, дышащей тем же воздухом, что и она, и что она Широгане, и его кровь — это Акуабита, эликсир жизни. Платформа, на которую они должны отправиться, находится в 10 тысячах километров по Транссибирской магистрали на космодроме Бни на Дальнем Востоке России, потому что ближайшие из них находятся под контролем США. Наруми отказывается, чтобы Леонора участвовала в этой миссии, хотя цирк Накамачи соглашается пойти. Фол предлагает им посмотреть мемуары Леоноры, чтобы они могли таким образом принять решение. И Элеонора решает уйти, как и Минг и Наруми, которые не заинтересованы в том, чтобы видеть что-либо связанное с ней, хотя те и не заинтересованы в этом. Из цирка решили остаться и пойти посмотреть. Широгани вошла в лифт, но видит, что внезапно к ней вошла Наруми и говорит ей, что ее память ни о чем не заботится, и что она просто уйдет. Она говорит ему, что защитит его и шаттл своей жизнью, и что с тех пор, как они воссоединились, она ведет себя так, как будто не знает его, но что они знали друг друга раньше. И спрашивает его, не помнит ли он или Мазару ничего о шутке, которую он с ней пошутил, напомнив, что это было из-за предложения, которое он сделал ей до того, как она стала его девушкой. Это заставляет Наруми злиться и требовать от него, чтобы он, по его словам, никогда не говорил ничего подобного. Чтобы он перестал вести себя как человек, называя ее восстановленным автоматом, и это вызывает у нее отвращение. Широгани упоминает, что очевидно он ненавидит ее всем своим сердцем, но ему все равно, потому что благодаря тому, что он чувствует с того дня, она Широгани. Когда дверь лифта открывается, он уходит оттуда, больше ничего не сказав. Мы с Гаем, который разговаривает с Минксией и просит ее следовать за ней. Он ведет ее в особый район и объясняет, что в этом месте находится водоочистная станция. Вся вода, которую они используют, поступает оттуда. Они приходят в комнату и просят ее замолчать, пока они заглядывают внутрь. Там Леонора раздевается и подходит к воде перед ней. Следующее, что она делает, это наносит себе ножом большие раны на теле,
в результате чего большое количество ее крови попадает в воду. Уилл рассказывает ей, что она проливает свою кровь, эликсир, в питьевую воду и пыталась остановить ее, хотя она и Широгане, потеря слишком большого количества крови может убить ее. Но я не мог ее остановить, и она делает это каждый день с тех пор, как проснулась. Норка понимает, что когда она бросила в него кувшин, она не позволила себя ударить намеренно, а скорее была слишком слаба, чтобы увернуться от него. И что именно благодаря ей все выздоравливали. Ви продолжает рассказывать, что Леонора знала это и знала, что Фаза разрушит для них мир ради нее, и что все будут ненавидеть ее, и что она никогда не вернется. Единственный способ компенсировать этот ущерб был таким. Он также упоминает, что Минкия что-то знала об Эль-Санапе и ее отце, и знала, что это не вина Леоноры, и что она плакала, чтобы увидеть реальность. И она доходит до того, что меняет свое отношение к Леоноре. Мы с Широганом, который последовал словам Лизи, потому что она решила спеть красивую песню для всех присутствующих, для детей и взрослых, создав в этом месте милую атмосферу. Хсия пыталась поговорить с Наруми о Леоноре, но он прервал ее, напомнив, что никогда ее не простит. Даже если она послушна, он ей не доверяет и вскоре раскрывает свои истинные намерения, и что когда он это сделает, он в конечном итоге приведет ее к присяге. Миксия видит, что ему очень больно из-за такого образа жизни, и именно тогда он понимает, что, возможно, он влюблен в Леонору, и если бы это было так, он бы ее убил. Дело в том, что он задается вопросом, как он мог выиграть, поскольку она влюблена в него. Ви разговаривает наедине с Наруми, и там он спрашивает ее, планирует ли она все еще покончить с ней, несмотря на то, что она совершенно невиновна. Наруми говорит о том, что Фейселес распространила Санапу по всему миру ради нее, и что она должна взять на себя ответственность и подумать об ее устранении. Из-за этого Вэй вызывает его на дуэль и использует свою марионетку Олимпию, чтобы сразиться с ним. И что если он победит его, он должен пообещать не трогать Широгане, потому что он этого не сделает. Он позволит никому не причинять ему вреда. После обмена атаками одежда Гая рвется, и Аджи Наруми видит, что она кристаллизуется. Уилл объясняет, что у него осталось не так много времени, и что его время пришло, и что он не может остановить окаменение в условиях, в которых он находится. И его здоровье ухудшилось хуже за последний год. Он чувствует, что его смерть очень близка, и спрашивает, собирается ли он пообещать ему, что не причинит вреда Элеоноре, когда он уйдет. Но Наруми отвечает ему, что не может этого обещать. Тогда Уилл задает ей следующий вопрос как мужчина и спрашивает, что он чувствует к Элеоноре, что лишило Наруми дара речи, и она начинает удивляться. Ви смеется, увидев его, и оставляет дуэль на этом, прощаясь с ним, так как на следующий день Наруми и остальные уезжали в поездку. В то время как Фоу и гражданские лица отправятся на вертолете, поскольку они планировали покинуть ту базу, на которой они находятся. Мы сейчас с Масару, который ест вместе с женщиной. Она представляется как Шерон Манфор. До того, как случилось с Санапой, она учила детей его возраста. Шерон считает странным, что она не заразилась, и считает, что это произошло благодаря одному человеку. Однажды автоматы напали на школьный автобус, в котором он ехал, и он едва не выжил, но очень сильный человек спас его и напоил его немного крови, и именно так он выжил. Он описывает его как высокого мускулистого человека, который занимается боевыми искусствами, у которого были черные глаза и волосы, и он думает, что он японец. Масару признает, что это описание очень похоже на Наруми, и спрашивает его, помнит ли он имя этого человека. Шарон думает, что его звали что-то вроде Нарми или Наруми, что-то в этом роде, но не может хорошо запомнить. Это застает Масару врасплох, который наконец понимает, что Наруми все еще жива. Затем он начинает довольно плакать, демонстрируя огромное счастье видеть, что человек, который спас его и изменил его жизнь, все еще жив. На следующий день она рассказывает ему, что на севере есть место, где лечат Санапу, и он направляется к этому месту с помощью своих летающих марионеток. Его также сопровождают за вашего питомца Гриппона. В то время люди уже отправлялись в поездку на поезде, и она подарила Вильме коробку сигар, и она попросила его присоединиться к их цирку, хотя он отказался от этого, потому что был хорош только как убийца. Тогда Вильма предлагает ему стать ее мужем и создать семью, и на это он соглашается, потому что было бы неплохо развлекаться, уворачиваясь от ее ножей каждый день. Минксия подошла к Леоноре и попросила нанести ей глубокий удар в живот, и он видит, что она выдержала удар и не упала. Тогда он говорит: «Я не знаю, как это сделать». Она просит его защитить Наруми ради нее, признается ему, что полностью влюблена в него, и подходит, чтобы погладить ее волосы, которые кажутся ей очень красивыми, заходя так далеко, что говорит, что потеряла. Уже сейчас, когда все уходят, Ви остается один на базе, поскольку автоматы планировали атаковать людей оттуда. Его план состоял в том, чтобы удержать их, чтобы дать остальным некоторое преимущество. Когда автоматам удается проникнуть внутрь, он вытаскивает свою марионетку Олимпию и противостоит им, но это были 3000 автоматов под командованием капитана Грациана. В конечном итоге окаменение его тела мешает ему сражаться с таким количеством, но прежде чем его добивают, внезапно появляется Мазару и заставляет его отступить. «Спаси, кого рад видеть». Уилл объясняет, что остальные уехали на поезде и что он сдерживает врага. Тогда он просит его двигаться дальше, помня обещание Маза чрезмерно защищать Широгане. Уже оставшись один, когда Масару убегает, начинает вспоминать Элеонору и Наруми. И помни, что Наруми несколько раз спрашивала его, почему он спас его тогда.
это было потому, что он принял и он беспокоился о Леоноре и наблюдал за ними в саге Акари, готовый помочь им. Он понял, что Леонора учится любить Наруми и не дал ей уйти из этого мира, и привел его к той же участи, что и его. Потому что он был единственным, кто мог понять Леонору, единственным мужчиной, который мог остаться рядом с ней, такой же, как замечательные Анджелина и Наруми. Сёдзи. Внезапно сработал выключатель, в результате чего в туннеле, в котором они находятся, взорвалось большое количество взрывчатки, вызвав обвал, в результате которого все там оказались. В последние минуты своей жизни он прощался со своей марионеткой Олимпией, упомянув, что ее лицо было создано из погребальных масок ее матери и что скоро он снова будет с ней. Оказывается, капитан Грациано остался жив вместе с несколькими автоматами на его стороне, но он и 3000 автоматов, которые были у него под командованием, были уничтожены Гоями. Вильма разговаривает с остальными в цирке и показывает им несколько ножей, и она услышала, как Фо сказал, что кровь Широгани – это яд для автоматов. Затем, проверив острия его ножей, увидела, что на них все еще остались следы его крови. Поэтому она вручает каждому по ножу от них. Синобу просит Наруми и Леонору пойти подраться в вагоне, потому что они должны разойтись, чтобы на них не напали все сразу. В то время как Панталони и Арлекино остаются во втором вагоне, чтобы защитить Франсин, а сотрудники цирка остаются в последнем вагоне. Мазару по дороге достается от автоматчиков, которые выжили, которые на большой скорости двигались в том же направлении, в результате чего на них напали несколько из них. Вильма тихо разговаривает с другими ребятами в цирке, и она говорит о том, что ее мечтой было попасть в такой цирк со своей семьей. Брат, и который рад, что встретил их. Нори и Хиро рассказывают ему, что их двоих бросили в детстве, а Синобу продолжает рассказывать эту историю. И приют, который они знали, был переполнен, поэтому он и его жена взяли обоих к себе. Цирковое сообщество было очень сплоченным, и как будто куча семей путешествовала одновременно, так что принять этих двоих было пустяком. Но стоило им открыть свое сердце Фусаде де ваша жена. Нори объясняет, что ему неловко, как будто его похитил цирк. В то время цирк вызывал большой ажиотаж и приносил много денег, а Винтовил любил керамику и дорожил вазой, которая обошлась ему в целое состояние, но Ира разбил ее случайно. Он испугался того, что он сделал, и знал, что не сможет себе этого позволить, независимо от того, сколько он работал, и он думал, что его единственный выход сбежать. Но Фусайо застала его врасплох, и она спрашивает его, почему он в бегах, и дает ему пощечину, говоря, что все идет наперекосяк, и если он уйдет, Фусайо убьет его. Их разрыв можно купить снова, а его нет, и что нет ничего, что могло бы его заменить, и что она сквозь слезы обнимает его, из-за чего Ира тоже плачет. Именно в этот момент он понял, что эта женщина была его матерью, и то же самое случилось с Нори в другой раз. Синобу рассказывает, что Фуса была лучшей матерью, которую они когда-либо могли иметь в мире до того дня, когда у нее поднялась температура во время выступления. И при ходьбе по канату он упал. Они спрашивают Вильму о ее брате, так как хотели устроить цирк между ними, но она объясняет им, что это та же история, что и с его смертью. Заканчивая разговор, так как в этот момент приближались преследующие их автоматы, и одна из них представляется как Джейн с Дикого Запада, и что она мастерски владеет винтовкой. Но она гораздо лучше метает ножи и распространяет санапу по всей Америке. Вильма удивлена, услышав это, потому что, по-видимому, она нашла своего заклятого врага. На них обрушивается град пуль со стороны автомата, который держится в воздухе благодаря другому автомату. Вильма выходит на улицу с гигантским пулеметом и видит, что именно Джейн напала на ее родную деревню, начав сбрасывать на нее весь свой арсенал, но не может смириться с этим. Никаких выстрелов, вместо этого Джейн стреляет из оружия Вильмы, которое заставляет его взорваться, и это заставляет ее упасть еще более раненой. Хотя она понимает, что все, что ей нужно, это ее ножи, она бросает в них несколько, но они уворачиваются от них. И в одном из поворотов этот автомат несколько раз бьет ее, почти теряя сознание. Внезапно на сцене появляется Масару, который спасает ему жизнь, нанося сильный удар по этому летающему автомату, в то время как Вильма заявляет Джейн, что она должна метнуть свой нож в яблоко, которое Джин держит на голове, имея в виду то, что она сделала со своим братом за несколько минут до того, как он ударил ее. «Я бы умер». Они обе бросили нож друг в друга, и оказалось, что нож Джейн попал Вильме в лоб, но ее нож также попал Джейн в лоб, в результате чего ее голова взорвалась. Мазару видел, что произошло, когда заканчивал уничтожать другого летающего помидора. Мы видим, что Мазару сообщил другим парням в цирке о том, что произошло, и просит разрешения пройти, потому что он должен отвезти Арлекино в Широгане. Но Синобу мешает и просит у него прощения, так как я бы предпочел не беспокоить их, пока в этом нет необходимости. Когда Масару и Широгани присоединились к цирку Накамачи, они вернули улыбку своему маленькому цирку, и он также благодарен ей, как и ей. Вот почему он хочет подарить Широгани то, чего у него не было за 90 лет, и признается ей, что они видели все это, все воспоминания о ней, все, что он когда-либо видел. Поскольку ситуация требовала этого, до тех пор, пока она не встретила Масару, и все воспоминания о Широгани были связаны с кровопролитием.
событиям. И у нее никогда не было игрушек, и она не играла с другими детьми. Она не носила одежду, свойственную подростку, и она сама сталкивалась с автоматами, в то время как у нее не было детей. Он жил в цирке в качестве артиста на трапеции и считал, что это его долг. Никто не мог так жить, но с того момента, как Масару и Наруми вошли в его жизнь, воспоминания о Широгане начали окрашиваться. В течение 90 лет она была всего лишь инструментом и сражалась гораздо больше, чем солдат. Но потом пришли воспоминания о Наруми, с которой она была всего один день, в ее самой заветной памяти. Человека, которого Широгане любит, отправят на космическую станцию Фейселис, и он собирается спросить ее, как остановить Санапу, и он может не вернуться. Так что все это само собой разумеется, чтобы она проводила с ним как можно больше времени. Масару, услышав это, спрашивает, там ли Наруми, и сообщает ему, что она в первом вагоне. Это заставляет Масару отчаянно бежать именно в это место, но перед тем, как войти, Панталони и Арлекино блокируют доступ. Они говорят ей, что они там, чтобы обеспечить счастье Франсин, и что если она считает, что встреча с Наруми в ее интересах, она может пройти. Эти слова заставляют Масару задуматься о счастье Широгане, которые, вероятно, она любит Наруми, и они, наконец, воссоединились. Там он довольно болезненно извиняется, говоря, что думал только о себе, что если он войдет, и это будет не во благо Наруми. Потом они показывают нам Широгане и Наруми, и она рассказывает ему, что прямо сейчас они находятся на Транссибирской магистрали и собираются достичь взлетная палуба примерно через 70 часов. Она продолжает рассказывать ему все больше и больше, но, желая подойти ближе, кричит на него, чтобы он этого не делал, хотя после вопросов о двигателе. Оказывается, воспоминания опытного инженера были загружены в детеныши автоматов мистера Фоу, чтобы поддерживать максимальную скорость. И они приводят двигатель в действие в соответствии с установленной скоростью. Топография. Это очень злит Наруми, потому что недавно он узнает, что поезд управляется автоматом. Но Широгане успокаивает его, когда она объясняет ему, что именно благодаря этому автомату они там. Позже они едят, и он говорит, что приготовленная там готовка на вкус ужасна. Широгане сказал ему, что ее можно было бы приготовить, если бы рядом была кухня, но Наруми замечает ему, что он разговаривает сам с собой, а не с ней. Хотя позже он упоминает, что ее готовка была намного лучше. Это очень удивляет Широгане, и он спрашивает, что к нему вернулась память, так как приготовленное он приготовил в тот день, когда они впервые встретились. Наруми отвечает ему, что она тоже знает это от Фау, которая видела ее воспоминания, которые не имеют ничего общего с автоматом Франсин. Тем не менее, это ничего не меняет в ситуации, и это не излечит ни детей, ни людей по всему миру. И считает своей позицией, что он все помнит, и она снова счастлива. Как только он достигнет платформы, он отправится в космос и попросит Фазу рассказать им все, что он знает, чтобы остановить Санапу, и он наверняка не сможет вернуться. Затем доходит до того, что он спрашивает, чего она может от него хотеть, поскольку если его воспоминания вернутся, это только огорчит его. Все это лишает Широгане дара речи. На следующий день мы видим, как автоматы Бригелы и Арлекино издалека наблюдают за тем, как поезд движется дальше, и говорят о том, что если это 3000 автоматов капитана Грациана, они вдвоем смогут проникнуть в поезд. Он упоминает, что они также не знают, где находится Диамантина, и что она стала очень странной с тех пор, как поссорилась с Коломбиной. Сотрудники цирка разбудили Мазару, так как к ним приближался автомат, которого также сопровождал капитан Грациана. Мазару просит его отнести портфель Арлекино Широгане, и оказывается, что у автомата-паука, который несет Грациана, такое же лицо, как у матери Хиро и Нори. Они приходят в ярость, увидев это, и решают сразиться с этим монстром. Синобу объясняет ему, что у них, вероятно, нет шансов на победу, но Фол кое-что сказал ему перед тем, как они ушли. Первое, что делают Широгане, это изучают цирковые трюки, и это было очень давно, когда впервые появились автоматы. Они изначально были созданы для того, чтобы рассмешить автомат Франсин, и они делали глупые движения и забавные трюки, все это прививалось их телам. Их долг состоял в том, чтобы выучить новые трюки. Поэтому, когда они сталкивались с людьми-исполнителями без оружия, они подсознательно пытались выучить трюки исполнителей. Они сосредотачивались на своих движениях с помощью силы. Надежда выучить новый трюк, и это почти инстинкт, и они ничего не могут с собой поделать. Не обязательно быть Широганом, чтобы победить их. Панталони и Арлекино обнаруживают, что рядом находятся другие сильные автоматы, обращаются к Арлекину и Бригеле и решают попрощаться с Широганом. Они сообщают ей, что враг приближается, и что они должны немедленно перехватить их, и что именно поэтому они там, чтобы она дала им свое разрешение. Они все еще очень далеко, но они могут остановить поезд, если догонит их. Только автоматы могут их почувствовать, и Наруми проявляет желание уйти, но эти двое мешают ему идти. Арлекино говорит Наруми, что он силен и что он знает достаточно, так как сражался с ним. И как только они уйдут, он будет единственным, кто сможет защитить Наруми Леонор, намекая, что они наверняка не вернутся. Прежде чем они уйдут, Элеонора останавливает его, говорит им, что раньше она думала, что они враги,
но теперь они собираются сражаться за нее и за человечество. И что ей больше ничего не ясно, и что она боролась с автоматами в течение 90 лет, и что она не знает, что им сказать сейчас. Они говорят, что это просто, что они существуют для нее и не для кого другого, поэтому то, что она должна им сказать, это бороться и побеждать. Услышав ее слова, Элеонора приказывает им сражаться и побеждать, а также приказывает им вернуться живыми. Это приводит к тому, что Панталоне и Арлекино выходят оттуда очень счастливыми, потому что сеньора Франсин отдала им приказ, наконец велела им сражаться. Арлекино рассказывает ему, как ему не терпится снова увидеть улыбку этого человека, имея в виду Лис, в то время как Панталоне проявляет интерес к цирку, в котором находится Широгане. Мазару вышел из поезда со своей марионеткой, чтобы в одиночку сразиться с капитаном Грациано, в то время как остальные в цирке собирались сразиться с Леди Паук, другим автоматом, у которого лицо матери Хиро и Нори. Леди Паук разрушила крышу, на которой они находятся, и их заставили отступить, но потом они решили атаковать. Хиро, Нори и Синобу начали планировать битву с Леди Паук, и Синобу устроил перед ней шоу, которое привлекло ее внимание, и она осталась смотреть на него. Тем временем Нори искала взрывчатку, которая у нее была благодаря Фоу, и они также пытались отсоединить этот вагон от поезда, чтобы позволить Нарами продолжать каждый раз, когда Леди Паук надоедала ее шоу, но они менялись местами, чтобы продолжать развлекать ее. Наруми, полагая, что происходит что-то странное, хотела пойти проверить, но Синобу помешал ей открыть дверь, оправдываясь тем, что Нори рвало и из-за этого был скандал. Но все было в порядке. Убедив Наруми остаться в их вагоне, они следуют плану, по которому им удается отключить вагон, а позже бросить взрывчатку, чтобы разрушить рельсы. Это привело к тому, что поезд сошел с рельсов и стал подниматься очень высоко. Они планировали заставить Леди Спайдер упасть под действием силы тяжести, чтобы вонзить в нее отравленный нож, но она удержалась на ногах. К его удивлению, Нори вылезла из поезда благодаря своим великолепным навыкам сэра Сенса и внезапно толкнула ее сзади, сумев таким образом нанести ей удар ножом, хотя поезд был остановлен. Затем он снова упал с ними, все еще находясь внутри. Бригел и Арлекин наблюдали за происходящим издалека, но перед тем, как преследовать поезд, их посещают Панталон и Арлекино. А Панталон противостоит Арлекину, а Арлекино Виргиле. Арлекино знал, что огонь, который он стреляет, не действует на Бригелу, но он объясняет, что это потому, что когда они дрались раньше, присутствовала женщина, имея в виду Лис, и что теперь нет необходимости сдерживаться. Именно тогда он начал играть на своей лютне, используя звук как ударные волны, что было его особым навыком. Это давление воздуха мешает ему приблизиться к Бригеле, поскольку он сосредоточен на боевых искусствах, что является его слабостью. Арлекину не удается загнать их в угол, но из ниоткуда половина его тела разрушена, и оказывается, что под одеждой Бригелы было много оружия. Ракеты. Этот объясняет ему, что он не хотел прибегать к этим приспособлениям, но был вынужден в конечном итоге, победив Арлекина после того, как нанес ему такой урон. С другой стороны, Панталоне вступает в сложную конфронтацию с Арлекином, и после некоторой борьбы он поражен молнией, которая падает на него из ниоткуда. Панталоне знал, какую силу использовал Арлекин, и что это технология управления атмосферой, и что он может управлять погодой в свое удовольствие. И что, черт возьми, Панталоне знал, какую силу использовал Арлекин, и что это технология управления атмосферой, и что он может управлять погодой в свое удовольствие. И он признается Панталоне, что влюблен в Франсин, и что это чувство возникло, когда он увидел произведения искусства, созданные автоматами под его руководством. Мне постоянно снилось, что он смеется, и поскольку Фьюсерлс один в космосе, он считает само собой разумеющимся, что Франсин, которая на Земле, будет его. Это заставляет Панталоне начать смеяться, насмехаясь над ним, считая его хорошим шутом, и что у Франсин или Леоноры уже есть кто-то еще. Оказывается, он и Арлекино узнали о признании Леоноры Наруми, когда она сказала ему, что он их Широгане, давая понять Арлекину, что это было абсурдно то, что я говорил. Это заставило его сойти с ума от гнева, зашло так далеко, что уничтожило тело Панталоне, и вы оба проиграли битву. Наруми чувствует, что происходит что-то странное, и, выглянув в окно, видит вдалеке клубы дыма, и именно там она узнает, что последнего вагона больше нет. Хотя те, кто в цирке перед тем, как расстаться, сняли портфель Арлекина с двери их вагона. Вскоре после этого крыша, на которой они находятся, разрушается, и оказывается, что Арлекин застал их врасплох. Хотя Леонор встает перед Наруми, давая понять, что теперь ее очередь защищать его. Ей трудно противостоять Арлекину, и в итоге она была довольно сильно ранена несколькими нападавшими, один из которых заставил ее остаться позади него, держась за дверную ручку, которую она открыла. Это заставило меня увидеть портфель Арлекина, и я немедленно использовал его, чтобы у меня было больше шансов против автомата. Наруми пытается вступить в драку, но она всегда напоминала ему, что это его драка, и что ее долг защитить его. Арлекин выражает ей свою любовь к ней и стремится покончить с Наруми, считая само собой разумеющимся, что она была тем мужчиной, которого он имел в виду. Чьи брюки он влюблен в Леонор.
Она говорит ему, что автомат сосет кровь, так как он никогда не дружил с человеком, но это заставляет Арлекина воскликнуть ему, что человек, который не может умереть, не человек. И что она такая же, как автомат, и что она готова поспорить, что люди не принимают ее как таковую. Элеонора признает, что она права, но все же может пожертвовать собой ради них, которые для нее важнее. И внезапно ее сильно бьет кувалда Арлекина, но она все равно встает, защищая Наруми. Она говорит ему, что ей не обязательно знать все, что он ей дал, точно так же, как брошенная марионетка, когда человеческие руки впервые хватают ее. Точно так же, как она не должна знать всего, что он ей дал. Что собака, которую усыновляют, когда ее впервые гладят по голове, и она благодарит Наруми за то, что она стала частью ее жизни. Не возражает, если она снова начнет ненавидеть ее, спрашивая, пожалуйста, вернется ли она когда-нибудь в ее жизнь. Следующее, что он делает, это запихивает Арлекина в цистерну, и они выходят из поезда, позволяя Наруми двигаться дальше, и эти слова немного повлияли на него. Наруми чувствует присутствие в шаттле, и оказывается, что там находится Бригела, но прежде чем она атакует корабль, она достигает Наруми и уходит. Лицом к лицу с ним. Мы снова участвуем в битве Мазару и капитана Грациана, обмениваясь серией атак с воздуха, хотя Мазару испытывает большие трудности из-за того, что его корабль был поврежден. Как сильно я вытащу автомат. Доходит до того, что он падает на землю после получения большого урона, но внезапно поднимается очень высоко со своей марионеткой. И Мазару вспоминает Наруми, вдохновленный им стать кем-то очень сильным. Внезапно он выпрыгивает из своей марионетки, вытаскивает свою катану и наносит удар по лезвию пистолетом Грациана. Он насмехается над ним, так как Мазару должен был не летать, и считает само собой разумеющимся, что он там умрет. Грациано не переставал рассказывать ему о своей истории и прошлом, но Мазару говорит ему, что его не волнуют подобные вещи, и что его нельзя контролировать за прошлое, если он хочет продолжать жить. Это заставляет капитана вспомнить, что Масару перенесли боевые навыки его деда, и он смеется над тем, что тот насмехается над прошлым, когда благодаря этому он может сражаться. Масару объясняет, что традиции — это не прошлое, что человеческие традиции связаны с сердцем, и именно сердце пытается превратить болезненное прошлое во что-то лучшее. Что он делает, так это использует некоторые особые приемы, которые он помнит благодаря воспоминаниям своего деда, и первому удалось уничтожить меч Грациана, а второму удалось позволить ему разрубить его надвое, покончив с ним. Наруми было очень трудно сражаться с Бригелой, потому что она была невероятно сильна, намного сильнее, чем любой другой автомат, с которым она когда-либо сталкивалась раньше. Бригела объясняет ей, что в ее атаках отсутствует ки и что она не способна анализировать ки из-за его механических частей. Получив такой большой урон, Наруми начинает вспоминать предыдущие моменты, которые она провела с Элеонорой, которой она наговорила ужасных вещей, сказав, что он должен извиниться перед ней. Бригела, увидев, что он почти закончил, дает ей понять, что собирается уничтожить его с помощью своих ракет и стреляет в него. Но из-за этого Бригела, увидев, что он почти закончил, объясняет ей, что собирается уничтожить его, используя свои ракеты, и стреляет в него. Наруми вспоминает одну вещь, которой она научилась у своего учителя, и там она объяснила ей, что это самый простой удар в ее школе и что это раздробленный удар. А вытянутая рука действует как стартовая площадка для ракеты, пока каждая часть ее тела не действует как единое целое, направляет ее ки и толкает в нее. Давай. Наруми уклоняется от ракеты и, следуя наставлениям своего учителя, наносит идеальный удар вперед, который был наполнен потрясающей силой. Она с трудом увернулась от него и удивляется, откуда у нее столько силы. Наруми благодарит его за то, что он упомянул ракету, поскольку она напомнила ему о чем-то важном, начавшись с града мощных ударов по нему. Его осаждают кулаки Наруми, и его добивает последний кулак, из-за которого он упал с шаттла, а также с поезда. Тут он видит, что он уже приближался к стартовой площадке, и как только он там смог поговорить с Фогом и объяснил ему, что до взлета осталось 30 минут, и он должен вернуться на землю. Он сообщает ему, что дети и все остальные в порядке там, где он находится, но внезапно он получает предупреждение о том, что огромное количество автоматов направляется к шаттлу. Получив эту новость, Наруми в конечном итоге вышла на улицу, решив сразиться со всеми ними. Ей было очень трудно из-за того, что у нее было слишком много врагов, и она отдала все, чтобы защитить шаттл. В этот момент она чувствует, что нет никакого автомата, атакующего ее со спины, и у нее такое чувство, что кто-то позади нее помогает ей. Но будучи занят врагами впереди, она чувствует, что у нее есть кто-то, кто ей помогает. Вы не можете этого видеть. Оказывается, это Масару. С его помощью и совместной борьбой они смогли через некоторое время уничтожить каждый из автоматов, в итоге немного израненных и истощенных. Масару был очень рад снова его увидеть, и первое, что он сделал, это взял фотоаппарат, на котором был один из автоматов, и снял его на камеру. Я сфотографировал Наруми, но вспышка камеры была очень сильной для ее глаз. Масару просит Гриппонга помочь передать его слова Наруми. Там он объясняет, что он такой же шарагани, как и он, и что он был ослеплен камерой автомата, и его сетчатка сгорела, и требуется некоторое время, чтобы прийти в норму. Люди называют его отморозком, и Уилл просит его пойти туда, и что у него есть непогашенные счеты с Фейселесом, и что он будет бороться с ним и заставит его рассказать ему, как остановить Санапу. Так что Наруми останется
останется на земле. Она сражалась долгое время, у нее есть опыт, она хорошо оснащена, и она сильнее его, а также знает способ вернуться. Наруми жалуется на эту идею, потому что она видела слишком много страданий. Многие люди погибли, чтобы дать ему шанс, которого у них не было, и он не может забыть их и продолжать жить один. Мазару шокирует его этим и говорит ему, что прошлое – это прошлое, что он ничего не может сделать, чтобы изменить это, но что он все еще может изменить настоящее, и он знает, что у него есть кто-то, кого он любит. Это может сделать его счастливым, и если следовать его логике, ни один человек не сможет быть счастливым, и всем придется жить с бременем прошлого, и мир погрузится в печаль. Самое главное, чтобы в этот момент я думал от всего сердца, и чтобы я сделал ее счастливой, и чтобы они были счастливы. Именно тогда она прощается с Наруми, которая все еще оставалась слепой, не имея возможности что-то с этим поделать, не зная, кто она, и не зная, кто этот человек, который с ней разговаривает. После того, как огонь подслушал весь этот разговор через микрофоны, люди там сказали, что это плохая идея, что этот ребенок полетит в космос вместо Наруми, и приказали остановить его. Но Лиззи просит его остановиться и объясняет, что они уже видели это. Масару победил все эти автоматы, к тому же он никогда не скажет ничего глупого. У него должен быть план и причина, по которой он должен идти. Фу прав, и в свое время Масару загрузили воспоминания Фейселиса. Именно он может быть наиболее подходящим для этой миссии. Перед уходом Лис идет туда, где Масару. Разговаривает с ним наедине и называет его лжецом из-за того, что Гуй попросил его, он уйдет оттуда, и что он знает, как вернуться. Она знает, что собирается спасти Наруми, и рассказывает ему, что умоляла Фу не отпускать его. Ей очень грустно признаваться, что она также очень лжива, и просить его не уходить, и что она хотела узнать его получше. И что было так много вещей, которые она хотела, и что я хотел поехать в Альзу на пикник. Тогда Мазару обещает поехать к ней на следующей неделе, что он тоже хочет поговорить с ней о многих вещах, и что когда она вернется, пусть они будут ближе. Лиз делает это. Лиз заставляет его пообещать ему это, и они прощаются там вдвоем. Мы сейчас с Элеонорой, которая в противоположном платье из пустынной деревни и убегает от Арлекина, в то время как он тащил ее разрушенную марионетку по полу. Она прячется в одном из домов и видит, что пока она была без сознания, Арлекин заставил ее надеть это платье, а также, что она чувствует себя так, как будто она не в себе. Слаб из-за того, что пролил свою кровь в питьевую воду других. Арлекин входит в здание и видит господина, несущего младенца, который является одним из немногих, на кого Санапа не повлияла, и забирает у него ребенка, так как он планирует выпить его кровь, и тут прибывает Леонора и забирает у него ребенка, с трудом сражаясь с ним на улице. В этот момент следующее, что происходит, стена рядом с ним разрушена, и кто там в Наруме, хотя он все еще не может видеть. Он внезапно просит Леонору сказать ему, где он находится, быстро продвигаясь вперед, и она правильно указывает ему, где находится Арлекин, а Наруме он говорит: «Я не знаю, где Наруме». Обруш на него мощный удар. К его удивлению, один из его рогов разрушен ударом. Он помнит, что эта часть была слабой из-за атак, которым он подвергся со стороны Панталони, и прежде чем он смог дать отпор. Наруми использует свой меч в своей руке, чтобы прикончить его. Теперь все в безопасности. Наруми звонит Широгани, чтобы услышать ее голос, и, услышав его, подходит, чтобы обнять ее. И объясняет, что он был там ради нее с тех пор, как предупредил ее о той палатке в цирке, и заявляет, что хочет ее, а после этого крепко целует ее. Ракета, наконец, взлетела с Мазару внутри. Хиро, Нори и Синобу наблюдают за взлетом. Мы видим, что в стволе был автомат, направленный на ракету, но азиат был там и вступил в бой с этим врагом, чтобы помешать ему сорвать миссию. Наруми и Леонор вместе наблюдали за ракетой в воздухе, и он рассказывает ей, что его зрение постепенно возвращается, но когда он видит ее, он понимает, что это не так. Это снова ослепляет. Она в своих мыслях видит, что ему нравится быть таким, и что его душа находится рядом с другой. Она видит улыбку того, кто смотрит на нее. Того, кого она любит так близко, что слышно ее дыхание. Обе Франсин хотят это почувствовать, имея в виду первую Франсин и автомат Франсин. Именно тогда она начинает плакать, но увидев, что Наруми волнуется, она начинает довольно улыбаться от счастья, возвращаясь к мысли о том, как сильно она этого хочет. Полуразрушенный Арлекино наблюдал за ситуацией, склонив голову набок, показывая ей огромное счастье Леоноры, и он чувствовал себя таким радостным за то, что ты видишь ее такой. Он спрашивает Панталони, может ли он увидеть ее улыбку, хотя она ему не отвечает, так как его голова улыбалась, но безжизненной, и вскоре после того, как у Арлекина потухли глаза, он упал на землю. Шиа не удается остановить автомат, который, оказывается, был серьезно ранен пулями, выпущенными в него этим врагом, вспоминая времена, когда он был нанят Масару и даже Наруми, которые едва дали ему монету, вскоре потеряв свою жизнь. Масару наконец-то добрался до космической станции, и там Гриппон объясняет ему, что там есть кислород, и, увидев колодец, он заходит туда. Следующее, что вы видите, это застроенная одинокая деревня, где гравитация стабильна. И там вы встречаетесь с Фасилесом, который окружен несколькими улыбающимися француженками. Он говорит вам, как приятно иметь настоящее естественное тело,
и он изменил тело, которое создал, клонированное из клеток других людей. Ее прежнее тело. Так что теперь он живет там в окружении Франсин и наблюдает, как приближается конец человечества, и что он планировал состариться и умереть после этого. Мазару, выслушав все, что он ему сказал, пал ниц перед ним и умолял его рассказать ему, как вылечить Санапу. Фейселе отказывается отвечать ему, достает Арлекина из своего портфеля и объясняет ему, что это улучшенная версия марионетки его брата, той, которую использует Леонора. И что хотя он и не знает, как вылечить Санапу, он все еще не может понять, как вылечить Санапу. Там между ними начинается драка со своими марионетками. Он спрашивает Масару, почему он оставил Элеонору в руках Наруми и сначала смотрел на нее как на сестру, но теперь он достиг половой зрелости, поскольку видит ее другими глазами. Масару отрицает это обвинение, давая понять, что он не видит этого таким образом, но Фейселес объясняет, что, возможно, для нормального ребенка это не так. Но он частично разрядился в своем теле. Ты прекрасно знаешь, что делают мужчина и женщина, когда они влюблены, и именно тогда он понял, что на самом деле испытывает к ней чувства. Это было в моде Сент-Митчелл, имея в виду, когда Мазару спас его из ракеты. Мазару, услышав это, застывает в оцепенении, вспоминая вопрос, который он задал Коломбине о том, хочет ли он Элеонору, и видит, что, возможно, Легис прав. Фейсел снова спрашивает его, почему он позволил Наруми забрать ее у него, а Элеонора стареет в 5 раз медленнее, чем он. Она догнала его и, возможно, уже умерла. Я был ее парнем. Он со слезами на глазах отвечает ей, что сделал это потому, что Наруми первым влюбился в нее. Эти слова дошли до Фалеса, проникнув в его воспоминания, когда он сказал эти слова своему брату Джину о том, что он сначала влюбился в Франсин и не отнимал ее у нее. Марионетка этих двоих в результате столкновения была уничтожена. Фул спрашивает у автомата, который должен был быть вторым пилотом шаттла, как найти Масару, но оказывается, что это была Диамантина, которая упоминает, что собирается спросить Фейселеса. Он говорит Масару, что должно быть проигнорировал его и взял ее силой, считая слова Масару ошибкой, потому что никто не важнее его самого. Фейселесу надоело слушать Масару, и он пытается нанести ему удар ножом, но как раз в этот момент вмешивается собака Широгани, принимая атаку на себя. На лбу. Затем по всему месту происходит несколько взрывов, и Диамантина предстает перед Фасилем, уничтожая находившихся там француженок. Она рассказывает ему то, что сказала Коломбина, что он хочет, чтобы она была инструментом, и просит его сказать ей, что это не так, что он действительно любит ее. Легко отвечает ей, что любит ее, но Диамантина просит его теперь признаться, что он любит ее больше, чем Франсин, женщина, в которой он влюблен. Она полагалась на создание автомата, показывая, что без ума от него. Он также объясняет, что он установил взрывчатку по всей космической станции, хотя сразу после этого она была демонтирована Фейселесом, отвечая, что он волен решать, кого любить. Несмотря на это, Диамантина в своих последних попытках ударила его ножом, сказав, что очень его любит. Искусственный интеллект космической станции сообщает ему, что произошло несколько взрывов, и он больше не может оставаться на орбите. Станция столкнется в 40 километрах от российского космодрома Батни, где находится Широган и другие. Масару спрашивает Фейселеса, как вылечить Санапу, но тот не отвечает, поэтому он решает спросить его, как заставить космическую станцию разбиться вдали от остальных. Фазесу надоело видеть его лицо, и он говорит станции Альфе, что вместо этого отвечает на его вопрос. Там он объясняет ему, что пропеллер, отвечающий за поддержание ориентации, перестал работать из-за взрывов, и изменить зону поражения невозможно. Мазару планирует починить это сам, но Альфа предупреждает его, что это было бы невозможно, так как на надевание костюма уйдет 3 часа. Легис спрашивает его, собирается ли он спасти других, даже если он умрет, и он отвечает, что да. Затем он внезапно решает помочь ему. Эти двое используют нити, чтобы управлять марионеткой, которая держится подальше от корабля, которая будет отвечать за перенос поврежденного двигателя на станцию. Фейселес объясняет ему, что он помогает ему, потому что ему этого хотелось, и он думал, что то, что он делает, это то, что сделал бы старший брат. Помня, что его брат Джин всегда был рядом с ним, действуя таким образом из-за того, что сказал ему Масару. Он говорит ему, что Масару тратит свою жизнь впустую и не скажет ему, как вылечить Санапу. А это означает, что его смерть не принесет никакой пользы и что именно это делает их равными. Масару говорит ему, что он ошибается, потому что у него остались воспоминания об улыбках людей, которых он любит. А его улыбки всегда были очень хрупкими и ломались так же легко, как и самые хрупкие предметы. Но он все еще верит, что можно защитить свою улыбку, если пожертвовать собой, и поэтому они разные. И он не уйдет с пустыми руками. Хотя ему легко ответить, что это жертва и иллюзия, он доволен только собой. Они оба заканчивают чинить двигатель, который выполняет свою функцию, чтобы он мог отклонить курс от удара космической станции, и теперь он должен был рухнуть в море вдали от других. Внезапно Мазару видит, что рана, нанесенная ему Диамантиной Фейселе, открывается, и он снова умоляет его рассказать ему, как вылечить Санапу, и что он может спасти всех. И что если он сделает что-то хорошее, он сможет попасть на небеса. Эта идея понравилась Фейселе, так как он наверняка снова встретится с Франсин, если отправится на небеса, и сможет забрать ее с собой еще раз. Фой и остальные получают сообщение от Мао, и там же были Широгани и Наруми, и он просит Леонору спеть.
Фейселес объясняет, что песня меняет режим работы насекомых Санапы, исцеляя человека, а не делая его больным, и оказывается, что эта песня та же, что Франсин пела ему в прошлом. Эта мелодия, которую она пела, транслировалась, чтобы она дошла до каждого. Затем фазы приказывают Масару пойти в заднюю часть, и что там есть аварийная капсула, чтобы вернуться. Но он просит ее тогда пойти с ним, чтобы он мог присоединиться к цирку Накамачи и рассмешить людям. Хотя Фейсел отказывается и просит его немедленно уйти. Как раз в тот момент, когда он собирался уходить, Гриппон говорит Мазару, что собирается остаться с Фейселесом, и от этого ему становится очень грустно. Гриппон объясняет Фейселесу, что он решил остаться, потому что он был его создателем, и он не хотел оставлять его в покое. Внезапно он обнял его, признавшись в том, что не хочет, чтобы его оставляли в покое, что он прав и что ему не нравится быть одному. В свои последние минуты жизни он вспоминает моменты, проведенные со своим братом, и признает, что был неправ. После этого космическая станция разбилась с ними внутри, и люди выздоравливали от Санапы и полностью исцелялись, а мир был в безопасности. 6 лет спустя мы видим Наруми и Широгани вместе. Они направлялись в Эгмунт, чтобы дать представление в тамошнем детском цирке. У него вернулась рука, потому что оказалось, что Масару и Шиана отправили спасать его потерянную руку в американскую медицинскую компанию. Позже он показывает нам сцену, в которой он убегает от взрослых по улице, а позже там был мужчина в костюме, и увидев эту сцену, он бьет и убивает нас, нокаутируя этих парней, спасая детей. Один из мальчиков видит, какой он сильный, и говорит ему, что хочет быть таким же сильным, как он, спрашивая, сможет ли он когда-нибудь это сделать. Этот парень снимает свою звериную голову, и речь идет о более взрослом Масару, и он отвечает, что да, что он будет намного сильнее его в конечном итоге, так что поощряйте это. И если ты дошел до этой части видео, прокомментируй секретное слово «любовь», потому что так я отдам тебе свое сердце, поскольку ты один из немногих, кто дошел до этой части видео. А также не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать маленький колокольчик, что очень важно. С учетом сказанного, помните, что вы можете комментировать аниме, которые они хотят, чтобы я резюмировал для следующего видео, так как я всегда читаю их всех. Что я всегда читаю их всех, 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 что я всегда.